Вчера интересный был у нас момент по поводу нашего видео большого спорта. На связи Минск, Полова-арена. 16 июня сегодня пройдет турнир среди мужских команд по первого чемпионата Республики Беларусь по баскетболу 3 на 3. Вчера был день женских соревнований, и девушки вчера выиграли из города Гродно. Их можно поздравить. Ну и пользуясь случаем, поскольку раз мы заговорили о баскетболе и о наших девчонках, пользуясь случаем от себя лично, от Федерации баскетбола, от компании Альтермедиа, хотим поздравить тренера нашей национальной женской сборной по баскетболу Наталью Трофимову с днем рождения. Наталья, спасибо вам, что вы есть у нас. Верим в вас, верим в наших девчонок, верим, что вам с нашей командой под силу очень и очень много. Не все высоты еще взяты, есть куда расти, есть чем удивлять болельщиков баскетбола нашей страны. С днем рождения! Сейчас увидите повторы вчерашнего дня. Вот как раз на ваших экранах команда, на заднем плане команда из города Гродно, которая одержала победу. Так что первыми чемпионами стали девушки с красивого западного города Гродно, одержавшие победу. Феерически они прошли дистанцию турнира. Можете посмотреть наши вчерашние эфиры. Наверняка любители баскетбола 3 на 3 увидят там много для себя интересного и порадуются за тот уровень игры, который демонстрируют наши девчонки. Как известно, большой баскетбол давно уже прошел по всему миру, завоевал города, столицы, страны и материки. И сейчас время его младшего брата баскетбола 3 на 3, который уверенно шагает по миру. И вот сегодня мы с вами станем свидетелями первого в истории нашей страны чемпионата по баскетболу 3 на 3 среди мужских команд. Вчера у нас было 8 команд девчонок, сегодня у нас 12 команд среди мужчин. Готовьтесь хорошо провести время. Вчера моим коллегами, с кем мы были в эфире, был баскетболист национальной сборной и баскетбольного клуба «Смоки Минск» Сергей Лобищевич. Сегодня Сергей на площадке. Посмотрим, что он сегодня продемонстрирует. Вчера для человека, который не так часто бывает в эфире, держался он очень и очень круто. И я ему сказал, да, про секрет вам отвечу, что, может быть, стоит задуматься иногда не только играть, но и комментировать, потому что, на мой взгляд, получилось у него очень и очень достойно. Начинаются интерактивы с болельщиками, в это время разминаются команды. Напомню, в первом матче встретится команда Росэнергоатом и команда Кони. Но пока разминаются Кони, талисман грядущих вторых европейских игр Минска уже зажигает с нашими очаровательными болельщицами. Сегодня еще более комфортная погода. Сегодня, в принципе, не жарко, но здесь, конечно, все предусмотрено. И огромный шатер, и кондиционеры. Приходите на Полова-арену, она находится в самом центре Минска, на Немиге. Билеты бесплатные, просто приходите, посмотрите, поболейте. Даже если у вас нет друзей, родственников, кто занимается баскетболом, в любом случае, я уверен, вы получите огромное удовольствие и от игры, и от того, что можете здесь лицезреть. Команды разминаются. Мы близки к старту первого матча. В 10 утра по минскому времени мы начнем. Вот они на ваших экранах. Команда Росэнергоатом. Просто невероятный набор движений. И самое главное, я не успевал считать количество костюмов, которые они использовали. Команда Росэнергоатом выступает в полосатых футболках. Ну а с надписью «Могилев», если не ошибаюсь. Да, «Могилев Моторс», команда «Кони». Сегодня они открывают турнир, дают исторический старт первой встречи. Разминаются ребята, пробуют паркет. Ну и наш господин ведущий, бессменный, который вчера заводил трибуны. Сегодня тоже в привычном себе амплуа, готов заряжать
своей энергии. Ну, и я думаю, что, учитывая накал сегодняшних матчей, которые мы ожидаем, однозначно ожидаем, я думаю, что ему сегодня будет попроще. Баскетбола 3 на 3, которая сочетает в себе часть элементов от старшего брата 5 на 5. Мы сейчас посмотрим еще один, небольшой обучающий ролик. Прошу внимания на экран. Готовимся к старту. Команды готовы. Я думаю, что вы тоже, друзья. Возвращаемся в эфир через несколько минут. И ждем хорошей игры в матче открытия турнира. Друзья, очень важный момент. Запуск любого летательного аппарата в космос, он сопровождается всегда обратным отчетом. Я думаю, что первый чемпионат Республики Беларусь по баскетболу 3 на 3, скорее всего, тоже можно назвать небольшим таким космическим аппаратом, который улетит в космос истории баскетбола 3 на 3 Республики Беларусь. Лесик понял, что он, наверное, хочет быть первым пилотом. Нет, Лесик, сегодня не ты пилот, сегодня ты рулевой. Друзья, давайте вместе попробуем обратный отсчет. От 10 вниз, пожалуйста, на экран. Поехали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Нет, друзья, остановитесь, пожалуйста. Давайте все вместе еще раз. 10 секунд. Поехали вместе. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Лесик, это все ты был, да? Итак, встречайте команда Росэнерго! Юрий Игнатьев!
Ну что ж, мы готовы к представлению команд. Друзья, сегодня, как и вчера, у меня есть коллега, с кем мы будем работать. Вчера у нас был Сергей Вобищевич, баскетболист национальной сборной. Мы решили, что планку понижать нельзя, поэтому сегодня рядом со мной баскетболистка национальной сборной до 20 лет. Девушка, которая вчера играла турнир. Команда ее расположилась на 4-м месте. Сабира Агаева, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Сегодня мы начинаем первый чемпионат Республики Беларусь по баскетболу 3 на 3 среди мужских команд. И у нас предстоит очень интересная игра между Росэнергоатом и Кони. Ну что ж, команды уже здесь, вот на ваших экранах. Вместе с ними талисман ведущих вторых европейских игр. Сабира, за кого болеешь, что ты скажешь о командах? Потому что, возможно, с кем-то ты знакома из участников, одной из. Ребята из Могилева и Росэнергоатом. Что думаешь? В команде Могилева есть представители команды Борис Фен, Артем Мальков, а в команде Росэнергоатом есть представители команды Бугуир. И те ребята достаточно хорошо выступали в рамках чемпионата Беларуси 5 на 5. И я думаю, что здесь они тоже себя пробуют в очень хороших качествах. Будем смотреть и делать выводы. Ну что, друзья, мы тоже смотрим, надеемся, верим, посмотрим, как начнется первый матч. Напомню, что сейчас вы наблюдаете, не побоюсь этого слова, за историческим событием. Первый в истории нашей страны чемпионат. Если есть вопросы, пишите нам, мы тоже обязательно просматриваем все, что вы пишете в нашем чате. С удовольствием на них ответим. Вчера был интереснейший матч. Опять-таки, Сабира, скажи, пожалуйста, может быть, как ты думаешь, насколько сложно было перестроиться, потому что, насколько я знаю, многие девушки вчера играли в 3 на 3 именно из тех, кто играет в классический баскетбол 5 на 5, и там были участницы сборной, и, как мы знаем, серебряные призерки чемпионата страны. Какие трудности, вот, может быть, для тех, кто больше смотрит классический баскетбол, а сейчас включился к нам на 3 на 3, на что обратить внимание нашим болельщикам, тем, кто наблюдает за трансляцией? В баскетболе 3 на 3 баскетбол гораздо быстрее, он должен быть настолько энергичным, и ты должен максимально вкладываться в 12 секунд. Это тоже большое отличие от баскетбола 5 на 5. У нас есть 24 секунды и время подумать. Здесь времени думать нет, нужно быстро и правильно принимать хорошие решения. То есть нужно попробовать для того, чтобы влиться в такую вот клею 3 на 3 баскетбола. Значит, ждем больше динамики, ну и, конечно, посмотрим, как удастся командам начать. Напомню, что 10 минут на все про все у них, 12 секунд время на атаку. И напомню о фолах, потому что как только их становится 7 и более, их уже пробивают, и не по одному, а по два, что, в принципе, может сыграть с командами злую шутку. Мы видели, как в вчерашнем турнире девушек некоторые команды использовали это в рамках своей тактики на игру, и она приносила свои результаты. Это правильно подмечено, так как после 7-го фола пробивается по 2 штрафных, а после 10-го еще при этом отдается мяч сопернику команды. И это достаточно большое наказание для команды. Ну да, когда отдают владение, конечно, тяжело как-то потом выйти из этого положения. Ну что ж, жеребьевка проведена. Судьи здесь, мы готовы. Итак, кто же начнет? Последние секунды разминки. Вот перед вами баскетболисты готовятся. Я уверен, что нас ждет интереснейший матч открытия. Итак, свисток судьи. Мы готовы к тому, чтобы начать. Росэнергоатом против команды Кони. Такие ребята с очень официальным названием против ребят с очень неофициальным названием, но я уверен, что на то, как мы увидим их на паркете, это никак не повлияет. Интересно, что предложит Кони, что предложат могилевчане против команды Росэнергоатом. И там хватает высоких баскетболистов. Все-таки по антропометрии немного выше, мне кажется, есть ребята в Росэнергоатоме. Да. Ну что ж, 3-2-1. Поехали. И тут же... Быстрая атака, но мимо. Похоже на домашнюю заготовку. Да. Перехват Юры Игнатьева.
С нетерпением ждем первых очков, набранных командами в этой игре. Пока их нет, но и прошло-то буквально 3 секунды после старта игры. Росэнергоатом владеет пока инициативой. Александр Харкевич 2 очка. Открывает счет. Александр Халкевич забивает за Росэнергоатом. Хороший темп взяли команды, высокая скорость игры. Да. Спас мяч и отдал его Росэнергоатому. Вацлав Бугаев. Счет становится 3-0. Подбор за командой. Мяч остается у Росэнергоатом. Слушайте, взвинтили темп в начале игры. Очень и очень приличной скорости. Юра Игнатьев выполнял бросок, но получилось пробивание штрафной. Вот и первый фол, вот и первый штрафной. Росэнергоатом. Итак, Юрий Игнатьев никаких проблем не испытывает с тем, чтобы реализовать свой штрафной. Очень хорошая, быстрая, прессингующая защита и быстрая атака обратная. Пока, мне кажется, ничего не могут придумать могилевские ребята. Тяжело им дается выход. Ну, можно подметить, что Росэнергоатом — это достаточно опытная команда 3-3, поэтому мы видим этот результат. Чувствуется наигранность, конечно, позволяет избежать каких-то лишних движений, где-то даже не глядя отдать пас, понимая, что партнер будет находиться именно в той точке. И вот первые очки для команды. Размачен счет. Юра Игнатьев пытается ответить в ответ, но чуть-чуть не хватает. Артем Мальков с мячом. В баскетболе 3-3 также разрешен гораздо более плотный контакт, что испытывается немного дискомфорт для игрока 5 на 5, и к этому тоже надо адаптироваться. Ну, приходится быстро привыкать, потому что времени на раскачку нет от слова абсолютно. Всего-то 10 минут на все про все. И более плотный контакт, и большая динамика игры. И, конечно же, давайте не забывать про меньшее количество жизненно важного игрового пространства. Еще один фол. Первый фол для Росэнергоатом. И он пробивной. Счет тем временем становится уже 6-2. При этом сыграно практически 1/5 игры. Без малого 2 минуты. Очень хорошее владение мяча у Росэнергоатом, и они в свою копилку добавляют еще один 3-очковый бросок. Точнее, в баскетболе 3-3 2-очковый. Мы вчера с Сережей тоже постоянно путались. 3-очковые привыкли, что это 3 очка. Но здесь-то это 2. И, кстати, здесь они, для тех, кто, может быть, не так сведущий, они здесь намного более опасны, чем 3-очковый в баскетболе, потому что если там соотношение броска из 2-очковой зоны, 3-очковой зоны 1,5, то здесь оно 2. И забить 1 очко, что такое получить 2 раза больше за бросок из-за дуги. Через чек. Хороший пас. Юра Игнатьев в защите отыгрывает, но не до конца получается все сделать. Очень скоростной баскетбол навязывает команда Росэнергоатом. Но получается хорошо, интересно понаблюдать за ребятами. Попытка атаки из-за дуги, вторая. И вот первые 2 очка для команды Могилева Кони. Будем следить дальше. Высокий прессинг, хорошо закрывают свободные зоны игроки Росэнергоатома и вынуждают. Бросок, конечно, не ошибка, но все-таки я уверен, что для броска всем хочется выбрать более оптимальную позицию. Блокшот получает Александр Харкевич, и быстрые 2 очка забивает команда Кони. Тем самым равняя счет. Счет 8-8, интересно. Кони в атаке, хороший сольный проход и
Второй фол для команды Росэнергоатом, и он будет также пробивным. 2-1 по фолам. Росэнергоатом уже дважды, и пока один у команды Кони. Пробивной фол, смотрим. Счет 8-8. Выйдут ли вперед Кони? Пас быстрый в угол, и Вацлав начинает обострять и выполняет хороший бросок. Успешно завершен бросок. 9-8. Тут же ответ от коней. Немножко мы сбавили скорость. Понятно, что, мне кажется, 10 минут провести в таком ритме невероятно, просто невозможно. Более тяжелее, да, это более динамично. И Вацлав Бугаев добавляет еще одно очко в копилку Росэнергоатома. И Юра Игнатьев очень хорошо играет в защите и отыгрывает свой мяч. Но маленькая ошибочка, и мяч уже владеет Кони. Продолжит Кони через чек. При большом давлении выполняет бросок, и тяжелый достаточно бросок. Александр Харкевич на трехочковом, и он плюс 2 очка в копилку Росэнергоатом. Не совсем я здесь понял, зачем Женя Терехов полез под кольцо против более высокого соперника с такой плотной опекой. 12-9. Артем Мальков плюс 2 очка для команды Кони. 12-11. Гена Захар почти выполнил то, что всегда ждут от Гены. Был близок к своему фирменному стилю. Немножко не получилось, но я думаю, что дистанция турнира длина. 12 команд мы сегодня еще увидим. И не раз что-то похоже в его исполнении. И вот он выполняет то, что он и запланировал. Только-только сказали. Забыли его где-то там в свободной зоне, и не преминул этим воспользоваться. 5 минут уже практически сыграно. 13-11. Росэнергоатом впереди. С Артем небольшим Мальков преимуществом. теряет мяч, и быстрый ответ от Юры Игнатьева. Хорошая защита у Росэнергоатома. Пас трехочковый. И Александр Харкевич выполняет бросок. Гена Захар на подборе. Нельзя Сашу, мне кажется, так оставлять. Он успевает спокойно прицелиться, абсолютно не переживая из-за того, что будут проблемы с защитниками. Юра Игнатьев. Александр Харкевич. Забивает. Красиво исполняет Александр, 88 номер. (15-12). Гена Захар плюс 2 очка для команды Росэнергоатом. Близимся мы к финишу, уверенно. 17-12. 4:30 нам еще играть, но мне кажется, что... И тут блокшот, который также ждут все от Гена Захара. Быстрый пас. Артем Мальков. Плюс 2 очка для команды Кони. 17-14. Ничего еще не ясно в этом матче. Все еще играем. Да, небольшой отрыв есть у Росэнергоатома, но мы уже видели, как Кони могут наверстать. Весь этот гандикап может растаять очень быстро. Гена Захар просит заслон. Врывание от Юры. Почти. Третий фол для команды Росэнергоатом. И на штрафной линии у нас Кантонисов Рома исполняет, забивает. 17-15. Юра Игнатьев очень хорошо выполнял движение под кольцом, но чуть-чуть не хватило. Меняемся. 17-15. Росэнергоатом через чек. Вацлав. Мяч потерян. 17-15. Плотное давление и достаточно хорошая защита. Обратный мяч.
Александр Харкевич. И это первый фол, именно который ведет команду соперников на штрафной линии для команды Кони. На линии штрафной Вацлав Бугаев. Получится реализовать. Очки нужны как никогда. 17-15. Можно приблизиться к заветному завершению матча и завершить его досрочно. Удастся или нет? Не в этот раз, но подбор остается за Росэнергоатомом. И атака вторым темпом. Нет. Фол. Еще один фол. 17-15. Через чек. Быстрая атака от команды Кони, и это плюс очко от них. Таким уверенным наработанным броском. Уход влево и тут же бросок. 17-16. Юра Игнатьев пытается реализовать еще 2 очка. Гена Захар, Юра Игнатьев, и это легкое очко для команды Росэнергоатома. 18-16. Ух, какой сольный проход. Как же красиво обошел на дриблинге 2 оппонентов и сокращает до минимального разрыв в счете. 18-17. Плотная защита от Гены Захара, но мяч остается все равно у Могилева. Равная игра, интересный матч открытия. Если остальные будут такими же, то турнир обещает быть очень и очень насыщенным на события и сюрпризы. Заканчивается время на атаку для команды Кони, и мяч переходит к команде Росэнергоатом. Чек произошел, и что сейчас будет? Очень хороший обыгрыш и быстрый пас. Стянул на себя 2 игроков, позволил одному из своих коллег по команде остаться свободным и на него отдал под кольцо и уверенно исполнено. 19-17. 5-й фол для команды Росэнергоатом. Команда Кони на штрафной линии. 19-17 тем временем счет. Роман Кантонисов. Видели мы уже до этого исполнение Рома, удачное исполнение штрафного. Вот он еще раз Реализовал свой мяч. И тут Гена Захар в ответ. Ждем матчбол. 20-18. Артем Мальков, большой опекой Вацлав Бугаевой. И этот бросок мимо. Эйрбол. Итак, возможно... Очень плотно он защищается в ответ. Двойная опека. Юра Игнатьев получает мяч. Бросок мимо. Хороший прессинг. Отыграл в защите очень плотно Юра Игнатьев и тем самым заработал мяч для своей команды. Полторы минуты играть и возможность матчбола у Росэнергоатома. Достаточно 1 очка. И нет, еще нет. Гена Захаров вырвал мяч Юра Игнатьев и фол для команды Кони. Это 3-й фол. Он ничего не дает, кроме как владения мяча снова. И 12 секунд. 3-й фол коней. Росэнергоатом через чек. Бросковый фол и Александр Харкевич на штрафной линии. Ну что ж, Саш, ставим точку. Давай смотрим. Ответственность за итог матча на Александре. Наблюдаем за его броском.
Никаких проблем. Первые победители. Команда Роснергатом зарабатывает первые очки в турнире. Что скажешь, Сабира, как тебе матч открытия? Роснергатом достаточно опытная команда 3-3, поэтому, я думаю, они оправдали надежды болельщиков. Тем самым показали, что они могут выигрывать даже в патовых ситуациях. Но при этом команда Кони достаточно хорошо выглядела на фоне такой сильной команды, как Роснергатом. Ну что ж, поздравляем победителей первого матча. Роснергатом. Хорошая заявка. Отличный показали баскетбол. Едем дальше. Беларусь-1, Словечно. Итак, команда Беларусь-1 играет в составе: Рогозенко Андрей, Бабищевич Сергей, Полищук Дмитрий и Мещеряков Никита. Итак, вот вы видите Сергея Бабищевича, моего вчерашнего коллегу. Ну что ж, вчера играл Сабира, а мы с Сергеем работали здесь на позиции. Теперь мы поменялись. Теперь Сережа будет отдуваться, а мы посидим в удобных креслах и понаблюдаем за игрой. И команда Словечно. Играет Антон Аскерка, Андрей Стабровский, Алексей Крюков и Александр Тупицын. Вот сейчас на ваших экранах команда Словечно. Вы знаете, вчера, когда мы сидели возле Сергея, оказался он мне повыше, а вот в кругу своих коллег по команде, таких высоких тавгаев, понимаешь, что Серег далеко не самый рослый баскетболист. Но, кстати, капитан нашей сборной баскетбола 3-3 Сергей Бабищевич. Вчера его супруга зашла на пьедестал. Ксения Бабищевич. Вчера была в составе команды девчата, которая оказалась на 3-м месте по итогам. Вот они, ребята, готовы дать бой. Ну, посмотрим. Интересно будет. Беларусь-1. Двухминутная разминка сейчас у нас на экране и показывает лучшие моменты с игры Роснергатом Кони. А нам подсказывают, что у нас замена в команде Беларуси-1. Лютыч Максим под номером 2 вступит в игру. Напомню, что в баскетболе 3-3 нет тренера. Более того, за так называемый коучинг можно получить штраф для команды, что, конечно же, никому не нужно. Игроки меняются в свободном порядке в процессе, когда мяч не находится в игровой ситуации. Итак, Словечно и Беларусь-1. Простите, почему-то хочется произносить это на хорватский манер. Не знаю почему. Команда Словечно и Беларусь-1. Что скажешь здесь о раскладе этого матча? Беларусь-1 — это команда, основная национальная команда нашей страны, которая, я думаю, будет представлять нас на европейской арене. А команда Словечно — это новички этого турнира, и мы будем наблюдать за ними. Ну что ж, посмотрим, удастся ли новичкам навязать борьбу, не побоюсь этого предположения, одному из фаворитов нашего турнира, нашей национальной сборной, в составе которой Сергей Бабищевич, известный нам и по выступлению за баскетбольный клуб «Цмоки», конечно же, и за нашу сборную страны по классическому баскетболу. Никита Мещеряков также у нас играет как в национальной сборной, так и в сборной 3-3, представляет нашу сборную, национальную команду. И это Сергей Бабищевич, Андрей Рогозенко, Максим Лютыч и Никита Мещеряков, все представители команды «Цмоки» Минск. Значит, вопрос сыгранности для этих ребят не стоит, но посмотрим. Я думаю, что Словечно однозначно должны были придумать какие-то домашние заготовки, потому что либо придумать тактику, зная сильные и слабые стороны каждого из представителей своих оппонентов, потому что в другом случае нужно что-то придумать, что-то противопоставить. Можно отметить, что в команде Словечно также, я думаю, будет яркой краской. Это Андрей Стабровский, номер 77. Будем следить за ним тоже. Итак, новички, которые только-только вышли заявить о себе, или все-таки известные нам баскетболисты. Ну что ж, поехали. Несмотря на то, что вчера мы пообщались и поработали вместе с Сергеем Бабищевичем, честно, ни за кого не болею. Хочу, чтобы просто мы увидели красивый баскетбол и чтобы сегодня обошлось без травм, потому что вчера видели мы небольшое повреждение у Дарьи Строк, которая играла за сборную Беларуси до 18 лет. Благо, она смогла позже выйти
на арену, но предполагаю, что, возможно, своего максимума из-за травмы показать не смогла. Но, тем не менее, на втором месте юниорская наша сборная оказалась. Ну что ж, поехали. 3, 2, 1. 10 минут на все про все. Кто сильнее, тот и лучше. Быстрый старт, и Сергей Вабищевич выполняет первый бросок. Большая неразбериха словечная. Вроде как и отдавал пас, но не поняли друг друга игроки. Смотрим дальше. Пока по нулям. Только-только все началось. 10 секунд игрового времени позади. Андрей Стабровский обостряет. Под плотным прессингом он сейчас находится, и время на атаку заканчивается. И мяч остается в владении команды Беларусь-1. Максим Лютый сейчас обыгрывает, видит пас на периметр. И Никита Мещеряков нет, двухочковый бросок, но не забивает его. Замена. Поехали дальше. Опять-таки, тоже отличная стратегия. Плотный прессинг, не давая игрокам завершить атаку. Время 12 секунд не так уж и много, а завершать нужно. Очень плотный контакт имеет команда Беларусь-1 в защите. Они уже, так сказать, опытные. И Из серии раз можно, да, в отличие от классического баскетбола, то хоть здесь ребята немножко душу отведут, поработают в плотном контакте. Ну что ж, пробиваем. Неудачное исполнение штрафного. Не получилось. второй командный фол для команды Беларусь-1. И игрок команды Словечная идет на штрафную линию. И есть бросок, а вот попадания очков пока нет. Аскерка Антон сам выполнял штрафной бросок и сам же его подобрал. Пас на трехочковый, пас очень плотно играет команда Беларусь-1. Сергей Вабищевич обострял и взял на себя инициативу и выполнил бросок, но на нем свалили. И тем самым он пошел на штрафную линию бросать один штрафной. Не получается пока штрафной у команд. И Сергея Вабищевича мы сейчас видели, к сожалению, не получилось забить со штрафного. Никита Мещеряков в посте выполняет бросок с опекой и не получается. Быстро так от Андрея Стабровского. Очень хорошо ходит мяч команды Беларусь-1. Было бы странно, если бы у игроков национальной сборной были проблемы с передачей мяча. Но, однако, все мы понимаем, да, одно дело тренировки, другое дело живая борьба, настоящий матч. Подбор за Беларусь-1. И исполняет 2 очка. Приносит своей команде Сергей Вабищевич. Возможно, одно все-таки. Андрей Мещеряков. Ой, я прошу прощения. Никита Мещеряков забил 1 очко. Итак, уже 5-0 в пользу команды Беларусь-1. Андрей Стабровский выполнял бросок и сейчас идет на штрафную линию. Не удается пока словечно реализовать броски. Сейчас будет Андрей Стабровский
Не получилось выйти на штрафную линию, поэтому Плотно опекают оппонентов команды «Беларусь-1». Сразу быстро выходят за дугу и тут же бросок. тяжелая Нокаут. такая игровая ситуация, но достаточно хорошо отреагировал игрок команды «Словечная» Максим Дудыч. Просто друг друга похлопали по груди. Это нормальная игровая ситуация, тем более в мужском баскетболе. Очень быстрое владение мяча в зоне, так называемый мисс-матч. И Максим Дудыч хорошо владел. 6-0. Умелые действия в атаке и еще более умелые действия в обороне приносят свои результаты для команды «Беларусь-1». Очень плотная опека. Тяжело освободиться, когда прямо над тобой висит оппонент. Однако это получается. Вот с броском сейчас не вышло. 6-0. Беларусь-1 впереди. Ищут ключи от обороны соперника команды «Словечна». Вот первая очко для команды «Словечна». В зоне Максим Дудыч просит мяч. Очень плотная опека для него. Хорошее врывание в зону и легкий бросок. Как просто обманули-то. 7-1. Андрей Стабровский. 2 секунды на атаку. Что, Андрей? Время. Надо бросать. Счет 7-1. Сыграно 4 минуты игрового времени. Еще большая половина матча у нас впереди. 7-1. На подборе первыми оказываются ребята из Словечна. 7-2. Лобищевич. Вот здесь хороший пас. Ах, не получилось его принять. Еще один фол. Никита Мещеряков зарабатывает фол для команды «Беларусь-1». 4 фола уже у команды «Беларусь-1». 4-2 по фолам, 7-2 по очкам встречи. И пробиваем штрафной. Давай, Леша. Он добавляет плюс 1 очко в копилку команды «Словечна». И быстро ответ от Сергея Бабищевича. И счет на табло 8-3 в пользу команды «Беларусь-1». Большой прессинг. Андрей Стабровский с мячом. Высоко с дугой прессингует своего оппонента, однако освобождается от него игрок Словечна и зарабатывает еще очко. 8-4. Еще и перехват от Андрея Стабровского. Ох, тут... 5-й фол для команды «Беларусь-1». Напомню, что после 7-го фола начинают пробивать штрафные, и после 10-го отдают мяч и штрафные броски. Андрей Стабровский получает снова мяч. Просит заслон. Остается против большого и пытается его обыграть. Что? И получается плюс 2 очка для команды «Словечна». И 8-6. тем самым разбавляет счет. А там еще и фолы недалеко. Надо быть аккуратнее. Не такой большой запас очков. Поднимает воздух оппонента. Хорошо дает на дугу. Однако время не считать, показывает судья. Не успели. Здесь немножко не подсказал, наверное, Сергей Бабищевич о том, что время закончилось. Насколько я знаю, периодически используют игрока на замене, который следит за временем. Это не запрещено. Такой маленькие хитрости. Вот здесь немножко не успели. Бросок есть и результативный, однако время на атаку завершилось, поэтому он не засчитан на счет 8-7. Мещеряков отлично исполняет. 9-7. Андрей Рогозинко почти перехватывает этот мяч, но мяч остается во владении у Словечна.
быстрая происходит замена и продолжается игра. Андрей Стабровский в своем стиле добывает +1 очко для команды Словечной. Как раз про Андрея мы говорили до начала встречи. Вот в очередной раз он продемонстрировал, почему мы должны его упоминать и почему мы о нем говорим. Отличное индивидуальное мастерство позволяет сократить разрыв до 1 очка. 9-8, Беларусь 1 впереди. Через чек Лубищевич. Ходит в обыгрыш, стягивает на себя 2 партнеров. Ах, вот здесь. Прочитал Андрей комбинацию, как мне кажется, и оказался в нужное время в нужном месте. Не просто так. Третий фол для команды Словечна. Мяч играет через чек. Произошла быстрая замена, все хорошо. Играем дальше. Хороший Такой был хитрый пас хотел отдать Бещевич. Немножко не вышло. Возвращает ему мяч. И он и пробил, и на подбор успел. Сергей Обещевич исполняет штрафной бросок. Есть. 10-8. Здесь вот немножко оступился. И, ну, конечно, за это и мы и любим баскетбол. Одиннадцать 9. Андрей с мячом у нас. Тяжелый бросок, и он его реализовывает. +2 очка. Не даете мне пробить на 1 очко, буду бить на 2. Никаких проблем. Пускай будет так. 11-11, счет равный. Ничего еще не понятно в этой игре. Фолы тоже 5-5. Пробивает 1 штраф. Беларусь 1. Казалось бы, так легко начиналась игра для Беларуси 1, и теперь они играют достаточно на хорошем темпе и очень плотном режиме. И всего перевес в 1 очко. Чуть не досталось нашему оператору. Через чек 12-11. Беларусь 1 впереди. Ох, как легко отдали-то. Забыли совсем про Мещерякова. Про него как раз-таки помнить нужно всегда. Никита Мещеряков с мячом. Хороший сольный проход приносит Андрей Рогозенко для команды Беларусь-1. У Сергея Бабищевича идет кровь. Пока что судьи, наверное, не заметили, но я думаю, то, что его будет менять. И понадобится помощь, да, все правильно. Очень неприятная ситуация. Будем надеяться, что ничего не случилось страшного, однако будем надеяться только рассечение, ни в коем случае не перелом, хотя со стороны как сбоку носа. Оказывается, медицинская помощь Сергею Лубищевичу. Вот игровой момент, вот отмашка здесь была, вот мы видим на повторе. Немножко так подошел игрок, извинился, только что мы это видели, но вот не тут, в другом моменте, это нам уже другой повтор показывает, но Сергею Обещевичу досталось. Будем надеяться, обошлось без переломов, что Сергей сможет продолжить игру, ну а пока обороняются и атакуют Беларусь-1 втроем. Напоминает мне эту ситуацию
вчерашнего матча, когда тоже юниорки наши, Дарья Строк получила травму, однако смогла продолжить дальнейший матч, пропустив Денис только одну Добровский игру. добавляет 21 очко для команды Словечно. Никита Мещеряков ответил ему тем самым. И плюс Почувствовали 1 запах очко. крови. Да. Плюс 1 очко для команды Словечно. И счет 15-13 в пользу Беларуси. Андрей Рогозенко обыгрывает игрока. И хороший пас, который достаточно результативный. Сбивает Мещеряков, 16-13. Андрей Рогозенко показал на бросок и выполняет его свободно достаточно. Очень... Абсолютно ненужное улучшение позиции. Мне кажется, отличная была возможность для броска. Но, может быть, в тот игровой момент игрок посчитал, так сделать правильнее, нужнее. Я необходимости в этом пасе не видел, если быть честным. Андрей исполняет... если бы такой залетел, было бы красиво, конечно. И тут выкрутился на атаку. Вы посмотрите. 17-14. Никита Мещеряков на линии 2-очкового броска, и он его реализует. Близится матчбол. Ждем матчбол в исполнении команды «Беларусь-1». Думаю, что он не за горами. Тяжело ребятам, нужен последний рывок. Совсем чуть-чуть. Дальними ударами пытаются догнать своих оппонентов команды Словечно. В принципе, тактика это приносит результаты. Размен 2 на 1. 20-16. Две, одна и конец игры. Время 20-16. Не засчитывается. Беларусь-1, 20-16. Ну что ж, давайте посмотрим правде в глаза. Не могу сказать, что наша сборная была на голову выше или владела постоянным преимуществом. Да, где-то поддавливали. Может быть, за счет большей сыгранности удалось им это сделать, потому что запомнился не один, даже не два. Вся команда запомнилась Словечно, которые действовали оригинально, интересно, атаковали, искали возможностей для обострения и, на мой взгляд, действовали очень и очень неплохо. Будет интересно посмотреть за этой командой дальше. Ну и, конечно же, неприятно, что одним из моментов интриги матча является, может ли Сергей Вабищевич продолжить играть в турнире. Ну а мы едем дальше. Команда «Брикс». Сивацкий Денис. Михайлов Кирилл. Соленик Егор. И Вилькоцкий Павел. Итак, вот они, ребята из команды «Брикс». Рефери. И юниорская сборная Беларуси будет им противостоять, собранная из игроков до 18 лет. Валерий Кульянович, номер 6. Даниил Макритский, номер 7. Даниил Бугаев, номер 4. И Андрей Бойко, номер 14. Вот они наши юниоры. Вчера юниорская сборная достойно противостояла и более именитым, более взрослым соперницам. И добралась не только до финала, но и до серебряных наград. Посмотрим, получится ли юниорам, парням, повторить успех девушек вчерашнего турнира. Это будет сделать сложнее. Однако, давайте посмотрим, какие комбинации наиграны у наших юниоров и что они покажут в этой игре. Но пока смотрим повторы прошедшего матча, интереснейшего матча между Беларусь-1 и Словечно. У нас сейчас 2-минутная разминка. Скоро она будет на экране. Ребята готовятся к игре. Ну а мы наблюдаем опасный момент прошедшей игры. Что, знаете, по динамике ощущения отличные. Я думаю, что, конечно,
Тяжело будет выдержать в таком темпе командам большое количество матчей, потому что все это в один день. Сегодня начнем, сегодня и закончим. И интересно, как будет расстановка сил. Мы видели, что и в первом матче, во втором, к окончанию 10 минутки команды были порядком измотаны. Чувствовалась усталость, но посмотрим. Наверняка команды не живут одним днем, есть стратегия, есть какой-то план и дальнейшие игры на соперников. Но будем надеяться. Итак, это первый матч группы С. Команда БРИКС и команда Беларусь. Юниорская сборная. Беларусь Ю-18. Блиц к завершению разминки команд. Очень скоро мы с повторов плавно перейдем в режим прямого эфира и покажем вам третий матч между БРИКС и юниорами до 18 лет сборной Беларуси. Вот увидели тот самый обидный момент, когда получил Сергею Обещевичу по лицу. Будем надеяться, что с Сергеем все нормально, он сможет прийти в норму, благо есть запас по матчам за счет большого количества команд. Будем надеяться, что он очень скоро вернется в игру, и все у него будет нормально со здоровьем. Мы увидим его еще на площадке, он продолжит играть. Готовимся мы к очередному матчу. БРИКС против Беларусь Ю-18. Удачи ребятам, будем надеяться, что обойдется без травм. Да, есть, конечно же, сегодня наэлектризованность воздуха определенная вокруг этих встреч. Команды волнуются, переживают. Всем хочется вписать свое имя в историю первого чемпионата страны по баскетболу. Какие будут прогнозы, Сабира? Что думаешь? Все ребята играли на таких турнирах, как Полова, и я думаю, что они себя пробуют. Достаточно опытные игроки, они себя пробуют в таких турнирах чемпионата Беларуси. Смотрим. Первая атака и первые же очки. Нужно отметить, что команда БРИКС поопытнее, но дорогу молодым. Пока у нас 1-0. БРИКС ведет. Покидает мяч предела игровой зоны. Быстрая замена. В атаке наши юниоры. Егор Соленик с мячом сейчас. Пас. Данила Макритский на подборе мимо. Соленик Егор на подборе. Денис Севацкий владеет мячом. Пас. Комбинит юниоры, но почему-то, мне кажется, мало бросают. Мяч во владению команды БРИКС. Павел Великоцкий начинает эту атаку. Просит заслон, показывает, что он делает бросок. И нет никакого фола. Ни фола, ни очков. Ну ничего. Пока все еще 1-0. Время идет. У-18 владеет мячом. Пас на Данила Макритского. Очень пока неуверенно начали Беларусь 18. И тут бросок, двухочковый бросок. Кирилл фалит на Даниле Макритском, и он идет на линию штрафного броска. Плюс 1 очко для команды Беларусь-1. Данила Макритский зарабатывает на линии штрафного броска. Красивым движением, как на тренировке, укладывает мяч в корзину. И делает это дважды. Несутся в ответ БРИКС. Но молниеносной контратаки успешной не получается.
Егор Соленик обыгрывает 1 в 1 и получает блок-шот от Данила Макритского. Ну вот, юниоры начали, может быть, не очень уверенно, но уже они с минимальным отрывом ведут в счете. 2-1. Хорошая такая проникающая передача. Подбор за юниорами. Сложно бороться с таким плотным защитником, однако удается через подбор все-таки обыграть его и заработать заветные баллы. 3-1. Отыгрывают в защите юниоры и держат мяч во владении. Плюс 1 очко от Егора Соленика для команды Брикс. Счет 2-3. Минимальный перевес на стороне сборной Беларуси до 18 лет. Но играть еще очень долго. Все может измениться. И все изменится, я уверен. Вопрос только, кто же окажется первым на финишной ленточке по прошествии 10 минут. По 3. Денис Сивацкий выполнял 2-очковый бросок, но немного не хватило, и мяч получился как аирбол. Едем дальше. У нас счет 3-3, счет равный. Третий матч позади, еще чуть больше 7 минут ребятам играть. Валера Куринович выполнял бросок, сам подобрал и не реализовывают пока юниоры все, что они делают, но Юниоры в атаке. Прибывает все больше и больше болельщиков, появляются спортсмены. Многие, видно, что кто-то пришел заранее посмотреть на своих соперников, сидят, делают какие-то заметки, анализируют противника. Паша Великоцкий обыгрывает 1 на 1 и мажет из-под кольца Данила Макритский. Подбор за Брикс. Кирилл Денис. Плюс 2 очка от Дениса Сивацкого для команды Брикс. Наигранная серия передач. Явно ожидал Денис этого паса и был готов к броску. Блокшот Дениса Сивацкого и Кирилл быстрый подбор. Паша Великоцкий под кольцом, плюс 1 очко. Умело действует Павел под кольцом, приносит результат своей команде 6-3. Происходит быстрая замена и владение Брикс. 6-3. Егор Соленик показал на бросок. Хорошая позиция, идет в обыгрыш. Данила Макритский. Плюс 1 очко для команды юниоров. Позади практически половина игрового времени. Счет пока 6-4, довольно скромный. Однако, чего не сказать об игре. На встречных курсах она проходит. Не очень уверенно начали юниоры. Ох, красиво как. Егор Соленик добавляет 2 очка в копилку команды Брикс. Данила Бугаев пытается обыграть. И свистят фол. В атаке наши юниоры. 8-4.
хороший сольный проход, однако не получилось его завершить успешным броском и заработанными очками. Егор Соленик добавляет плюс 2 очка в копилку команде Брикс. И... Второй двухочковый подряд. Да. Денис Сивацкий плюс 2 очка. С этой позиции, с похожей передачей он уже забивал. Видно, что позиция ему привычна. Команда Брикс сделала рывок в 6 очков, 3 трехочковыми. Двухочковыми, прошу прощения. Ничего себе у ребят поставлено, однако. Смотрите, это какой уже по счету? Четвертый подряд. Прервали серию двухочковых подряд, но тем самым вышли на очень большой отрыв вперед. Не сдаются юниоры. 15-5, несмотря на большой разрыв в счете. Видели мы фол. Егор Соленик идет на линию штрафного броска, и происходит быстрая замена. Ребята меняются, чуть-чуть подустали. Такая началась достаточно интенсивная игра. Нужно оставить силы еще на последующие все игры, поэтому они... Коих очень и очень немало ждет ребят. Сегодня очень плотная турнирная таблица, плотный график матча сегодняшнего дня. Не забил, еще и фол заработал. Егор Соленик набирает очки для своей команды. И остается совсем немного, до 21 очка. Посмотрим, как завершится исход нашего матча. 18-6. Денис Сивацкий реализовывает еще один двухочковый бросок. Тем самым оставляет всего лишь 1 очко за 2 минуты до окончания игры остается, да, всего 1 очко. Вы знаете, я, честно говоря, по подсчету удивлен проценту реализации. Очень высок у команды Брикс. Хорошо сегодня у них заходит в корзину мяч. Очень и очень добротно. Атакуют ребята умело, забивают часто и не стесняются бросать из-за дуги. И успешно это реализуют, эти свои задумки в нападении. Интересно. Итак, будет ли матчбол? Пробивной фол. И вполне возможно, сейчас мы завершим этот матч. Так и есть. Прошу заметить, что команда Брикс выполнила 9 двухочковых, тем самым реализовав такую легкую победу над командой Беларусь. Много очков, да, причем набрано 18 из 21 набрано за счет дальних бросков. Очень хороший результат для начала. Если ребята так и пойдут с такими бросками, с такой игрой дальше, ох, не сладко придется другим коллективам против них. Опять-таки, я думаю, тактика связана с тем, что, может быть, в антропометрических данных многие оппоненты есть и повыше. Поэтому, правда, нет смысла лезть под кольцо, когда на подборе явно ты будешь в проигрышной ситуации. А вот дальние броски у них хорошо идут, они поставлены. Причем, видимо, некоторые явные домашние наработки, которые успешно реализуются командами. Можно заметить, что сегодня в мужском чемпионате по 3х3 команды достаточно интенсивно играют и нет больших перерывов между играми. То есть достаточно большое количество команд, и тем самым у нас предстоит очень интересный турнир.
Да, очень плотно расположен график выступлений команд, как сегодня мы уже об этом говорили. Интересно посмотреть, что будет дальше. Пока круто. Итак, это команда Мистер Мэджик. Впереди у нас команда Гомель Водоканал. Андрей Малявка, номер 4. 14 Сергей Денисов. Антон Москалев, 11 номер. И Руслан Каулаган, номер 8. Вот он, Мистер Мэджик, вот он, Гомель Водоканал. Готовы мы к началу встречи. Первый чемпионат Республики Беларусь стартовал. Уже позади у нас не один и даже не два матча. Сейчас будем играть уже 4-й. 3 сыграно. Вот не повторы прошедшей игры. Ждем, что покажет Мистер Мэджик и Гомель Водоканал. Можно отметить, что команда Мистер Мэджик участвовала в различных турнирах, ездили в Россию. Именно по 3-3. Да. И эта команда сформирована именно для турниров 3-3, и они себя пытаются показать и проявить на хорошем уровне. Да, более того, видно даже, что у них отдельно форма указана, если, может быть, вам на экранах не видно, а чуть ближе, когда мы их возьмем крупным планом во время игры, на футболках написано Мистер Мэджик и внизу Team 3x3, да, то есть это специальная форма для этой команды, для этого турнира, вполне возможно. И все они Magic, у всех номера сзади, все они Magic. Посмотрим, что магического они покажут нам здесь во время игры. Но опять-таки на разминке их броски просто восхитительные, но все мы понимаем, одно дело разминка, тренировка, другое дело, когда вокруг тебя защитники, которые делают все возможное от них зависящее, чтобы ты не совершил бросок, а если совершил его, то из такой позиции, которая свела бы к минимуму возможность успешного попадания мяча в корзину. Итак, Мистер Мэджик против Гомель Водоканал. А у нас на экране пока что повторы предыдущей игры, как команда Брикс реализовывала свои двухочковые броски. Отличный результат. 18 очков, набранных за счет бросков из-за дуги. Это очень много. Если ребята с такой же реализацией будут придерживаться этой тактики, то я же говорю, что очень многим оппонентам придется очень несладко. Нужно подумать, как исключить возможность такого броска и заставить их лезть под кольцо, где, возможно, команда обороняющаяся будет иметь преимущество за счет антропометрических данных своей защиты. Заканчивается время на разминку. Команды готовы. Впереди у нас 10 минут, в которые Мистер Мэджик попробует справиться с Гомель Водоканалом. Ну что ж, мы готовы к старту. Вперед Гомель, вперед Мэджик. Последнее приготовление, немножко настроиться. Это первая игра группы D. Всего у нас 3 группы A, B, C, D. Сейчас первый матч группы D, после чего мы увидим, как Кони, которых мы уже встречали в первой игре, встречаются с командой Pass Team. Подготавливается команда до старта игры.
Судьи показывают, что уже готовы к игре. И чек происходит. Команда Magic во владении. Тут же Попытка перехвата. молниеносный перехват. Команда Мистер Magic имеет свои заготовочки, тем самым реализует первые очки для своей команды Андрей Русак. Попытка отдать на более рослого Артема Малявку, у которого явное преимущество наверху. Высокий рослый баскетболист. Плюс 1 очко для команды Гомель-Водоканал. Малявка Артем добавляет очко в копилку команды Гомель-Водоканал. Еще бросок. Из-за дуги не получается. Артем Малявка. Плотно встречают обороняющиеся игроки. Москалев Руслан сейчас с мячом. Бросок. И он продвигается на линию штрафного броска. Такой таранного типа игрок за счет физических данных может прорваться к кольцу. И будем надеяться, что с реализацией тоже все у него будет неплохо. Вот его штрафной. Не вышло. 1-1. Через чек начинает Гомель-Водоканал. Костя Сацук. Второй фол для команды Мистер Magic. Такой амбициозный бросок сразу же. К несчастью, результатов он не принес. Судьи показывают, что мяч переходит к темным. Чек. Руслан с мячом идет обыгрывать. Счет на табло не меняется. 1-1 пока. Сложный бросок пытался исполнить игрок Гомель-Водоканала. Быстрый подбор и сразу врывание в зону. Перехват команды Гомель-Водоканала и трехочковый бросок. Плюс 2 очка приносит Мистер Мэджику Мархель Артем. И прошу заметить, что сегодня в этом матче нет такого плотного прессинга в защите. То есть дают свободу движениям ребята друг другу. Будем смотреть дальше. 3-1 впереди Мистер Мэджик. Андрей Русак делает мощный подбор. Артем делает первый фол. Первый фол в плане команды для Гомель-Водоканал. Костя Сацук обыгрывать идет. И хороший пас. И легкое очко для команды Мистер Мэджик. Видели мы эйрбол. 4-1. Мистер Мэджик впереди. Поехали. Мистер Мэджик. Бросок из-за дуги. Не получилось. Перехват. Гомель-Водоканал. Ребята, нужно что-то менять в игре. Как-то искать ключи от обороны соперника. 4-1.
Да, пока нельзя называть всю игру мега результативной, и практически только я об этом сказал. И Костя Двухочковый. Сацук выполняет двухочковый бросок. 6-1. Теряет на ведении мяч малявка Артем, и мяч переходит во владение мистер Мэджик. Чуть меньше 4 минут игрового времени позади. Счет 6-1. Мистер Мэджик реализует свои возможности, в то же время не давая свободу действий оппонентам из Гомеля водоканала. Мистер Мэджик 6-1 впереди. А вот и ответ. 6-2. Андрей Русак плюс 1 очко в копилку команды мистер Мэджик. И трехочковый бросок мимо. Костя Сацук в ответ. Быстрая атака, пас. Рома Веробей. Сацук оставляет мяч своей команды и идет сам обыгрывать. Второй фол для команды Гомель водоканал. Мяч во владении мистер Мэджик. Ох, как хорошо нашел под кольцом своего коллегу по команде. 8-2, легкое очко. Кажется, подустал водоканал. Как-то больше они дают играть мистер Мэджику. Можем менять мне собирать комфортно. Мистер Мэджик впереди. Опять-таки, несколько раз мы видели эти проникающие передачи. Как будто немножко не готовы к ним ребята из Гомеля. И периодически мистеру Мэджику где-то там по 1 очку прилетает благодаря вот таким заготовкам. Андрей Русак плюс 2 очка для команды мистер Мэджик. Рома Веробей, пас на Артема. Андрей Русак и... Здесь 10-2. Мистер Мэджик уверенно идет вперед, увеличивая отрыв от своих оппонентов. Десять 2 все так же. С хорошим запасом мистер Мэджик будет доигрывать оставшиеся 4 минуты. Видно, что подустали, подсели немножко, но игра продолжается. Попытка еще одна от малявка Артема, но пока что не получается реализовать те броски, которые выполняет Гомель. 10-2. Все так же. Счет пока не меняется. Мистер Мэджик через чек. Не скромно, амбициозно, но главное, что эффективно. Есть еще 2 очка. Мархель Артем добавляет 2 очка для команды мистер Мэджик. Тут же ответ. 12-13.
Второй Три. двухочковый подряд. И тут реализует свой двухочковый бросок Гомель Водоканал. Обменялись двухочковыми бросками успешными. 14-5. И третий трехочковый подряд для Марка, для Артема. Здесь Малявка поборолся и ударил, и на подбор успел, и пас отдал. Еще и ассист заработал. 16-6. Я думаю, что здесь тоже мы не дойдем до самого конца игрового времени. Осталось 2 минуты 45 играть. 16-6. Мистер Мэджик впереди. И я думаю, что вряд ли что-то помешает этим ребятам довести игру до логического завершения своей победы. Два 30, 16-6. Пока что нет результативности двух команд. Все броски проходят мимо. И попытка обыгрыша и трехочковый бросок. Вот здесь хорошая была задумка, креативный пас. Немножко не поняли друг друга ребята. И пытался Малявка сыграть, не получилось. Сохраняет Спас мяч. мяч, но не до конца для своей команды. Спас мяч, сломал рекламный щит. В общем, запомнился Артем сегодняшней игрой. 16-6. Пока вот не удается добрать очков. Ох, какой хороший. Рома почти сделал свою задумку, но чуть-чуть не хватило. Тут Костя Цацук пытается реализовать двухочковый бросок, и Рома ответил за свой невыполнившийся элемент, и так называемый сейчас мисс-матч происходит, и он реализуется. Быстрый ответ. Ох! Не захотел Да-да-да. Не захотел Артем, чтобы мяч залетал в кольцо, но очко добавлено. И трехочковый выполняет. 19-9. Мистер Мэджик были близки к тому, чтобы поставить точку в игре, пока нет. И Артем Вот он. заканчивает эту игру, тем самым своим броском приводит команду Мистер Мэджик к победе 21. Что скажешь по игре, мистер Мэджик? 9. Могу отметить, что эта команда достаточно опытная, и видно, что Гомель не такие подготовленные к таким 3-на-3 первенствам, потому что для того, чтобы хорошо вливаться и чувствовать друг друга, нужно как минимум несколько турниров проигрывать, тренироваться чуть-чуть, чтобы понимание произошло. И так видно, что маленький дисконнект, и я думаю, что если в нашей стране также будет продолжаться развиваться и баскетбол, то все эти нюансы будут учитываться, и просто команда будет работать гораздо больше. И как и в европейских странах, и этот вид спорта будет отдельный от 5 на 5, и будут привлекаться разные игроки, чтобы это не было переходящим из 5 на 5 до 3 на 3. Ну что ж, интересно показали себя мистер Мэджик. Да, чувствуется, что команда, возможно, более сыгранная, однако сказать, что на голову были сильнее Водоканал, тоже не скажу. Тем интереснее будет дальше наблюдать наш турнир, потому что пока мы уже увидели по одному матчу каждой из команд группы. 4 группы, 4 матча позади. Дальше мы играем в Pass Team и Кони, и это будет второй выход коней на арену. На нашем экране повтор предыдущей игры, как хорошо и слаженно работает мистер Мэджик, и как Гомель Водоканал пытается их догнать.
Напомню, что кони проиграли свой дебютный матч против команды Росэнергоатом. 21-18 Росэнергоатом одержали победу. Сейчас мы посмотрим, как кони возьмут очередной матч против команды PAS Team. Для PAS Team это будет первый матч. Повторы мистера Мэджика, вот они неплохо смотрелись, но посмотрим, что они продемонстрируют дальше. Пока у коней нет набранных баллов, нет очков. Посмотрим на PAS Team, посмотрим на коней. Готовы мы к старту следующего матча. Давайте посмотрим на их составы. Маленький конкурс, Лесик танцует в центре площадки, заводит публику, и мы ждем следующий матч среди команд. Повторимся, кони и PAS Team. Ну, можно сейчас быстро зайти на сайт ФИБА 3 на 3 посмотреть мировой рейтинг. Ну, посмотрите и потом скажете, да? Видите? Какая? Франция? Да, ну, скажем, у вас подстав. Да, сборная Франции лидирует. А второе место? Ну ладно. Отлично, друзья, на самом деле баскетбол 3 на 3 идет очень большими шагами, и программа национальных сборных, она сочетает в себе очень много турниров. Это так называемый мировой тур. Буквально с 18 по 23 будет выходить соревнования для Ю-23, для Ю-18, то есть на все возрасты, на все вкусы, на все что угодно. 3 на 3 популярно сейчас. Более того, во всех странах, практически во всех странах, где есть этот вид спорта, проводится система турниров, начиная от мастерса, челленджера, сателлита и так далее. Ничего особо не нужно, да? Кольцо, корт и куча прекрасных статистиков и парочка комментаторов. На самом деле это все очень просто и очень классно. Если я не ошибаюсь, в 2010 году на первой юношеской олимпиаде билеты на соревнования по баскетболу 3 на 3 были проданы буквально за 2 дня. Я не знаю, какая статистика, но хотя еще билеты... Работает ведущий, работает талисман игр. Мы ждем команды, они готовятся к тому, чтобы принять бой. Кони уже играли, PAS Team будут выступать впервые. Могилевская и Минская школы баскетбола столкнутся в этом противостоянии. Напомню, что, кроме прочего, следить за тем, что происходит у нас по играм, если у вас нет возможности постоянно находиться с нами в прямом эфире, можно на сайте playfiba.x3.com, где в разделе Events вы можете найти наш турнир и посмотреть и результаты команд, и познакомиться с составами, и находиться в режиме постоянного обновления статистики нашего турнира. И если нет возможности постоянно находиться в эфире вместе с нами, слушать нас на интернет-волне, смотреть на YouTube. Небольшая пауза, после которой мы вернемся в эфир. Первый чемпионат Республики Беларусь по баскетболу 3 на 3.
Присутствуем на финале первого чемпионата Республики Беларусь по баскетболу 3 на 3 среди мужских команд. Вчера у нас закончился женский турнир, и он подарил нам очень много классных моментов. Их можно уже посмотреть в нарезке, которая есть у нас в интернете. Чем мне нравится баскетбол 3 на 3? Тем, что здесь могут выступать игроки разного возраста. Например, возвращаясь к вчерашнему дню, одна команда из детско-юношеской спортивной школы была возрастом не старше 14 лет. Это, конечно, может быть и плохо, но с другой стороны, почувствовать себя рядом с крутыми игроками на финале чемпионата Беларуси в 14-летнем возрасте, мне кажется, это очень и очень классно. История историей, эмоции эмоциями, а мы продолжаем нашу турнирную программу. Итак, встречаем команду Пастим! Дождались старта, встречаем команду Кони. Или первыми будет все-таки Пастим? Давайте узнаем. Пастим первыми. Итак, номер 24 Левенков Владислав. Асаевич Богуслав, Соловьянчик Никита и Селивашко Данила. Итак, это команда Пастим. Давайте еще раз увидим коней. С ними вы уже знакомы. Евгений Терехов, номер 13, Павел Степанец, номер 9, Артем Мальков, 14 и Кантонисов Роман, номер 34. Подсказывают нам, что у Пастим немного другой состав. Пока, к сожалению, не получили мы информацию от организаторов. Тоже все-таки выступают за эту команду. Видим мы Богуслава Асаевича. Левенкова Влада. И Соловьянчика Никиту. И вот подбегает к нам Данила Селивашко, номер 16. И теперь они в полном составе. Все, теперь видим всех. Ну что ж, Кони или все-таки Пастим? Пастим только начинает выступление в турнире. У них есть еще право на ошибку. А вот коням нужна победа, кровь из носу, потому что в противном случае турнирные перспективы этой команды являются крайне и крайне туманными. Двухминутная разминка прямо сейчас на ваших экранах. Напомню, сегодня моей коллегой по комментаторскому корпусу работаем сегодня вместе с Сабирой Агаевой. Это баскетболистка нашей национальной сборной до 20 лет. Вчера она принимала участие в женском турнире, в первом в истории. Ну а сегодня она вместе со мной на комментаторской позиции рассказывает вам вместе со мной о том, как протекает первый чемпионат Республики Беларусь по баскетболу 3 на 3 среди мужских команд. Заканчиваем разминку. Готовимся к старту. Вчера нам удалось сделать даже флеш-интервью по окончании церемонии награждения с первой чемпионкой. Команда из Грода, напомню, держала верх. Ну, а сегодня мы попробуем, если у нас получится, сыграть во флеш-интервью с одним из победителей. Может быть, возьмем такие краткое интервью того, кто станет первым чемпионом нашей страны в составе команды. А может быть, и всю команду пригласим, если, конечно, получится.
Итак, готовы мы к стартовой игре. Пастим против коней. Удачи ребятам. Смотрим, надеемся и верим, что нас приведет интересный баскетбол. Поехали, кони и пастим. Первое владение мяча у команды Кони и первый чек. Видим небольшое преимущество в росте у команды Могилева. И вот эти первые очки для команды Кони. Влад Ливенков. Первый бросок с дальней дистанции и не хватает немного. Трехочковый бросок, и команда Кони плюс 2 очка. Кони лидирует 3-0. Ищут счастье в дальних ударах, поскольку понимают, что тяжело будет побороться с более высокими плотными соперниками под кольцом. Пробуют играть и бросать с дальней дистанции. Посмотрим. В принципе, при должном исполнении Тёма должна Мальков принести. Обыгрывает и пас трехочковый, и вот А кони тем временем набрали свои уже первые 5 очков. не получается пока реализовываться у команды Пастим, но время только началось. И смотрим дальше. Уверенно начали эту встречу кони, заработали сразу же первые 5 очков. И вот они, первые очки от Соловьянчика Никиты для команды Пастим. Ливенков с мячом. Фол. Первый фол для команды Пастим. И фол. Рома на линии штрафного броска реализует его, как в предыдущих своих моментах. Молниеносно прилетает ответ от Пастим. Влад Ливенков выполняет свой третий бросок мимо. И Тёма Мальков быстро подбирает мяч. И легкий проход. И 2+1 энд-1. Есть у нас 7-2. Сыграно ровно 2 минуты. Мы смотрим игру дальше. Еще один фол. Исполнение штрафного. Не получилось со штрафного. Попробуем сыграть через пас. Здесь не вышло. Это no-look pass и плюс 2 очка для команды Кони. 9-2. Еще плюс 2 очка. Это второй трехочковый подряд. 11-2. Судьи показывают, что один штрафной на линии штрафного броска Никита Соловьянчик. Реализовывает одно очко для команды Пастим, и игра продолжается. Артем Мальков показывает и третья уверенная треха.
точнее, двуха, скажем так. Я думаю, что все, кто нас смотрит, понимают, о чем ты говоришь. Вполне логично, что... Вот и Селивашка Данила отвечает еще одним двухочковым, и ему... Кони показывают, что они хозяева пока что, и реализовывают слэмданк. Уверенно 14-5. А позади-то только чуть больше 3 минут. Через чек, пастим. Уверенно по дистанции идут кони. Первый матч они проиграли, а вот сейчас близки к тому, чтобы выиграть. Здесь, конечно, не растеряют запас в 9 очков. Ну вот эти 2 очка от Левенкова Влада, которые он... Спокойно дали ему прицелиться, подготовиться к броску, который он уверенно и реализовал. Плюс очко для команды Кони, и Левенков Влад не реализовывает свой двухочковый бросок. Рома с мячом идет в проход, фол не свистят, и еще раз он дал мяч, и теперь ему на нем свистят фол, и он идет на линию штрафного броска. Рома в своем стиле реализовывает плюс 1 очко для команды Кони, и не близки к уверенной победе. Счет становится 16-7. Вот блокшот. Хорошо спас мяч, и быстрый обратный пас. Почти Роман. Чуть не хватило, чтобы забить, и... Отличная комбинация в исполнении команды, но немножко не хватило удачи на завершающей стадии для того, чтобы набрать заветные очки. Ну а пока мы видим, что 7-16 Кони впереди команды Пастим. Судьи показывают аут, и мяч переходит во владение Пастим. Данила Селивашко на чеке, и смотрим, следим за его действием. Пас хорош по мысли, но немного неточный. Хорошее впечатление оставляет команда Пастим. Вот только, кажется, чего-то не хватает ребятам. Знать бы чего. Я думаю, знали бы они, знали бы мы. Паша для себя в свою копилочку добавляет 4-й трехочковый за матч и еще больше сокращает отрыв до победы. Тёма Терехов. И тут чуть-чуть не хватило. Прошу прощения, Женя Терехов. Ух ты. И тут Даник Селивашко отвечает двухочковым броском. 9-18. Запас в 2 раза. Чуть не хватает, да. И Левенков Влад в своей манере бросает немного. Мяч выходит за пределы площадки. Ждем и двухочковый матчбол, который вполне возможно уже близок. Знаем, что умеют Кони поработать после чека. Вот так, например, но вот здесь нет, не вышло. Все так же 9-18. Штраф. 1 бросок. Сократит ли Паша отрыв? Нет, не сократил. Вот и тут Рома на подборе борется. И плюс 1 очко для команды Кони. Быстрый пас в манере 3-3. И из угла прилетает плюс 2 очка. Тёма Мальков чистенько обыгрывает. И остается 1 очко. Может быть, сделаем красиво, сделаем двухочковый. Понимают ребята из команды Кони, что они уже почти выиграли, но не все так просто. 3-3 это очень непредсказуемо, поэтому
Ждем сейчас, что будет делать Артем. О, Если бы он такой забил. давал пас, но вроде бы и чуть не забил. Даник Селивашко обыгрывает Пашу. И свистят фол. Это второй командный фол для коней. И Данил отправляется на линию штрафного броска. Так, Селивашко. Выполняет. Плюс 1 очко для команды Пастим. Команда Пастим пытается отыграть в защите и плотно уже начинают фалить ребята для того, чтобы задержаться за время или за возможность что-нибудь сделать еще своих выигранных очков. Паша с мячом, Рома пытается обыграть, и Женя под кольцом с разворота вот такого пытается. И все-таки Пастим. Вот они. Не сдаются ребята. И третий фол для команды Кони. И сейчас Данила Селивашко у нас на чеке. Будем смотреть, что будет дальше. Плотно его встречают. Фол. Это 4-й фол для команды Коней. И чувствуют ребята опеку от Коней. Будем смотреть, что будет дальше. Двушка. Залетает. Тут Пастим добавляют 2 очка в свой. 14-20. Судьи создают интригу для нашего матча. Смотрим, что будет дальше. Вот Влад Левенков вот так вот через руки. И энд-1. Это победа за командой Кони. Кони одерживают свою первую победу. Пастим, к сожалению, при том, что в конце они были близки к тому, чтобы навязать интригу нам в этом матче. К несчастью, первую игру проигрывают. Кони набирают 3 очка. Пастим пока имеет в своем активе набранный 0. Однако не будем забывать, что у Пастим в сравнении с победителем этой игры команды Кони есть игра в запасе. Они только стартуют в турнире, в то время как у Кони 50% результат. 3 очка. 3 очка. Первые очки набраны ими в этом матче, потому что первые они проиграли. 16-21. Вот с таким счетом Кони одерживают свою первую победу на этом турнире. Итак, с нами в следующем матче будут команды Брест Арчер и команда Словечно. Словечно представляют Минск, а команда Брест Арчер — это команда из Бреста. Самыми юными болельщиками, как видите, даже с детьми интересно прийти сюда и посмотреть за баскетболом. Уделяет внимание не только игрокам, но и детям. Вот у нас один из наших маленьких болельщиков сейчас здесь на площадке. Ну а мы с вами наблюдаем, как шла игра, в которой Кони одержали свою первую победу. В следующем матче будет игра из группы «Б». Брест Арчер встретится с командой Словечно.
баскетбола 3 на 3. Друзья, ну я думаю, что пора начинать следующую игру группового этапа. Мы готовы начать очередную игру, друзья. Для тех, кто не может добраться до YouTube или кому удобнее смотреть через другие приложения, мы открыли трансляцию в социальных сетях в группе Белорусской Федерации баскетбола. Прикреплена ссылка на трансляцию в ВК, поэтому можете смотреть и слушать нас в том числе и в ВК. Появляется команда Словечно. Аскерка Антон, Стабровский Андрей, Александр Тупицын и Алексей Крюков. Представляют нам рефери, вот они появляются. А сейчас я расскажу вам о команде Брест Арчер из города Бреста. Итак, Брест Арчер. 24-й Дмитрий Швед. 14-й Антон Щурко. 9-й Алексей Князев. И 23-й Алексей Янчук. Вот они команды. На ваших экранах команда Брест Арчер. Двухминутная разминка команд. Посмотрим, дайте ребятам немножко размяться, и потом они покажут себя в деле. Напомним, что для команды Брест Арчер это первый дебют на этом чемпионате Беларуси, на нашем турнире. И посмотрим, как они себя проявят. Команда Словечно уже играла с командой Беларусь-1. И сначала ребята были достаточно неуверенными, но теперь, я думаю, они набрались смелости играть так же плотно и показывать себя. Напомню, что в первом матче Словечно проиграли Беларусь-1 со счетом 20-16. Ровная была борьба, но все-таки сильнее оказались представители нашей национальной сборной по баскетболу 3 на 3. Посмотрим, что в этот раз предложит сопернику Словечно, потому что набирать очки нужно, необходимо как воздух. Потому как, опять-таки, если очков в этой встрече у них не будет, к сожалению, турнирные перспективы команды, при всем при том, что они демонстрируют интересный, зрелищный баскетбол, к сожалению, будут весьма туманны. Словечно против Брест Арчер. Разминка завершается. Первый чемпионат Беларуси по баскетболу 3 на 3. И сейчас ребята из Бреста проведут свою первую встречу. Сабир, что думаешь, как тебе ребята из Бреста? Ты сказал, что они дебютируют. Да, это первая их игра в таком составе. Да, я не могу сказать точно, кто здесь фаворит этой игры, этого матча, но мы будем следить, потому что как команда Словечно, так и команда Брест Арчер — это новички, и мы будем смотреть за исходами их матчей и делать выводы. Ну что ж, опять, как и всегда, ратуем за красивый баскетбол. Готовы, ребята, к тому, чтобы сыграть в ближайшие 10 минут, показать все, на что они способны. Ну и напомню, что Брест Арчер имеет игру в запасе в сравнении с Словечно, а Словечно нужно обязательно побеждать. Напомню, что в этом турнире мы еще не видели овертайма. Вчера, когда был турнир девушек, была одна из игр, которая завершилась в овертайме. Начинаем.
Брест Арчер начнут с чека. Начали старт. Хорошую скорость демонстрирует Янчук. И тут же первый фол, и тут же первый штраф. Серьезно взялись брестские ребята за дело. Янчук. Первые очки для команды Брест Арчер. И в ответ Андрей Стабровский пытается реализовать 2 очка, но немного не получилось, не хватило. Щурко, Янчук подбор и 3-очковый бросок. Андрей подбирает. Пытался проскочить там мимо 2 оппонентов, не получилось. Щурко Антон начинает обыгрывать Андрея и зашагивание. Янчук хорошо работает на подборе, быстрый пас и 2-0 в пользу Брест Арчер. Пока что словечно не нашли свой темп. Андрей Стабровский открывает счет для команды Словечной. И счет 2-1. Антон с мячом и идет в проход. Очень хорошая опека, но свистят фол. 2 фола уже у команды Словечной за 1 минуту игры. Счет 2-1. Брест Арчер впереди. Брестские лучники, если правильно я понимаю значение названия команды. Через чек начинает Словечно. Пас на 3-очковую. И Леша Князев пускает эйрбол. Команда Словечна обыгрывает. И плюс 1 очко. Счет становится 2-2. Андрей обыгрывает. И почти. Даже прям просочился туда, между всех каким-то образом. 2 очка Антон приносит своей команде. И Саша не реализовывает из-под кольца. Еще на подборе работает. Не хватает подобрать. И Леша Князев на подборе. И смотрим дальше. Хорошая защита опека. Мяч выходит. Не выходит за пределы. И Антон выполняет бросок, который уже... Достал таки мяч, оставил его в игре. Не хватило ему чуть-чуть забить. И 3-очковый бросок выполняет игрок команды Словечной мимо. Посмотрим. Отрабатывает в защите. Отрабатывает очень плотно. И получается мяч перехватить. Фол. Четыре 4-2. Через чек Словечно. Цементирует защиту команды Брест Арчер швед. Однако вот здесь через чек Князев. Хорошая фол. И все-таки выкрутился там швед и смог реализовать 5-2. В зоне просит мяч, не дает. И швед. Двушка. Ответ Словечно.
Андрей Стабровский исполнил. Интересная борьба. 5-2 счет. Примерно 1-1. Ноздря в ноздрю идут команды по счету. Вторая игра в группе Б. Брест Арчер, Словечно. Щурко добавляет плюс 1 очко в свой актив. И фол. 3 фола уже у команды Словечно. Стабровский, красивый проход. Не получилось его также эффектно завершить. Отдает пас. Вот там тяжело было найти своего партнера по команде. Плотные очень опекали в тот момент. Антон Щурко идет на линию штрафного броска. И посмотрим, ли добавит он 1 очко в актив команды. Плюс очко 7-4 для команды Брест Арчер. И играть 5-50. Плотная защита, он обыгрывает и не получается. Спасает мяч сопернику Андрей Стабровский. Время заканчивается. 7-4, практически половина времени сыграна во втором матче группы Б. Андрей Стабровский плюс очко для команды Словечно. Хороший поставленный у Андрея бросок, которым он не стесняется пользоваться, чем определенно приносит пользу своей команде. Счет становится 7-5. Пока что в пользу Брест Арчер. Удастся ли удержать им это хрупкое преимущество, покажет время, которого у нас еще целых 5,5 минут. Разговаривает с рефери с ребятами. Через чек. Брест впереди все еще. Спорный мяч. Мяч дается команде защитника по правилам FIBA 3x3. Андрей Стабровский на чеке. Будем смотреть, что будет дальше. Семь-6. Янчук хорошо обыгрывает и добавляет плюс 1 очко для команды Брест Арчер. Синий играет, говорят, судьи, и чек. Быстрая замена. Андрей Стабровский, 3-очковый бросок мимо. Еще есть возможность еще раз бросить. И вот доверяют, но чуть-чуть не получается. Фол для команды Словечно, и это 6-й фол. Напомним, что после 7-го это пробивные фолы. Все по 2 броска, и команде Словечно нужно быть поосторожнее. Мало того, что они проигрывают, еще могут оказаться в такой очень неприятной ситуации, когда любой фол будет приводить к угрозе потери 2 очков для команды сразу. А я уверен, что сейчас ребята из Арчера, воспользоваться ситуацией, будут проситься на этот фол. Да. Всячески. Хорошо, быстро обыгрывают, дают пасы словечной команды и борются сами на подборе.
2 очка разницы, что в принципе можно достать и выйти вперед для команды Словечной. Он находится вот так. Но он эту ногу не поднимает. Он делает сюда, и это уже открывает. Если он чуть-чуть закрывает ногу, не находится ни одной ногой внутри дуги, тогда все окей. Но он не отрывает, она не отрывает ногу вообще. То есть, когда я наступаю на эту Второй Вот фол. получают Словечно 7-й фол. У Брест Арчер, наоборот, насколько я вижу, фол. Судьи показывают, что у светлых фол. Сейчас посмотрим решение судей. Да, есть тут консилиум небольшой судейской бригады. Сейчас не определяются. Вот на арбитр встречи на ваших экранах. Нужно немного времени рефери, чтобы обсудить этот эпизод и прийти к единогласному решению. Потому что мы помним, что если фол будет для команды Словечно, то это несет в себе определенные игровые риски для этих ребят. Мало того, что не так проигрывают, пускай пока вполне себе достижимых 2 очка, все может измениться очень и очень. Влада, ты кросс Немного непонятная ситуация сложилась у нас. И я так предполагаю. Дичук. только второй фол для команды Брест Арчер. И мы наблюдаем запас. Швед затаскивает эти очки в корзину. Просто в ответ прилетает, конечно же, от команды Словечно 2 очка. Очень хороший прессинг, и Антон Щурко обыгрывает, но немного не хватает до забитого мяча. Тут то ли фол, то ли блокшот, но судьи решают, что это фол. Потому что в конце опустил руку, да, и не очень красиво получилось, и сам сгибается Антон. Что-то у него, наверное, не так. Смотрим дальше. Швед плюс-минус. Ничего. Не смог. Да, Первый не нет, получилось. второй. Ну вот, второй есть. Реализация штрафных, когда ты устаешь, чуть тяжелее становится пробивать их. Но 10-8. отыграл Князев в защите, сам забрал мяч. И вот его трехочковый бросок мимо. Он опять подбирает и ищет пас. Вот швед под кольцом и... Со шведом тяжело бороться под кольцом. Да, очень массивный такой игрок. массивный игрок. И вот Тупицын бросает. Не получилось. Как говорится, Стабрик подбор. Свои любимые вещи и сильный пас. И Саша бросок по кольцу. Эйрбол пускает, спасает мяч, но не хватает времени для полной атаки. 2,5 минуты. Счет пока 10-8, но, к сожалению, у команды Словечно есть уже 7 фолов. Напомню, что они приводят к тому, что каждый последующий фол — это 2 штрафных. Ну и не забываем, что если их вдруг наберется 10, то и плюс ведение отдается команде соперникам, что совсем, на мой взгляд, с учетом даже небольшого преимущества 10-8 Брест Арчер может поставить крест на вариантах Словечно в дальнейшем турнире, к сожалению, потому что они проиграли свой первый матч и могут проиграть и второй. Андрей добивает, подбирает мяч. И плюс 1 очко для команды Словечно. Технически свистят. Так как нельзя
входить в зону полукруга, потому что в этой зоне должен овладеть мячом игрок с противоположной команды, которые забили. И это считается нарушением правил. Было предупреждение, и вот второй раз уже дают технический фол. Андрей Стабровский на линии штрафной немного промазал, и сейчас их владение. Саша обыгрывает тяжелый бросок, но заносит этот мяч в кольцо и равняет тем самым счет. 10-10. 2 минуты до конца игры. Антон бросает такой безвыходный бросок. Вышли вот так вот, получается, перекручено-закручено. Янчук подбирает мяч. Стабрик в защите отыграл. И Саш с владения. Андрей с мячом. Вот в своей манере Андрей выполняет бросок, и, в принципе, почти получилось. Тем временем счет равный. 1,5 минуты нам еще играть. Фол. Напомним, что это только 4-й фол для команды Брест-Арчер, а игрок под номером 6 — это наш Крюков Алексей на линии штрафного броска. Вот он все видим на экране. Сейчас посмотрим его реализацию штрафного. Мимо, но подобрал, и лучше, правильно говорят, почти не получилось. Хотела уже сказать, что свою фразу коронную, но попозже. Минута 13 нам еще играть. Счет 10-10. Вот это уже что-то, наверное... Что это такое? Давайте держать эмоции при себе, уважаемые игроки. Ну что ж, я думаю, что это, вы знаете, даже немного похоже на провокацию. Может быть, не совсем спортивно, но все-таки давайте понимать, что в плане потенциальной победы команды, конечно, имеет место быть и такая стратегия. Никто не заставлял вас, ребята, набирать такое количество фолов. Пробивает Янчук этот неспортивный фол. И можно заметить, что у команды Словечной 9 командных фолов. И напоминаем, что после 10-го командного фола пробивается 2 штрафных и остается владение мяча. Янчук первый штрафной мимо, и второй реализует, и плюс 1 очко. Андрей Стабровский на 3-очковой. И вот они, 2 очка, которые все ждут от Андрея. Интереснейшая игра. Последняя минута пошла. Словечина при наличии 9 фолов пока ведет в 1 очко. Спорный момент, и судьи решают отдать мяч Бресту, так как мяч выбил Антон рукой. Швед с мячом, Янчук, Щурко обыгрывает. Медленные шаги, но он забивает очко свое, и счет 12-12. По 12 последние 40 секунд матча. Андрей Ставровский с мячом, и вот его бросок. Швед, Щурко. Щурко свой бросок мажет. Еще один шанс ему, он обыгрывает. Андрей хорошо отыгрывает в защите, и 3 секунды свистят шведу. 3 секунды. И вот плюс 2 очка от команды Словении. Осталось 7 секунд. Аут. Словечны с 9 фолами ведут в 2 очка и 7 секунд для того, чтобы перевести эту игру в овертайм. Есть у команды Бреста. Главное команде Словечной сейчас не фолить и быть очень осторожными в защите. Есть! Вот этот бешеный По бросок 4-3 в ответ, секунды, и 2. Андрей Ставровский. Андрей!
Почти. Нет, 14-14, и мы увидим первый овертайм. Напомню, овертайм — это до 2 очков. Неважно, как они будут заработаны. Это будет бросок из-за дуги или 2 по 1. Неважно. Кто первым забьет 2, тот и выиграл. У нас 14-14. И интереснейший матч. Словечно бьется за право выхода дальше в стадию плей-офф, потому что первый матч они проиграли. Брест и Арчер бьются за то, чтобы набрать свои первые очки и упрочить свои позиции в таблице, набрав максимум, вытащив максимум из своей игры. Первый же. Ну, господа, давайте решим, кто же будет более удачлив в этой стадии. Кому же улыбнется удача. Ну и не забываем, что многое сейчас зависит от того, что мы видим фолы. 9 штук у Словечной. Можно всего-то спровоцировать еще на 1 фол, исполнить 2 штрафных и завершить игру своей победой. Но это понимаем мы, это понимают наши болельщики. Наверняка это понимают и игроки Словечной. Играет, конечно, Словечный. Андрей. Белые играют. Вот показывают рефери, что белые играют, и у них есть еще одна возможность и ближе шаг к победе. Еще атака сверху. Андрей Стабровский еще раз, и Вот она победа Словечной. Андрей Стабровский. Ну что ж, наш приглашенный эксперт и моя коллега Сабира Агаева говорила обратить внимание на Андрея, что он себя покажет. И вот, как видите, Андрей всерьез заявил о себе и в первой игре, а сейчас его точный бросок приносит сложнейшую победу в овертайме команде Словечной. Словечный набирает свои первые очки в этом турнире, в то время как Брест Арчер стартует с очень сложного, но все-таки поражения. Следующая команда. Сборная Беларуси Ю-18. Даниил Макритский у нас, Курьянович Валерий и Бугаев Даниил, и Бойко Андрей в составе сборной до 18 лет. И соперники команда Юго-Восток. Егор Дудов, номер 15. Номер 10 Евгений Рыбкин. Тимофей Веревкин, вот он на ваших экранах. И Александр Копачев, номер 10. Команда из Гомеля против юниорской сборной Беларуси. Юниоры стартовали с поражения от команды Бридж со счетом 21-6. Посмотрим, как в этот раз сложится игра. Пока мы видим, что команды, которые до этого стартовали с проигрыша, свои очки добирают во втором матче. Удастся ли добрать свои очки нашим юниорам в матче против команды Юго-Восток, мы увидим в ближайшие 10 минут. 2 минутки размяться ребятам. Ну а пока мы предлагаем вам посмотреть острые моменты прошедшей игры. Драматический матч, тяжелейшая развязка, овертайм. 9 фолов у команды, которая в итоге одержала победу. Отличный воскресный баскетбольный день. Да, что напомним? Напомним, что для команды Юго-Восток это первый матч, это дебют на нашем чемпионате. И для команды Беларусь до 18 лет это второй матч. И надеемся, что они себя проявят в нем. Напомню, что вчера наши юниорки-девушки одержали ряд побед. И в итоге в финале только проиграли, став вторыми в первом чемпионате нашей страны. Сейчас увидим
как у нас дела обстоят с юниорами. Первую встречу они, к сожалению, проиграли команде Брикс со счетом довольно большим, 21-6. Были повержены наши юниоры. Посмотрим, смогли ли они настроиться, найти для друга нужные слова в этом перерыве. А на ваших экранах до сих пор повтор предыдущего такого насыщенного матча. И скоро будет показан победный бросок Андрея Стабровского. Действительно, можно назвать победным броском в этом матче. И наблюдайте, наслаждайтесь. Перспективный молодой баскетболист. Многие сходятся во мнении, что ждет большое будущее у Андрея. Мы будем надеяться, что он не остановится в своем прогрессе и будет дальше радовать нас интересной, качественной, а главное, зрелищной игрой, которую так любят болельщики. Ну и, конечно же, напомним, вот момент фола на ваших экранах, тот самый. Немножко здесь не по-спортивному повели себя ребята. Вот не повторы роскошных бросков. Ответный бросок был, который от Антона Щурко. И вот Андрей Стабровский, победный. Точнее, попытка одного из победных. Да. Это попытки. Вот скоро мы доберемся до этого. И вот я думаю, вот он. Вот, да. Ну-ка. Вот он присел, показал, и вот он. Все шары по лузам. Поздравляем словечно с набранными очками. И ждем старта игры наших юниоров. Ну что ж, рефери готов к тому, чтобы дать старт игре. Провели жеребьевку и ждем начала матча. Итак, вот они, белорусы. До 18 наши юниоры. И тоже белорусы, команда из Гомеля «Юго-Восток». Мы готовы к старту. 10 минут. Поехали. И вот первый бросок в исполнении наших юниоров. Пока без набранных очков. Валера Курьянович с мячом. Немного не в суматохе такое все. И вот его первый бросок. И плюс 2 очка для команды Беларусь У-18. Секунду ранее немножко замешкался он при приеме мяча, но потом исправился. Я думаю, что этими 2 очками команда простила ему небольшое замешательство в начале игры. 2-0. Беларусь Ю-18 открывает счет в этой встрече. Тимофей Веревкин идет обыгрывать. И вот спасая мяч. Отдает ее сборной до 18 лет. И обыгрывает Данила. И почти получилось забить с фолом. Но мяч вылетел из корзины. И ждем его забитого штрафного броска. Хорошо взялись юниоры за дело. Промазал, подобрал. И не получилось забить. Вот тут попытка 2-очкового забитого, но немного не получается. Пытаются теперь агрессивно играть в защите наши юниоры, и все равно забивает Юго-Восток. И тут Данила Бугаев в ответ сразу 2 очка, и счет игры 4-1 в пользу Беларусь У-18. Этот лоу-пост, и вот почти реализованный. Вот что-то не залетает. Вот и залетел у Юго-Востока мяч в кольцо. Данила Бугаев, Валера, и почти. Ну, на мой взгляд, довольно правильная тактика. Не лезут под кольцо юниоры, понимая, что там будет сложно побороться с более рослым соперником. А вот дальние удары вполне себе. Есть кому издалека ударить. Видимо, что, ребят, получается. 4-3.
Хороший сделал обманное движение Даник, но немного не получилось. Вот набрали в свой актив 4 очка Юго-Восток, тем самым сравняв счет между командой Беларусь 18 и Юго-Восток. Безадресная передача, да. Показалось, что наигранная комбинация была в исполнении Юго-Востока. Красиво, все знали свое место, время, в которое нужно там оказаться. Получилось, счет сравняли 4-4. Дудов Егор приносит еще одну очко. Десятка команд. И в ответ прилетают 2 очка от Бойко. Вот тут пошел контест двухочковых. Посмотрим. 7-6 в пользу Юго-Востока. Бойко с мячом. Обыгрывает. Чисто выбивает мяч. Номер 10. Происходит быстрая замена. Борец на подборе, и Дудов Егор с мячом. Пас. Вот этот фол в зоне, да. Да, когда происходит немного неравносильная сила под кольцом и вынуждают фолить. На самом деле, вполне, мне кажется, оправданный фол, потому что тяжело было там побороться. Я думаю, что была угроза все-таки тому, что наберут очки Юго-Восток. Быстрая замена происходит, и чек Валера Куринович с мячом. Показывает, что пойдет обыгрывать. Пас на Даника. Очень жесткий создают контакт египтяне. И смотрим, что будет дальше. Дудов Егор спасает мяч и выигрывает в этим самом себе. 7-6, Юго-Восток впереди. Имеет преимущество в таком физическом. Тёма Веревкин забивает свой бросок. И вот предупреждение, то, что в полукруге нельзя трогать мяч и близко быть в нем с игроком. Юго-Восток впереди 8-6. Не особо фолят команды по одному фолу и у одной, и у другой. Вот так спасают мячи своим соперникам. И для этого вот очевидная передача и хорошо сработанная защита. Такая читающаяся передача, Вот ожидаемая. 8-6. Происходит опять быстрая замена, и ребята уже готовы играть. Уронили одного из наших юниоров, помогает ему подняться. Готовы продолжить игру. 4 минуты позади. Даник Макритский вот такой вот бросок на удачу делал, и немного не получилось реализовать. И в ответ ребята пытаются забить 2 очка. Тимофей Веревкин, вот он реализует их и делает счет 10-6 в пользу Юго-Востока. Вот он плотно уже в ауте. Хорошо отыгрывает в защите и переносит своей команде мяч. И владение мячом. И еще один трехочковый. Второй подряд трехочковый для Тимофея. И белорусы вот свистят фол. Это 3-й командный фол для команды Юго-Восток. И игра продолжается с чека. Обращаю внимание, что всего лишь 4 фола у двух команд. Прям такое, знаете, аккуратное действие происходит. Показывает Даник Бугаев, и Бойко обыгрывает, пытается под плотным давлением Дудова
И быстрый пас. И получают свое очко ребята и продолжают играть. Юниоры наши пытаются выбиться, выкрутиться от такого прессинга плотного. Вот уже такие вынужденные броски просто, потому что очень плотно играют в защите ребята с Гомеля. «13-6» наращивает Юго-Восток свой гандикап очков перед нашими юниорами. Дудов Егор, вот он, вот такой бросок забивает от щита. И играет Даник Бугаев, вот так вот разрывает дистанцию и не долетает мяч даже до кольца. Но вот Тёма Веревкин свой третий бросок реализует с дальней дистанции. 16-6. Тяжело юниорам против более рослых, более мастеровитых соперников. Непросто. Подбирают мяч Юго-Восток и имеют преимущество в 10 очков над командой Беларусь до 18 лет. Вот так спасает Егор, почти спасает мяч, но владение остается у Беларусь до 18 лет. Напомним, что у команды Юго-Восток 4 командных фола, а у команды Беларусь у 18 2. Данила Макритский размачивает эту ситуацию и добавляет 2 очка в свой актив и актив команды. Подбирает мяч и пытается обыграть снова. Почти залетает мяч. Егор Дудов на подборе. Тимофей Веревкин показывает хороший показ. Хороший и забивает свое очко. Плотно в защите отыгрывает. Даник пытается сделать что-то против Высокого. И получается. Почти получается. Хороший мяч проход, просто, но да, вылетает из кольца. не И вышло. Тимофей Веревкин уже... Фол для команды Беларусь до 18 лет, и это третий командный фол. Происходит замена, и команда Беларусь Ю-18 берет тайм-аут. Видно, что ребята немного подустали, и нужно передохнуть, решить, может быть, поменять тактику какую-то, и чтобы принять какие-то меры для более результативности. Да, потому что их отделяет от преследователя ни много ни мало 9 очков. Это большой запас для баскетбола 3 на 3, а Юго-Востоку нужно всего-то набрать 4 очка, чтобы завершить эту встречу и завершить ее досрочно. К чему наверняка Юго-Восток и будет стремиться. Показывает столик, что время тайм-аута закончено, но судьи что-то обсуждают моменты какие-то важные. Ну а пока наблюдайте за роскошным броском Тимофея Веревкина. Хорошо поставлен на него. Бросок мягкий, хороший. Забивает он не впервой. Так что придумали Вот ребята этот из сборной? быстрый бросок. Я думаю, ребята сейчас будут сконцентрированы на быстром броске, чтобы по максимуму попытаться догнать Гомель. Вот. Такой заброса. Улетает мяч за пределы корта, и ждем, пока мяч вернут, и мяч остается у команды Беларусь Ю-18. Вот это их тактика, трехочковый быстрый, и вот он хорошо Андрей обыгрывает, и все равно мяч вылетает с корзины. Который раз уже, да, Андрею удается обыгрыш, но вот набрать очки пока не получается. Тимофей Веревкин с мячом, он показывает вот такие движения наши обманные, и все равно мяч остается по-прежнему у команды Юго-Восток. До конца игры осталось 2:55. Вот Тимофей Веревкин пытается бросить с фолом, не получается на последних секундах.
И юниоры берут свое владение, и Даник Бугаев. Ну давай, вот они, 2 очка, которые нужны были, может быть, даже для рывка какого-то. В зоне вот очень плотно играет Бойко с своим оппонентом, и вот его обыгрывают. Плюс очко для Юго-Востока. И очень такой бросок тяжелый. Вот за 3 секунды свистит судья. Быстрая замена. Выходит Егор Дудов. И Валера Кулинович уже сыграл чек. Смотрим, что будет дальше. Вот видно, что ребята нацелены на 3-очковый бросок. Бросил, подобрал. И Тимофей Веревкин. Вот его 2 очка стабильные. 1 очко до победы для Юго-Востока. И Даник Бугаев уже вот пытается... Аут свистит судья. Поехали. Всего 1 очко отделяет Юго-Восток от победы в этом матче. 20-10. Вот такая большая разница. Тяжело юниорам дается игры против соперников. Да и соперники, нужно сказать, далеко не простые на этой стадии турнира. Первый матч не проиграли, второй тоже близки к тому, чтобы завершить с пассивом. Минут 40. Вот бросают ребята, Андрей Бойко обыгрывает, забирает мяч на ведение, и Егор Дудов заканчивает эту игру 2-очковым броском. 22. Можно заметить, что это первая игра, которая заканчивается с счетом +1, 22 очка. Ну что ж, Беларусь Ю-18 ставит себя в очень затруднительное положение в турнирной таблице. Сложно будет что-то придумать теперь. Следующая команда, интересное название. Yonkers GRCU. Я так понимаю, что это Yonkers GRCU, это Grodno State University, и мы говорим о команде университета. Алексей Василенко, номер 12, прошу прощения, 13. Сергей Лемшевский, номер 8. Михаил Толкачев, номер 7. И Дмитрий Махнач, номер 4. Но команду Гомель-Водоканал вы уже видели. Артем Малявка появляется. 14-й Сергей Денисов. 11-й Антон Москалев. И 8-й Руслан Кулага. Yonkers GRCU против Гомель-Водоканал. Кто сильнее? Гомель мы тоже видели уже сегодня. Они проиграли мистеру Мэджику со счетом 21-9. А вот команда университета впервые выходит на корт. Посмотрим, что покажут студенты. Команда Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Разминка, 2 минуты. И мы увидим, как же сложится судьба этого матча. Ждем начала игры. Вот мы на разминке, увидите спортсменов общим планом. Давайте посмотрим, как у нас было до этого. Яркие моменты прошедшей игры для вас в ближайшую минуту, после чего мы вернемся в эфир и увидим начало матча между Yonkers GRCU и Гомель-Водоканал.
Мы возвращаемся в эфир, и сейчас у нас противостояние команд Янкис GRSU и Гомель Водоканал. Итак, посмотрим, как себя чувствуют гродненские Янки. И Гомель Водоканал. Опять-таки команда проиграла до этого матч. И мы смотрим, как у них пойдет игра дальше. С мячом Янки. Вот Миш Толкачев с мячом обыгрывает, и вот не очень приятный момент. И уже первый фол для Гомель Водоканала. Обыгрывает. И Миш Толкачева пас мимо. Выходит мяч. Команда Янкис, если я правильно понимаю, представляет Гродненский государственный университет, студенческий коллектив, это очень классно. Отыгрывает в защите. Номер 8 это Лемешевский Сергей. И продолжение игры нападений Гомель Водоканал. Пока не видим очков, набранных у команд. Атакующие порывы, идет игра на встречных курсах, и одни и другие рвутся вперед, чтобы заработать первые очки. А вот и первые очки заработаны командой Гомель Водоканал. Москалев Антон добавляет в актив команды 1 очко. И Янки забивают тоже очко и равняют счет 1-1 на начале. Вот блокшот получает Сергей и догоняет мяч. И вот пытается обыграть. Очень близко к ауту играют ребята. И не дают им защитники пройти ближе к кольцу. Пока что держат очень далеко от периметра. Счет 1-1. Студенты против Гомель Водоканала. Янкис GRSU. Вот так вот Артем Малявка обыгрывает и сбивает плюс очко для команды Гомель Водоканал. Все гомеля собрались вот буквально на носовом платке. Там все очень рядом. Подумали. И вот такой. Время свистят судьи, и мяч переходит во владение Янкис. Дима Махнач с мячом на чеке. И быстрый обыгрыш, показ. И вот его плюс 1 очко для команды Янкис. И предупреждение про полукруг, что нельзя играть и мешать там. Антон Москалев. И плюс 2 очка Артем Малявка приносит 2 очка своей команде. Отыграл в защите. Блокшот. С таким ростом, да, Артем создан для блокшотов и подборов. Да, вот он самый результативный, я думаю, будет в своей команде. И вот и плюс 2 очка для Гомель Водоканала. И тут же ответ Янкис 4-7. Миш Толкачев бросает в сторону кольца, но Подбор за Малявка. Артем обыгрывает и чуть-чуть не хватает. Вот чуть-чуть не хватает, чтобы забить. Остается с маленьким игроком в защите. Он его разбивает на дистанцию. В принципе, это правильное решение. И бросок из-под кольца. Свистят фол судьи номеру 14. И Дима Махнач на линии штрафного броска. Посмотрим, как он его реализует. Так, Дмитрий, удачи.
хорошо поставлена спина от Руслана. Вот он дает пас и чистый бросок из-под кольца. Очень легкие очки добываются для Гомель-Водоканала. Не тушуются студенты, просто не все у них получается из задуманного. А Гомель-Водоканал медленно, но верно додавливает противника. Миш Толкачев. Вот. Плюс 2 очка для Янкис. И счет 6-8 в пользу Гомель-Водоканала. Миш Толкачев обостряет. И вот очень видно, что опекают его защитники плотно. И вот он бросает и сам подбирает. Помогает своим сокомандникам. Вот еще одна попытка. Удивительная прыгучесть невысокого игрока четверки гродненской. Да? Уже не один подбор он выигрывает при очень довольно скромном росте. И ведь и малявка есть в составе Гомель-Водоканала, и очень массивная восьмерка, которая умеет и не стесняется играть корпусом. Вы посмотрите Хорошо на этого парня. выигрывает. Эх. Он мажет, но очень хорошо и быстро у него первый этот стартовый шаг. Дмитрий Махнач показывает нам отличную зрелищную игру. Так скажем, неудавшийся бросок, пас для Артема. Попытка от Василенко Андрея двухочкового броска, но немного не хватает до забитого мяча. И напомним, что счет 9-7 в пользу Гомель-Водоканал. Вот для чего у нас Артем под кольцом, чтобы ему вот навешивали мяч, туда ему остается просто его забить. Такой хороший пас, рывок за спину. Вот он открывает все свои стороны своего таланта, показывает нам, может и поработать и под кольцом, может и с дистанции совершить бросок. Четыре фола у Гомель-Водоканала. Здесь Артем Малявка немного не прав. Опасно очень сыграл. Дима Махнач обыгрывает бросок в прыжке. Вот видно, что пытается выбить мяч в защите. Ну-ка. Вот. Сергей. Не получается его бросок. И Артем на подборе против маленького. Вот у него хорошее движение, только вот осталось забить. Вот Руслан добавляет в свой актив 1 очко, и это 12-8 в пользу Гомель-Водоканал. И Миш Толкачев отвечает сразу 2 очками. Тут пошел вот контест 3-очковых, и все по очереди забивают. Вот Миш Толкачев обратно пытается забить. Вот быстрый пас. Правда, не получается реализовать Руслану. Вот он начинает плотно в защите, и пас на Артема, 2-очковый бросок, и сам бросил, сам подобрал, и плюс очко в актив Гомель-Водоканал. 15-10 в пользу команды Гомеля. Хорошо обыгрывает Дима, и вот осталось забить. И вот они, 2 очка от Сергея, которые все ждут. В ответ ничего не прилетает. Мяч в ауте и владение Гродно. 15-12 тем временем счет. Янкис GRCU проигрывают 3 очка Гомель-Водоканалу. Тайм-аут. 30-секундный тайм-аут у команд. Краткий перерыв. Напомню, что после того, как закончится эта игра, нас ждут еще 4 игры в каждой из 4 групп. Мы увидим, как Роснергатом сразится с командой Пас Тим. Команда Беларусь-1 сыграет с Брест Арчер.
Команда Брикс сыграет с Юго-Востоком, а Мистер Мэджик сыграет с Янкис GRSU. Ну а сейчас смотрим за тем, как в игру вступят после перерыва вот эти две команды. Тайм-аут завершен. С мячом Гомель-Водоканал. Эйрбол. Напомню, для тех, кто не смотрит нас или есть проблемы с YouTube, можете смотреть нас на канале Федерации баскетбола в группе в социальной сети ВКонтакте. Там тоже организована трансляция для любителей баскетбола классического и, конечно же, любителей баскетбола 3x3. 15-12. Растет напряжение в игре. 3:39 до конца игры, и вот предупреждают про чек, что нельзя так выбивать его сразу. И есть первое предупреждение для команды Гомель-Водоканал, следующее будет технически. Очень быстро Дима вот так пытается обыграть, и вот Артем под двойной опекой. Я решил почему-то Артем попытаться развернуться и выйти под кольцо, в то время как мы видели, что как минимум один его коллега был свободен и готов был принять его передачу. Но Артем решил, что лучше сделать так. То есть, вполне возможно, как раз-таки паса от него ожидали, поэтому решил он попробовать развернуться. Темные играют, это Гомель-Водоканал. До конца игры 2:56. Устали ребята, чувствуется усталость. Видно, что тяжело им дается последний отрезок игры. Через руки бросок и плюс 2 очка для команды Гомель-Водоканал. В ответ пытается забить Леша, но немного. Вот он опять получил, и еще один бросок мимо. 12-17. Тем временем Гомель-Водоканал идет вперед. Сергей бросает, показывает. Вот он очко приносит своей команде и обыгрывает Гомель-Водоканал. И плюс 1. Счет 18-13 в пользу Гомеля. Отыгрывают в защите. Отыгрывают, борются. Перехват. Почти перехват от Артема. Три очка нужно Гомель-Водоканалу. Вот Заметен Дмитрий Махнач в составе студентов. Можно отметить этого юного баскетболиста. Неплохо себя проявляет. К сожалению, пока не хватает стараний его и его команды для того, чтобы поддержать победу. Гомель-Водоканал приближается к заветной отметке в 21 очко и готовится завершить эту встречу досрочно. Гомель-Водоканал дает возможность забить Янкис, потому что было предупреждение о полукруге, что в него подходить и входить в него нельзя. А то как Руслан нарушил это правило, то Сергей пробивает штрафные мимо. И Поэтому Янкис 0 фолов против 5 фолов у Гомель-Водоканала. вот тут должен быть бросок, потому что им нужен максимальный набор количества очков, чтобы... Вот блокшот от Миши Толкачева, потому что не хочет Миша проигрывать, хочет доиграть и победить эту игру. Вот отыгрывает в защите Махнач, Толкачев. И 20-13 в пользу Гомель-Водоканала. Миш Толкачев вот почти потерял об спину свой мяч. Дает возможность Гомелю
Забирает, забирает. Ох, какой фол. Вошел Жесткий очень стык. сильно в контакт, да. Это 6-й фол и 2 штрафных. Прошу прощения, это 6-й только фол, и после, когда будет 7-й фол, уже будет пробиваться 2 штрафных. Если будет тут 1 очко осталось у водоканала, тут такая ситуация, что Вот так вот может так пытается получиться, Дима что не дождемся Махнач. мы 7-го фола, а раньше увидим очередное полученное очко. Рядом, но все-таки нет, еще играем. Видим, играют ребята с Гродно, стараются. Вот, но когда он уже забьет, пытается бросить, не получается забить сегодня у Димы Махнача. Очень активно играет на защите, это проход, может быть. Еще минуту у команд, вполне возможно, что завершим мы эту встречу. Держит Из-за того, что Гомель Водоканал закончится свой время. мяч, блокшоты. Блокшоты идут, и все-таки Руслан забирает свой актив, это очко, и выводит команду в победу. Гомель Водоканал выигрывает команды Янкерс GRSU и готовится играть дальше. Впереди у нас Роснергатом и Пастим. Беларусь-1 и Брест-Арчер сойдутся в следующей битве. Напомним, что Роснергатом и Пастим уже дебютировали на нашем чемпионате, и Роснергатом имеет 1 победу в своем активе, а Пастим пока что ни одной. Пастим проиграл коням 21-16, в то время как Роснергатом с конями как раз-таки справился 21-18. Посмотрим, как сложится судьба встречи этих соперников. Ну, а мы подводим итоги конкурса победителей фотографий, который проводился здесь специально, с специальным хэштегом Минск 2012, нижнее подчеркивание 3x3. Вы можете видеть общим планом вот там за нашим ведущим фотография девушки, которая выиграла этот конкурс. И сейчас ведущий общается с ее представителем, чтобы девушке передать специальный приз. Ну а пока будет церемония награждения победителей конкурса фотографий, мы предложим вам посмотреть опасные моменты в исполнении команд, которые только что покинули корт. Готовимся и ждем очередного матча.
Снова в эфире, ждем команды. Росэнергоатом. Номер 20. Номер 21 Юрий Игнатьев. Номер 7 Геннадий Захар. 4 Вацлав Бугаев. И Александр Харкевич, номер 88. Команда Пастим. Номер 16 Селивашко Даниил. Номер 24 Левенков Владислав. Номер 10 Асаевич Богуслав. И номер 12 Соловьянчик Никита. Посмотрим, как будет на этот раз. Пока мы помним, что Росэнергоатом выигрывал, а Пастим очками пока не разжились в этом турнире. Это последняя встреча команд группы А в групповом раунде. 2 минуты у нас сейчас разминка 2-минутная, и показывают на экране моменты с предыдущей игры, как доиграли Янки с Клэмери до финала. Вот на разминка. Росэнергоатом в запоминающейся такой отличающейся форме, похожей на тельняшки моряков. Ну а Пастим тоже в интересной форме, потому что вам, наверное, не видно общим планом. Если присмотреться ближе, то и шорты, и низ майки имеют такую раскраску под цвет хаки, только вот в фирменных цветах этого клуба. Не зеленая, но защитный узор присутствует на ней. Напомним, что представители, еще есть наши представители команд до 23 лет, они сейчас участвуют в Лиге наций, девочки и мальчики тоже, и пробуют себя в новом для Беларуси турнире Лига наций. И у нас там есть кандидаты в национальные сборные, и как бы у них очень хорошие шансы. И вот ребята, парни на прошлом туре были серебряными призерами в Монголии. Девчонкам чуть-чуть не хватило, в овертайме проиграли японкам, но наши шаги в 3-3, в жизнь 3-3, вот в эту сферу, это очень хорошие шаги, и Лига наций — это один из самых больших шагов. Так же, как и прием в европейских играх у нас в стране. Будем надеяться и верить, что получится и у наших юниоров, и юниорок, да и вообще, что спорт. Я уверен, что он обязательно приживется, уже прижился, иначе мы не обсидели бы сейчас здесь, в Паллов-арене, в суперсовременном центре, с отличной площадкой, с отличными условиями. Все здесь на высочайшем мировом уровне, возможность тренироваться, и корт, и условия для болельщиков, удобные кресла. Здесь абсолютно не жарко. Сегодня температура немножко другая, но вчера вот наверняка все, кто бывал в городе, ощутили, что в городе стояла изнуряющая жара, а здесь было очень комфортно. Более того, скажу, что вот сейчас, не знаю, работает кондиционер или нет, но вот мне даже немножко прохладно, то есть комфортно. Очень хорошая оборудованная арена для европейских игр, для этого турнира. И я думаю, что если будет примерно такая погода, то это будет максимальный комфорт для игроков, потому что это не душно, не жарко, это просто идеальные условия для свободной игры. И есть такой легкий ветерок, это очень приятно. Это не духота, которая заставляет еще больше дышать там. Итак, 10 минут для того, чтобы Росэнергоатому решить, кто же лучше в противостоянии с командой Пастим. Саша Харкевич на чеке против Влада. И вот сразу первая комбинация. Гена Захар дает пас. И не получается у Саши Харкевича. Юра Игнатьев под кольцом. И я думаю, что заколотит он свой мяч. Сейчас еще чуть-чуть растолкает всех, но не получилось. Вот он возвращает на периметр, да, мяч. Подбора. И вот как быстро, хорошо. Не залетает мяч. Вот Юра все равно забирает его. И Саша вот так вот он. Пока что преимущество у Росэнергоатома. Вот Гена Захар открывает этот счет. Предупредили, что нельзя
Нельзя в полукруге. У нас очень часто как-то эти предупреждения сейчас. Да, Мы говорили вчера с нельзя. Сергеем, потому что, да, был судейский семинар, обращают на это внимание. Не получился пас у Даника Селивашки, и мяч по-прежнему остается у Пастим. Уверенно комбинирует, работает Роснергатом с мячом. Плотно играют в защите, но есть возможность бросить. Вацлав с мячиком. И тут вот Гена Захар в своем ритме спокойно, никуда не торопясь. Вацлав подобрал мяч и... Вот блокшот. Это блокшот для Вацлава. Спас мяч, спас Саше Харкевичу. И Саша Харкевич уже решает исход. Вот такой... Вот. Хочется поаплодировать. похлопать, Да, отличная это техника очень исполнения. хороший был пас. Смело, красиво, технически чисто. Глаз радуется за то, как играет Роснергатом. Фол. Вацлав Бугаев на линии штрафного броска и почти реализует. Но Юра Игнатьев, как обычно, забирает, чистит весь щит и добивает все, что необходимо, чтобы было максимальное преимущество в очках. И Влад попадает в ответ. И Саша Харкевич в своем ритме трехочковый бросок. И вот он набегает. Смахивает мяч для Росэнергоатома. И Вацлав обостряет. И вот Саша Харкевич на линии трехочкового броска. И вот эти 2 очка стабильные. Хорошая защита. Он вытягивает вот еще плюс очко. Это очень хорошая игра для Росэнергоатома. Они быстро, уверенно, но Пастим, сопротивляясь, дает еще 2 очка в бой. Юра Игнатьев сегодня неостановим. Это просто очень красиво смотреть на это все. И Юра Игнатьев, как я уже повторила, чистит щит. Красиво играет Роснергатом, не стесняется атаковать, комбинировать, креативит с пасами, с созданием ситуации наиболее оптимальной для того, чтобы совершить победный бросок. И надо отдать должное, при этом они очень неплохо при этом преуспевают в том, что затеяли 9-3, а ведь еще не сыгранная 3-я встреча. Очень быстрый пас возвращает Гене. И вот Гена забрал его и вот пытается дать пассаж Харкевичу. И вот он спокойно реализует свои очки. 10-3 в пользу Росэнергоатома. И я думаю, что это будет пока что уверенная победа за Росэнергоатомом. Но мы не знаем, какой будет исход матча спустя 7 минут. Намного, да, конечно, сильнее, предпочтительнее в плане исполнения смотрится Росэнергоатом. Пока все команда получается. 10-3. Причем надо дать должное, если бы залетела хотя бы еще половина из того, что могло попасть у них, счет был бы уже куда более разгромным. И не исключаю, что мы бы в течение нескольких минут подошли бы вплотную к окончанию этой встречи. Половину нужных очков для победы практически Росэнергоатом уже набрал. 10-3 счет. Тяжело приходится Пастиму. Не хотел бы оказаться на месте этих ребят сейчас на площадке. Вот Даник Селивашко забивает плюс 1 очко в актив команды Пастим. 4. Вот. Тяжело ребятам с Пастим. И Росэнергоатом себя чувствует очень уверенно на корте в данный момент. Вот Юра воспользовался мисс-матчем и $11-4. Аут. Заступает чуть-чуть Юра Игнатьев. И происходит замена. Поменялись ребята, и мяч у Пастима. Просит заслон
И перехват быстрый. Саша Харкевич. Вот Гена Захар. Легкое очко для себя. Влад пытается обыграть, но более опытный Саша Харкевич выбивает мяч со спины чисто. И оставляет мяч все равно на нападении у Пастим рефери. 12-4 играет Роснергатом. Хорошая проникающая передача. Видели мы, по-моему, такое исполнение уже и в матче до этого. Домашняя заготовочка в исполнении команды Пастим. 12-5. Вот такой пас, легкие очки. Это все в манере Роснергатома. Через руку тяжелый бросок, когда еще такое преимущество в росте у Юры. Даник Селивашко вот пытается потихонечку Пастим. Вот. 13-6. Чертова дюжина очков уже набрана у Росэнергатома. Саша Харкевич. Мимо и Даник Селивашко. Вот. Чистый блокшот. Данила Селивашко немного эмоционально отреагировал на свой промах и чистый блокшот. Видим, что пробивается технический фол. Саша Харкевич ему приносит 1 очко своей команде и остается, прошу прощения, владение мяча у Пастима, потому что технически пробился и мяч вернулся своему коллективу. Александр Харкевич. Есть 2 очка. 16-6. 2 очка в свою копилку приносит Соловьянчик Никита. И фол свистят. Правильно, там мисс-матч большой с маленьким. Как бы это правильный фол в его ситуации. — 16-8 в пользу команды Роснергатом. Сыграно больше половины. Ух ты! Это да. Вы это видели? Да, вот это то, что все ждут от Гены. Хорош. Гена хорош. Это было круто, скажу я вам. За это мы и любим баскетбол. Думаю, что это можно добавлять в топ-момент этого турнира. Причем я уверен, что это будет топ-1 однозначно. Да. Уверенно 19-8 и нет каких-то помех для победы Роснергатома. Я думаю, нет сомнений в этой победе. Да, это 28 в пользу Роснергатома. И Влад пытается создать такую вот ситуацию. Вот пас. Время на атаку заканчивается. И Я уверен, что Роснергатом пойдет за 22 счетом практически. да, ну, Ребята как умеют побеждать говорят, красиво. вот так вот. Лучше 2, чем 1. Да. 22-8 Роснергатом создает просто топ-1 моментище, который мы видели. А красивейший, технично исполненный момент. Получает заслуженную победу 22-8. Последняя игра только что состоялась группы А на ваших экранах. Роснергатом одержал победу у команды Пастим. В следующем матче мы увидим, как Беларусь-1 встретится с Брест-Арчер. С брестскими лучниками, с брестским лучником. Но Беларусь-1, увидим, сможет ли выйти Сергей Вабищевич, который получил травму в первом матче. Помним мы его проблемы с носом. Получится ли у него продолжить игру, очень бы хотелось. Мы предлагаем вам насладиться моментами. Очень скоро вы обязательно увидите здесь красивейший бросок в исполнении Гены Захара.
Ну а пока наслаждайтесь. Небольшой перерыв. Очень скоро вернемся в эфир и прокомментируем, как пройдет матч Беларусь-1, Брест-Арчер. На счет 3. Сайгрей, дашь им что-то веселенькое? 1, 2, 3, поехали! Беги за мячиком, кто быстрее? Чуть-чуть. Давай, веселее, девчонки. Давай. Стань ближе, стань. Давай. Еще чуть-чуть. Ну, на самом деле, иди сюда, подарочки. Лесик, дай, пожалуйста, двум нашим самым большим снайперам. Но это не самое страшное. Дай им подарочки, твои профессиональные обнимашки. Фотографию давайте вместе сделаем, посмотрим вот в камеру туда. Иди к нам, иди сюда. Занимайте свои места на трибунах, это очень классно, что вы с нами. Еще раз говорю, баскетбол 3 на 3 это не всегда профессиональные броски и точные атаки. Это очень демократично, как я всегда говорил. Друзья, на самом деле напомню, что баскетбол 3 на 3 это чуть ли не самый демократичный вид спорта. Даже Лесик, и тот может играть, ну, может, конечно, ну, может. У него не всегда получается, но еще раз говорю, здесь все проще, здесь не нужно много народу, здесь не нужно 2 кольца, здесь не нужна уж очень там специфическая амуниция. Кроссовки или кеды, как мы играли давным-давно. 1 мяч. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы был вот такой вот профессиональный мяч. Напомню, что баскетбол 3 на 3 играет специализированным мячом, который отличается от баскетбола 5 на 5. И мне бы очень хотелось пригласить сюда команды, которые разбираются с этим мячом лучше, чем я и лучше, чем Лесик, который уже вырос в познании этой игры. Итак, друзья, встречайте! Следующая пара, мы снова в эфире.
команда Беларусь-1, номер 7, Андрей Рогозенко. Вот на ваших экранах. Все-таки есть здесь Сергей Убищевич, номер 5, Максим Лютыч, номер 2 и Никита Мещеряков, номер 8. Все нормально с Сергеем. Продолжит он игру. Брест Арчер. Номер 24 Дмитрий Швед. Номер 14 Антон Щурко. Номер 9 Алексей Князев. И номер 23 Алексей Янчук. Давайте посмотрим, как удастся, что покажут лучники Бреста против сборной нашей страны. Вот момент командного единения. Ну что ж, мы готовы. Беларусь-1. 3-3. Последняя игра группы «Б». Двухминутная разминка прямо сейчас на ваших экранах. Нужно немножко разогреться спортсменам, прежде чем мы начнем баскетбол 3-3. Разминаются ребята, готовятся. Сегодня праздник баскетбола 3х3 в нашей стране. Вчера у нас завершился женский чемпионат. Отличную игру показали наши девушки. Первой оказалась команда из города Гродно, поэтому золотые награды уехали именно туда. Команда девчата была на 3-м месте. Кстати, супруг девушки, которая выиграла 3-е место, Ксения Убищевич. Сергей сейчас здесь, на площадке, готов показать себя. На 2-м месте оказалась наша юниорская сборная, собранная из игроков до 18 лет. Видим разминку команды Беларусь-1 Брест Арчер. Судьи дали свисток на жребий. И смотрим жеребьевку. Покажут ли нам ее? Не покажут, потому что монетка укатилась куда-то очень далеко. Последнее приготовление, последний разогрев перед тем, как начать игру. видим, что Беларусь-1 выиграла мяч. Выбрали ребята мяч. Они начинают первыми. Скоро будет свисток и начало матча. Судьи подготавливаются и столик также. Кажется мне, что нелегко придется лучникам Бреста против Беларуси-1, потому что если мы посмотрим статистику игр, то увидим, что Беларусь-1 победила как раз ту команду, которой проиграли лучники. Поэтому так судить, конечно, не совсем правильно, но помня тот феноменальный баскетбол, который демонстрировала Беларусь-1, на ум приходит, что ярче играли только Росэнергоатом, которых мы видели только что. Посмотрим, как сложится эта игра для нашей сборной и для команды из города Бреста. Беларусь-1 против Брест Арчер. Здесь и сейчас на Половой арене в самом центре Минска. Поехали. Андрей Рогозенко с мячом. Никита Мещеряков показывает, что он пас. И Сергей Убищевич выводит мяч. И Андрей Рогозенко почти исполнил результативный бросок. Антон Щурко и Швед первый, кто открывает счет в этой матче. Андрей Рогозенко.
Абищевич протащил, отдал передачу. Белый играет, так как мяч вышел от Андрея Рогозенко. И смотрим чек и продолжение игры. Швед. Вот предупреждение, что нельзя так плотно выбивать сразу мяч. Антон Щурко выполняет бросок и Никита Мещеряков подбирал мяч, и в этот момент швед влез в полукруг, и его уже предупредили. Андрей Рогозенко трехочковый и мимо. Антон Щурко выводит мяч, и смотрим. Очень плотно играет Никита и получает фол. Это первый командный фол для команды Беларусь-1. Итак, вот мы видели первый фол в нашей игре. Обокрал Лобищевич на чеке игрока из Бреста. Никита Мещеряков плюс 2 очка для команды Беларусь-1. Щурко показывает, что на нем фолиат, очень тело так вот показывает, что есть контакт, и судьи это замечают и говорят. Сергей Лобищевич недоволен, что свистят фол при таком контакте и эмоционирует немного. Вот очень плотно, вот видно, что очень плотно играют ребята, и как бы, вот как бы судьи, я думаю, что смотрят на плотность контакта в каждых играх по-разному. Андрей Рогозенко приносит 2 очка команде Беларусь-1. Вот швед плюс 1 очко для команды. Технический фол команде Брест Арчер за предупреждение в полукруге. И 5-3 счет. Беларусь-1 впереди. Сыграно практически 2 минуты нашей встречи. 2 фола уже заработала команда Беларусь-1. Никита Мещеряков на линии штрафного броска. И смотрим на реализацию первого броска. Плюс 1 очко. Какой пас. Это очень красивое было исполнение. Сильно сыграно более 2 минут игрового времени. Счет 7-3 в пользу Беларусь-1. Чисто обкрадывает Сергей Лобищевич. Через чек Лобищевич с мячом. Бэк-ту-бэк получает передачу. Фолят на Сергея, по фолам 2-2. Вот он на ваших экранах, Сергей Лобищевич будет исполнять штрафной. Реализация плюс 1 очко для команды Беларусь-1. 8-3 в пользу команды. И пытается спасти мяч Сергей, и немного не хватает. Свистят судьи аут и владение Брест Арчер. Антон Щурко пытается создать какие-то условия для более удобной позиции. И очень плотно играют в защите и свистят фол. Судьи. Отправляется Янчук на линию штрафного броска.
Плюс 1 очко для команды Брест Арчер. 8-4. Сергей Вабищевич. Лютыч очень хорошо на подборе. И Никита Мещеряков. Плюс 2 очка. Как у Беларуси можно каждую атаку бросать издали и верить, что партнеры подберут мяч. Не коснулся мяч кольца, только щита, и поэтому мяч дается Беларусь 1. 7 минут игрового времени остается у нас, и 10-4 в пользу Беларусь 1. Андрей Рогозенко. Плюс 2 очка. Хороший бросок продемонстрирует Андрей. 12-4. На подборе через шведа отыгрались Брест Арчер. Рогозенко. Ох. Сильно дает пас, но по мысли было очень хорошо. Задумка хороша. Поработать бы над исполнением подобного. Но мы уже видели, что такое получается. Немножко не рассчитал силу паса. Хорошо, очень хорошо делает Антон ситуацию, создает для Инчука и реализует бросок свой Сергей Вабищевич с мячом. И пас на Рогозенко и плюс. Не плюс, 2 очка. А так хотелось. Да. 12-6. Быстрая замена и 6-15 до конца игры. 12-6 в пользу Беларусь 1. Швед заталкивает этот мяч и сокращает отрыв 5 очков. Плотный стык мы видим. Хорошо Антон Щерко делает движение, такой кат в зону, и Сергей Вабищевич решает бросить. И Лютыч на подборе, Рогозенко с мячом, и Лютыч обыгрывает. Такой был хлопок по руке Лютыча, как будто давал 5, но немного свалил. 5 очков разделяют команды. Брест Арчер пока в роли догоняющих. Никита Мещеряков. Ну, здесь был фол. Не нужно было это делать Сергею. На эмоциях Сергей Вабищевич. Очень так плотно, агрессивно. И вот плюс 2 очка от Беларусь 1. Играют ребята сейчас очень так вот прям жестко-жестко. И вот судьи хорошо, что подмечают эти моменты, чтобы не создавалось каких-то состыковок и не доходило до драка. Практикует философию такого плотного, агрессивного стритбола. Ребята из команды Беларусь-1 не стесняются в прессинге. Технический фол. Зачем так? Совершенно необязательный фол в исполнении команды Беларусь-1. Было предупреждение, и поэтому так вот. Реализует Янчук плюс 1 очко для своей команды, и пока что отрыв остается прежним в 5 очков. Искали там шведа, передачи не нашли. Лютыч очень активно идет и теряет мяч, да. Как говорит уже ведущий, то что так чисто вывели, и швед в ответ забивает 1 очко и сокращает разницу до 4 очков. Андрей Рогозенко с мячом. Очень хорошо обыгрывает и осталось забить. Лютыч подчищает под корзиной. Прессует Никита. Нет вариантов выпрыгивать. Лёша Князев и пас никуда. 5 очков все так же разделяют команды. 15-10, Беларусь 1 впереди. 5 фолов допустила команда Беларусь 1. Нужно быть аккуратнее.
Тем более видим мы, что Сергея Убищевича можно спровоцировать на такое проявление эмоций. Понятно, что Сергей очень вовлечен в процесс игры, волнуется за результат, но не хотелось бы, чтобы немножко его манера плотной и агрессивной игры привела к очередному фолу, который явно сейчас была команде «Беларусь-1» не нужен. Свистнул фол рефери и показывает, что схватил за майку. Просили тайм-аут команда Бреста. Решает изменить какую, наверное, тактику какую-то и Самое подумать, время. да, что можно исправить для того, чтобы быть более результативными и активными, так как у команды «Беларусь-1» имеется 6 фолов в активе и еще один фол, и получается, что можно пробивать по 20 штрафных броска. Я думаю, что как раз-таки, возможно, наверняка этот момент должны рассмотреть ребят с команды. Причем И воспользоваться им. я даже знаю, кого нужно провоцировать на этот Да, фол, да, чтобы да. это сработало. Есть такие эмоциональные игроки. На наших экранах повтор моментов, которые были у нас в этой игре. И смотрим, как хорошо делает кат Чурко и быстрое возвращение мяча. Показывает, как обыгрывает он и фолят. Ну что, готовы? Поехали. И Чурко. Плюс 2 очка для команды Брест Арчер и 15-12 в пользу Беларусь-1. Андрей Рогозенко в ответ пытается забить, но и сам подбирает свой мяч. Очень хорошо обыграл, чисто и сыграл в защите. В ответ очень хорошо сейчас пользуется Андрей своим моментом. Чурко в нападении, и вот осталось бы сбросить туда на дальнюю сторону, чтобы можно было реализовать. Просился пас туда. Да. Тут вот Янчук, он вроде бы так и не сильно... Вот, показ, бросок, почти. И тут просто Андрей Рогозенко свободный бросок реализует. И счет 18-12 в пользу Брест Арчер. Антон Чурко. Через руку. И мяч остается у Беларусь-1. До конца игры 3-19. И напомню, что у команды Беларусь-1 6 командных фолов, и команды Брест Арчер 3. Смотрим чек. Никита Мещеряков стал главным в чек и пытается вот пас. И в зону, наверное, будет врываться. Или вот Сергей Выбищевич успокоил свои эмоции и выполнил свой бросок. 20-12. Ждем Подбор от последнее очко. Лютыча. И сейчас будет Сергей, думаю, решать. Отдал пас. И вот он на забегании просит мяч далеко, в зоне в углу. Максим Лютыч 2 очка. Есть. Абсолютно верно. 22-12. Беларусь-1 празднует победу над командой Брест Арчер. Ну и однозначно мы увидим ребят из Беларусь-1 дальше в игре. Хотелось бы... Есть пожелания по финалу? Как ты думаешь, кого бы тебе хотелось увидеть в финале? Понятно, мы еще не доиграли даже основную группу. Да, я думаю, я бы 100% хотела бы увидеть в финале это Росэнергоатом. Для меня это, наверное, команда фаворит этого турнира, так же, как и команда Беларусь-1, так как это будет самое такое плотное и очень интересное противостояние, я думаю. Нужно просто дождаться остальных исходов игр, ведь мы не знаем, можем повториться, что 3-3 это непредсказуемый результат, и мы не знаем, что может быть потом. Ну что ж, мы посмотрим. Я тоже согласен, что мне бы хотелось увидеть игру Росэнергоатома и команды Беларусь-1, потому что одни практикуют креативный, интересный баскетбол, другие агрессивный, такую стратегию продавливания соперника. В любом случае интересно посмотреть, как команды будут адаптироваться друг к другу, кто из них кому навяжет свою игру. Будем надеяться, что не сведет их жребий где-нибудь в, скажем так, четвертьфиналах, а доберемся мы до финала в исполнении этих команд. Однако, давайте не забывать, что кроме них еще 10 команд-участниц, и каждая из них наверняка имеет свой план игры и свой план противоборства потенциальным фаворитам. Мы готовы сыграть следующий матч. Брикс, Юго-Восток. Итак, команда Брикс и команда Юго-Восток. Команда
10 Денис Сивацкий. Номер 11 Кирилл Михайлов. Номер 7 Егор Соленик. И номер 16 Павел Великоцкий. Противостоять команде Брикс будет Юго-Запад из Гомеля. Вот наши рефери, их тоже представили. Оба уже готовы. Юго-Запад. Юго-Запад. Ой, Юго-Восток, простите, ради бога. Юго-Восток, конечно же. 15-й Егор Дудов. Вот он на наших экранах. Евгений Рыбкин, 10-ка гомельская. Тимофей Веревкин, 9-й номер. И Александр Копачев, 10-ка. У них два номера 10-х. Как видите, можно различать их по шортам. У одного из них шорты зеленые. Команда Юго-Восток из Гомеля готовится принять бой против команды Брикс. До этого Брикс выиграл у сборной Беларуси до 18 лет, а команда Юго-Восток тоже одолела эту же сборную 22-10. Интересно, как эти команды выяснят отношения между собой. На ваших экранах двухминутная разминка. Уже сейчас показывают лучшие моменты предыдущего матча. Беларусь-1, Брест-Арчер. И вы можете понаблюдать и понаслаждаться. А пока что двухминутная разминка для команд Юго-Восток и Брикс. Вот неострые моменты. Швед на ваших экранах. Проходит жеребьевка между командами Юго-Восток и Брикс. Мяч. Юго-Восток выбирает мяч и начинает первыми игру. Итак, команда из Гомеля будет начинать эту встречу. Вот он, состав команды Брикс. Один из наших зрителей, Влад Микульский, пишет, что Брикс темная лошадка турнира. Сложно с ним не согласиться. Брикс очень неплохо показал себя в первой игре. Есть там техничные игроки, есть кому поработать под кольцом, есть кому сделать хороший бросок из-за дуги. Ну, давайте посмотрим, как сложится у них игра с командой из Гомеля. Плюс очко для команды Юго-Восток. Вот Егор Соленик пробует себя в атаке и просит заслоны. Трехочковый бросок. Плюс 2 для команды Брикс. Тимофей Веревкин. Уже Саша 2-2. Копачев, да, плюс очко и плюс 2 Саша Копачев. Егор Соленик. Летят двушки и у Брикса, и Юго-Востока. Обменялись они бросками стоимостью по 2 балла каждый. Плотно играет в защите и очень хорошо показал Тимофей, но немного не получилось. Вот трехочковый бросок и смотрим мимо.
Женя Рыбкин с мячом и мимо. Кирилл на подборе. Паша Великоцкий теряет мяч, и поэтому мяч остается во владении Юго-Востока. Плотно играет Денис Сивацкий в защите, играет и вот отыграл свое, и там просто в углу уже вот видно, что тяжелый мяч, бросок, и хорошая защита Дениса Сивацкого помогла команде получить мяч. Счет 4-4. Пока равная игра. Позади уже 1,5 минуты. Мы продолжаем нашу прямую трансляцию. Без фолов пока играют команды. Быстрая замена. Фиксирует фол, и быстрая замена происходит. Денис Сивацкий трехочковый бросок реализует, точнее двухочковый, и в ответ ему посылают, но мимо. Денис Сивацкий на подборе. Быстрый пас, в зоне получает мяч. Вот он врывается на трехочковую, и +4 от Дениса Сивацкого. 2 трехочковые подряд. Какая длинная, интересная комбинация, завершившаяся 2 двухочковыми подряд. (8-4). Брикс ведет в этой встрече. Как быстро они набрали эти заветные 4 очка. Очень, кажется, просто, однако видно, что комбинация наигранная. Какой пас выполняет Кирилл. Реализация Паши Великоцкого заканчивает эту красивую картину. Тимофей Веревкин пытается, очень тяжело его опекают, он пытается обыграть, и тяжелый бросок действительно. Фиксирует фол судьи команде Брикс и не считает этот забитый мяч, и очень пока что плотно играет в защите с ними Брикс. Юго-Восток во владении. Дудов Егор. Пас в левую 45. Тимофей Веревкин опять пытается обыграть, и вот закручивают они комбинацию под бросок. Вот видно, что Тимофей Веревкин основной шутер этой команды, и вот времени на атаку не хватает. Хотя касание кольца было, и блокшот от Егора Соленика, и Денис Сивацкий мимо. Быстрая замена, ребята устают, нужно отдыхать. Уже достаточно времени прошло, вторые игры, третьи. Показывают, что очень плотно опекает с рукой Тимофея Веревкина, потому что все поняли, что он умеет забивать с дальней дистанции. Видно, что заставляют его обыгрывать, и вот фалят уже от безвыходности, потому что хорош он в нападении и неплохо справляется и с обыгрышем, и с задачей шутера. Плюс очко от Тимофея Веревкина. Счет 9-5 в пользу Брикс. Паша Великоцкий теряет мяч, и быстрый подбор, и вот бросок. Дудов Егор под опекой Великоцкого идет обыгрывать, свистят фол. Фиксирует судьи фол, и это 3-й фол для команды Брикс. Счет 9-5. Сыграно чуть больше 3 минут. Третий матч уже позади. Счет пока 9-5. Неплохо смотрится Брикс, интересно. Тимофей Веревкин в своей манере почти забил, и на подборе работают ребята, и Егор Соленик с мячом очень хорошо показал, что идет в центр, и пошел в лицевую. Зарабатывает на себе фол, и это 2-й фол для Юго-Востока. Мяч в игре, и Денис Сивацкий на чеке. Егор Соленик, видно, что вот пытается поставить заслон для выпуска игрока на 3-очковой линии. Видно, что судьи фиксируют бросковый фол. Егор отправляется на линию штрафного броска, и доказывают ребята, что ничего не случилось, но Не нужно спорить с рефери, судье всегда виднее. Егор исполняет штрафной бросок. и плюс очко для команды Брикс. 10-5 в пользу Брикс.
Судьи зафиксировали фол, который был вне стороны мяча, и просто, может быть, нам покажут на повторе, а может и нет. Наверное, не покажет. И сейчас под кольцом обыгрывают, фиксируют фол. Это уже 5-й фол для команды Брикс. Нужно быть аккуратнее Бриксом с фолами, потому что 5 очень легко могут со временем оказаться семеркой, а там уже начнутся проблемы. Понятно, что у них есть гандикап в 5 очков, но потерять его намного проще, чем кажется на первый взгляд. 6-й фол для команды Брикс. Павел Великоцкий сфолил под кольцом. И на линии штрафного броска Саша Копачев. Смотрим за его реализацией. Попадает. Плюс очко для команды Юго-Востока. Денис Сивацкий на подборе выводит мяч. Теряет и... Выбивает Егор мяч, и все равно мяч остается у Тимофея Веревкина. И вот его 2 очка, вот его шутерские качества, и 8-10. Вот мы и увидели главную причину, почему так плотно Егор опекает Соленик Тимофея. все равно доказывает, что он главный в этом здании и забивает свои мячи. Вот очень хорошо делают показ, и Саша Копачев. Фиксирует судья фол и 2 штрафных броска. Как мы уже говорили, Вот. то, что после 7 фолов происходит штрафные броски. Добрались до 2 штрафных бросков, а вы знаете, Веревкину только дай. Есть +1, будет ли +2? Можно заметить, что осталось еще достаточно много времени, но при этом уже команда Брикс имеет 7 командных фолов. И вот показывает Тимофей Веревкин свою руку поднимает, его фол, он признает его, и продолжаем играть с чекой. Егор Соленик во лбу играет и показывает на Кирилла Чумакова вас. И Денис Сивацкий теряет мяч Денис, и нужно быть более собранным. Вот он отыгрывает в защите неплохо, и Тимофей Веревкин в своей манере добавляет 2 очка в свой актив и актив команды. Очень плотно начинают играть ребята. 5-10 до конца игры, 7 фолов у команды Брикс и 4 у Юго-Востока. А счет уже равный. И помним, что если фол со стороны Юго-Востока каких-то критичных последствий за собой не понесет, то любой фол со стороны команды Брикс автоматически приводит к тому, что мы видим 2 штрафных. Дудов Егор в нападении. Вот он, легкие его очки должны были быть, но вылетает мяч из-под кольца. И быстрый бросок от Жени Рыбкина, и +2. Егор Соленик обыгрывает. Сфолили на Егоре, и это хороший рабочий фол. И на линии штрафного броска он появляется у нас. Сейчас его покажут. Вот он на экране у нас. И готовится к броску. Егор тоже обладает очень и очень недурственным броском. Хорошо. +1 очко для команды Брикс. Плотно. И это 8-й фол для команды Брикс. И +2 штрафных для Юго-Востока. Как мы уже заметили, что главное не фолить в таких ситуациях. Уже лучше пускай забивает, идет 1, чем потом 2 на штрафе пробивает. Мимо первый бросок. Смотрим на реализацию второго броска и дальнейшие действия. 2 броска мимо, но мяч остается за Юго-Востоком. Вот он опять это обыгрывается. И вот правильно ребята оставляют, чтобы +2. И вот Егор Соленик выполняет бросок. И немного не получается. Хорошо. Сейчас Дудов Егор обошел всех и принес еще 1 очко в актив команды. Кирилл мимо. И Дудов Егор снова. Вот Паша. Хороший фол. Это Паша рабочий заработал на себе фол. И 6 командных для Юго-Востока. И
напоминаем, что после 7-го фола пробивается по 2 штрафных. То есть можно заработать еще один фол на Юго-Востоке и уже... Да, команды могут оказаться в равных Вот этот положениях. энд-1 Кирилл Чумаков. Ну что ж, теперь 2 штрафа, 2 броска. Мы в равных условиях теперь и одна, и вторая команда. Мажет Кирилл Чумаков. Как будет со вторым штрафным? Я очень извиняюсь, это был Михайлов Кирилл, я ошиблась. И второй бросок показывает, что вышли раньше времени. Кирилл Михайлов, давай, мы в тебя верим. Мимо мажет Кирилл и... Тимофей Веревкин сам уже не знал, что делать, просто пустил в сторону. Денис Сивацкий. Плюс 2 очка для команды Брикс. И он равняет счет. И счет в серии, прошу прощения, в данный момент в игре 16-16. Подбор за Гомелем. Смотрим, Тимофей Веревкин. Нужно держать этого парня с рукой, потому что бывает вот почти так. Был близок Тимофей к тому, чтобы продемонстрировать свои лучшие бросковые качества, но я уверен, что мы еще увидим его по турниру. Михайлов Кирилл. 2 броска. Давай, Кирилл, исправляйся и выводи команду вперед. 8-8 командных фолов у команды Брикс и Юго-Восток. 16-16. И очень забавные числа 3-33, 16-16 и 8-8. Да, обратите внимание сейчас на наш экран, на наше информационное табло. Не получается у команд. Это уже 5-й незабитый штрафной подряд в исполнении одной и другой команды суммарно. Забил Кирилл. И вот правильно такое есть правило, что вот сейчас Тимофей делал. Игрок побегает в угол, и после подбора быстро ему пас дается, если уже тяжелая ситуация, как бы, и нужно быстро забить. Обыгрывает Кирилл, Сивацкий, Денис с мячом, бросок, и через руки времени хватает. Дудов Егор с мячом, и оставили Тимофея одного, и получили свои 2 очка. Не нужно оставлять Веревкина. Кирилл сам равняет счет 18-18. С рукой. Понимает Денис, что Дудов немного не бросал сегодня, не разбросался, и поэтому вот блок-шот. Выводит Егор сам мяч, еще в активе 2:45 играть, и время есть, и нужно просто вот фол. И Кирилл дается еще 3-я возможность для исполнения штрафного броска. Давай, Кирилл, не подведи свою команду и создай интригу для этой игры. При 100% реализации, напомним, всего 1 очко останется добрать команде Брикс для того, чтобы Юго-Восток оказался поверженным. Плюс 1 для команды Брикс, еще 19-18. Напомним, что нужно забивать и второй бросок. Давай, Кирилл, сам. Давай, угол. Нужно с рукой. Ребята, это просто. 20. Первое предупреждение для команды Юго-Востока. Все. Интрига у ребят. 22-28 играть. И все решит. Кирилл Чумаков очко. держит мяч, и... Не вышло на подборе первый. Паша Есть подбор. Паша Есть Брикс. Великоцкий заканчивает этот матч победным очком. Вот это напряжение, вот эта игра. 21-20. И все-таки Брикс становятся лучше. И все-таки не побеждают, несмотря на старания Тимофея Решетникова, который активно играл, активно бросал. Удалось в нескольких моментах выключить этого игрока из игры, тем самым получив заветный гандикап и одержав заветную победу. Фанат Юго-Востока пишет, что Тимоха мужик. Никто с этим не спорит. Конечно.
Почему? Потому что И нас ждет последняя игра группового этапа, после которой у нас будет небольшой перерыв в трансляции. Надо будет отдохнуть немножко игрокам. Номер 1 Артем Мархин. Номер 4 Роман Веробей. Номер 3 Андрей Русак. И номер 2 Константин Сацук. Вот они, Мистер Magic, профессиональная команда по баскетболу 3 на 3. И Yankees GRSU. Ребята из города Гродно. 13-й Василенко Алексей, 8-й Сергей Лемешевский, Михаил Толкачев, номер 7 и номер 4 Дмитрий Махнач. Напомним, что в свой актив команда Мистер Magic записала уже одну победу, а в актив Гродно еще ни одной победы не записала. Да, смотрелись неплохо студенты в своей игре, но Мистер Magic тоже показал очень и очень хороший баскетбол. Давайте увидим, как же будет в этот раз. Интересное, на мой взгляд, противостояние. Различные стили баскетбола практикуют эти две команды. У студентов очень хорошо выделялся номер 4 Махнач Дима. Да. Говорили мы уже о нем не раз, как об очень талантливом баскетболисте. Посмотрим, сможет ли в этот раз его талант принести команде победу. Одного таланта, конечно, мало. Играет все-таки не человек, а играет команда. Пожелаем удачи всем, кто сейчас выходит на площадку. Это последний матч группового отбора. Дальше будем играть в плей-офф с четвертьфиналов. На ваших экранах сейчас повторы предыдущего матча. Это был достаточно интересный, интригующий матч, и мы его наблюдаем. Вот нам показывают повторы Тимофей Веревкин. Вот почему его стоит бояться. Сами видели отличный бросок. Жеребьевка с нашим ведущим. Закончилась жеребьевка, Мистер Magic начнут игру. Смотрим с вами последнюю игру группового этапа. Мистер Magic против Yankees GRSU. Скажем так, студенты против волшебников. Мистер Magic. Студенческая команда из Гродненского университета имени Янки Купалы. Миш Толкачев уже попытался сделать перехват первый. Вывели Андрея Русака на первый трехочковый бросок, но он показался не очень результативным для команды. И Дима Махнач вот дает такой пас, и мимо. Андрей Русак дает поперечный пас, и Артем в своей манере плюс 2 очка для команды Мистер Magic. Итак, белорусские янки, гродненцы в игре. Счет 2-1 в пользу команды Мистер Magic. Штраф в исполнении Дмитрия. Безукоризненно. 2-1. Умудрился встать. Завершилось время, отведенное на атаку.
Показывают судьи игру ногой, и мяч по-прежнему остается у мистера Мэджика, и Андрей Русак просит мяч. И вот Костя Сацук пытает удачу и мажет мимо. Выбивая мяч, Рома, так скажем, дал пас своему сокоманднику, и хорошо Дима Махнач показал на бросок, подошел, подшагнул под него, под Рома Веробья, и выполнил хороший элемент, тем самым заработав фол на себе. Для команды Мистер Мэджик это второй командный фол. Костя Сацук и Первые янки на мяче. очень плотно играют ребята. Можно обыгрывать на противоходе и Артем получил Костя в ответ, и легкие почти были от Чикибы, но он промазал из-под кольца. Свистнули судьи аут, и мяч остается у ребят из Мистер Мэджик. Счет 3-1. Мистер Мэджик пока впереди. 2 фола есть уже этой команды. Сыграно только 2 минуты. Тяжелый бросок, и подбирает Леша, и Миш Толкачев в посте играет, в посту, вот, и левой рукой выполняет бросок, забивая его. Ну и снайпер этой команды в ответ отвечает 2 очками. Веробей и Рома подбирают мяч, Андрей Русак в нападении пошел, и Рома заканчивает эту атаку также 2 очками. Врывается в зону Сергей, и тяжело ему. Вот контакт такой плотный, выносит высоко мяч, но они... Вылетел мяч из спорного, и Андрей Русак отдает пас на периметр, и снайпер этой команды мажет мимо. Сергей с мячом, нет ведения, и Миш Толкачев, недолго думая, выпускает мяч в сторону кольца. 7-2 в пользу мистера Мэджика. 8-2. Предупреждение про полукруг, в котором нельзя входить. Команда Янкис берет минутный перерыв для того, чтобы, наверное, пересмотреть свои шансы и возможности, как они должны двигаться. И... Да, судя по всему, в первой трети игры что-то не получается у Янкис. Наверное, рассчитывали немножко на другой баскетбол в исполнении соперников. Может быть, ожидали чего-то другого от себя. Что-то не выходит. Нужно поговорить, обсудить, в каком дальше стиле вести игру, потому что пока мы видим, что однозначно мистер Мэджик идет вперед, и пока остановить эту машину невозможно. Напомню, что после этой игры у нас будет небольшой перерыв в нашей трансляции. Вот это да! Как в стену просто упирается Дмитрий. Не дает ему пройти. Костя Сацук показывает вот очень хороший кат, и очень опасно так приземляться на руки и на ноги. Мистер Мэджик исполняет штрафной бросок. Костя Сацук плюс 1 очко в актив команды, и
Уже бездейственно гродненская команда вот обостряет для того, чтобы заработать какие-нибудь фолы на себе и реализовать с помощью этого. Фолов еще надо много заработать для того, чтобы добраться до возможности пробивать по 2 штрафа после каждого очередного фола. Сергей, тяжелый бросок. Спасибо. Получилось таки 9-3. Очень хороший пас на Андрея, и он его реализует. Плюс 1 очко для команды Мистер Мэджик. 10-3 в пользу Мистер Странно, что Мэджик. не предпринимает никаких попыток закрыть. Уже мы несколько раз видели, что эта комбинация проходит. Этот пас как бы читается. Может быть, не видят этого игроки из Гродно. Я не понимаю, почему все еще после 3 исполнений этой комбинации ее до сих пор не раскрывают и позволяют и дальше получать очки вот таким наигранным способом, довольно простым при этом. Подбирает сам же свой мяч, и Рома на подборе, и Андрей Русак выполняет бросок. Плюс 2 очка в актив Мистера Мэджика. Пока очень бледно смотрится Янкис. Мне кажется, в первой игре было намного интереснее за ней наблюдать. Хороший пас был под кольцо. Тяжело такому малышу в зоне, и когда есть преимущество в росте у команды соперника и в физическом плане. Да, не совсем понимаю, зачем Миш так активно лезет туда в зону, особенно когда там более рослые, более антропометрически сильные соперники. Не лучше ли попробовать побросать издалека? Производят ребята замену уже подольше. Уже усталость потихонечку накапливается. И вот мимо бросок такой вот почти уже забитый, но он все равно мимо. И Рома Веробей раскатывает пасом. И Костя Сацук очень хорошо двигается, быстро мяч. И осталось только забить для того, чтобы это все реализовать. Много разных начинаний, видимо, от Димы Махначана почему-то не все получается. А если быть честным, то получается очень и очень немного из того, что он задумывает. Выскакивает мяч из корзины, просто крутится подушком, и ребята так вот плотно бросают, подходит к кольцу уже, а мяч просто выкатывается из кольца. И Костя Сацук. Леша. Все мимо пролетает пока что. И Какие-то сухие несколько минут. Абсолютно мы не видим набранных очков среди команд. не разбавляют счет наши ребята. И обыгрывает, пытается Костя, и кат за спину не получается. Тем самым провоцируя фол, команда Янкис получает второй командный фол. И владение остается у Мистера Мэджика 12 секунд. Вот такой пас продуман И был. опять-таки, 4-й раз мы видим подобные пасы в исполнении разряжающей передачи. Почему-то испытывают трудности студенты с защитой. От такой, казалось бы, да, конечно, пройдет это 1 раз, 2, но, извините, 4-й раз набирать очки подобным образом. Трехочковый бросок. Плюс 2 очка от Мистера Мэджик. Бледно смотрятся студенты в этой игре, как до этого намного интереснее, мне казалось. Да, Артем Мархин свой актив записывает еще один трехочковый. И счет в игре Мистер Мэджик 15 и Янкис 4. 3:45 до конца игры. 3 командных фола у Мистера Мэджика и у Янкис 2. Не вижу я пока ресурса, за счет которого могут переломить ход встречи студенты. Махнач Пока не вижу. плюс 1 очко в актив
Янкис и борец на подборе. И очень легко забивает Артем с 2 шагов. Пора бросить Лихачкова уже. Все ребята ждут его там под кольцом. И Фол на Махначе. 4 фола уже у команды Мистер Мэджик. 16-5 счет. Давай. Сейчас сам Дмитрий попробует наказать своего обидчика. попадает в штрафной бросок. И 16-6. Миш Толкачев пас на периметр. И не получается забить у Махнача. И вот Миш Толкачев добивает. Не идет у Янкис мяч. Костя Сацук и Зато сам подобрал и забивает 17 балл. 17-7. Сергей плюс 1 очко. в активе 17-8. команды. Где-то я это уже видел. Не помните где? Да, но реализация чуть-чуть другая была. И надеюсь, что получится у Ромы сделать такой же хороший момент, как у Гена Захара. Костик, давай забивай. Мистер Мэджик. Костя забивает штрафной, и счет в игре 18-8 в пользу мистера Мэджика. Осталось забить Забивай, Миша, молодец. Отлично, И есть. 9-18. Ну что будет делать Артем? Пас. И остается забить 2 очка для конца этой игры. Все, что нам нужно, 2 очка за оставшиеся минут 40. Не идет сегодня. Во второй игре просто у Махнача не идет мяч. И вот хоть ты тресни, что он не делает. Фиксирует судья фол, и это 5-й командный фол для мистера Мэджика. Счет 19-9 в пользу мистера Мэджика. Минута 28 до конца игры. Напомню, что после этого матча вас ждет небольшой перерыв. Игры проводиться не будут. Буквально 50 минут. Готовится минут, да, я думаю, 40-50 спортсменам к итоговым играм. Эйрбол, и Сергей врывается в зону и забивает после паса Махнача. Рома не решается закончить эту игру. Артем. И не получается у ребят. И тянут до конца. Вот эти 2 очка, которые уже всю игру ждет Махнач. 19-12. 7 очков разницы. 47 секунд до конца игры. Близки мы к завершению этого матча. Костя Сацук заканчивает этот матч на 35-й секунде до конца. Ну что ж, дамы и господа, 21-12. Мистер Мэджик одерживает победу над командой Янкерс GRSU. И мы этим матчем заканчиваем групповой этап первого мужского чемпионата по баскетболу 3 на 3. Мы увидимся с вами после небольшого перерыва, во время которого команды подготовятся. И мы подготовимся к тому, чтобы начать первые четвертьфиналы. 4 четвертьфинала, 2 полуфинала, матч за 3 место, финал и, конечно же, церемония награждения победителей. Сделайте перерыв на обед, немножко отдохните. Мы увидимся очень скоро вновь здесь в эфире. Ну а пока перерыв и нарезка с интересными, опасными моментами для вас, чтобы вам не было скучно, пока мы немного передохнем. Увидимся в эфире уже очень скоро. Это первый чемпионат Беларуси среди мужских команд по баскетболу 3 на 3.
водичка оставлена, вот бананы ребята из Мистер Мэджик едят. Но так как на улице начался проливной дождь, я правильно понимаю, Лесик, ты не ходил? Друзья, поэтому я говорю, что сейчас вы должны покинуть Палова-арена, но ввиду того, что вы дождь, скажем так, что давайте мы здесь 12 минут послушаем хорошую музыку, наберемся эмоций, наберемся терпения, и мы начнем игры плей-офф финала первого чемпионата Республики Беларусь по баскетболу 3 на 3. Но я открою еще маленькую тайну. Я на самом деле хочу пойти и взять еще парочку призов для того, чтобы разыграть между нами всеми. Да, дружок, подожди, если ты сильно хочешь, да, я вижу, ты на меня смотришь. Ну, действительно, я уже много раздал, я пойду сейчас еще возьму призы. Поэтому я попрошу диджея включить музыку, и я буквально минуты через 7 вернусь. А мы приведем немножко в порядок все наше пространство. Спасибо за понимание.
Друзья, вы не обращайте внимания, просто сейчас мы ждем еще болельщиков, там при входе очень сильный дождь, и они не могут никак дойти. Поэтому я вас очень прошу, наберитесь чуточку терпения, еще чуть-чуть терпения, и мы начнем продолжать, или продолжим заканчивать, ну что-то такое. Поэтому еще буквально капельку терпения, я вас очень прошу. Сейчас мы все продолжим. Сай, это тебе вызов. Что-то я не понимаю интро пока. Че, ребята, завидуете, да? Завидуете, да? Красава, согласись? Вообще, да, это значит нормально или нет? Это круто, да? Так, нормально. Друзья, давайте мы постепенно будем подготавливать вас к выходу наших очередных артистов и гостей. Но я, подождите, юноши, вы зря бежите. Может быть, я воспользуюсь вашими... вы занять позицию, я понимаю. Друзья, вы видели? Лесик очень классно танцует. Я думаю, что, конечно, мне уже поздно. Я бы очень... Вот, чего хочет батл, я хотел немножко другое сделать. Ну иди сюда, давай, иди сюда, я тебя попробую. Друзья, поддержите! Привет. Представься, потому что ты уже более чаще здесь появляешься, чем я. Женя, ты у нас, ну, скажем, еще здесь официально появишься, правильно? Отлично, Жень, у меня есть для тебя просьба. Давай попробуем. Возьмем кого-то, кто не очень хорошо. Ты будешь танцевать? Ты же хочешь бросать. Ну что ты тянешь руку? Ну ты что, прекрати. Жень, скажи, ты... хорошо, давай проверим. Ты не случайно, ты просто, может, украл одежду? Ты можешь сделать боковое сальто? Ты делал вчера или нет? Кто? Иди сюда, давай, идите сюда. Друзья, поддержите меня, это и полная импровизация. Я не знаю, что мы...
Докажи. Ой, чё, короче, будете танцевать. Сделайте что-то, каждый из вас сделайте что-то такое, чтобы я поверил, что вы не случайные люди на этом корте. Давайте по одному какому-то решению. Возвращаемся в эфир. Сейчас у нас шоу-программа, специальное развлечение для наших гостей и болельщиков, после чего мы с вами увидим первые четвертьфинальные матчи. Те, кто смотрит трансляцию, видели, наверное, что до того, как мы начали шоу-программу, висела турнирная таблица. В любом случае, я чуть позже ее озвучу, но сейчас давайте посмотрим, что же подготовили организаторы праздника для всех гостей и болельщиков. Смотрим шоу. Чтобы я понял, что вы здесь не просто так. Сай, а ну помешай этим слабакам здесь заниматься своими глупостями. Чего-то там. Так, Лесик, учись. По одному элементу. Поехали. Твоя в очередь. Так. Есть. Есть. Еще двое. Ну так, знаешь, так, на чуть-чуть. Вот это уже лучше. Хорошо. А ну-ка, я тебя... Или нет? Вот это хорошо. А ну-ка ты. Давай, давай. Сачкует, да? Сачкует немножко. Чуть-чуть, да? Ну пойдем. Засчитываем? Это нормально? Я просто не очень разбираюсь. Я знаю амплитуду, там еще чего-то, 2 сальта. А это, наверное, Ну тут я признаю. И тут признаю. Да, понятно, вы профи. Лесик, ответь этим слабакам чем-то. Сай, дай что-то для Лесика веселое. А вы жюри Лесика. Говорят, он тоже умеет танцевать. Лес. Так, ну я думаю, вы поддержите, да? Поехали! Еще, Лесик! Слушай, красава, конечно! Так, Сай, остановись, пожалуйста. Конечно, друзья, это очень круто, когда мы все можем вот так вот на ровном месте организовать шоу, да? А теперь у меня вопрос. Я знаю, что белорусы все рождаются оперными певцами. Это я точно знаю. А вот теперь вопрос. Наверное, сейчас некрасивая будет шутка. А есть хорошие танцоры среди тех, кто пришел просто к нам на трибуны? Хороший танцор есть? Чего? Ром, ты? Да ладно! А, ты просто идешь. Так ты идешь или нет? Нет? Паша, кто умеет танцевать? Нет, понятно. Папа с 2 детьми, понятно, что плохой танцор, это я знаю. Нет, никто? Чего? Что-то, ты хочешь этот боковое сальто сделать? А ну попробуй, только не сломай. Ну ладно. Так, Лесик, нам срочно нужен танцор, его нет. Хорошо, пусть будет. Кто? Я уже сказал, в Беларуси рождаются дети с оперными голосами. Есть здесь кто-то, у кого классный голос? Я серьезно говорю. Может, у нашей группы поддержки есть. Ребят, у кого голос здесь классный? Ну, серьезно. Ты? А тебе нельзя говорить по регламенту, извини. Есть человек с голосом, но в самом деле.
Сейчас мы определимся, если у него вообще... Не, серьезно, друзья, есть у кого девчонка? Кто-то поет? Я серьезно. Нет? Кто? Скажи. Какой? Нет, серьезно. А, вы хотите его загнать, да? Я понял вас. Ты думаешь? Не, Лес, он не умеет. Или ты поешь? Серьезно? Ты поешь? А, нет. Сейчас, буквально минуточку. Да ладно. Серьез, что? Серьезно? Вы поете? Так.
Что это? Что это такое? Подожди, Лесик, Лесик. Это все по регламенту? А что происходит? Она может петь? Серьезно? Ну вот, Шакиру, ты потянешь? Да ладно, хорошо. Так, я не знаю, что там придумал Лесик, но мы не против, да? Давай, давай. Повторяй. А шутка о том, что она неплохо двигается, она пройдет или нет? Так, Лесик, давай мы твои танцевальные эксерсисы остановим. Тебе скажем спасибо, ты красава, молодец. Можно аплодисменты нашему волонтеру? Точнее, всем нашим волонтерам, которые работают для вас все эти дни. Спасибо вам большое, без вас бы у нас ничего не получилось. Лесик, дай мне 5. Ты, конечно, плохой танцор, но хороший лисенок. Друзья, если можно, я скажу, открою небольшой секрет. Я впервые в Беларуси. Ну, не то чтобы мне стыдно, но я жалею, что я здесь не побывал раньше. Белорусский язык очень похож на некоторые языки, которые я знаю. Я их знаю там 5 или 6, это не важно. Но некоторые из них я знаю. Если можно, поднимите руки, кто не из Беларуси. Кто здесь не из Беларуси? Вы не из Беларуси, да? Вот можно я к вам подойду? Можно я к вам подойду, да? Вы не против? Вот мы обычно, когда приезжаем в чужую для нас страну, мы... Да, хорошо, сейчас я с каждым из вас поговорю. Мы говорим, хотим узнать, какие обычаи и особенности той или иной страны. Вот знаете ли вы, как по-белорусски, а еще лучше вы просто прочитайте, как будет гость интересуется обычаями. Вот сейчас мы на доске выведем, как это будет написано. Давайте посмотрим. Вот можете ли вы прочитать, что здесь написано? Практически идеально. Еще чуть-чуть, и вы настоящий житель Могилева. Красавец. Давайте дальше. Гость цікавится звичаями. Не звичаями, а звичаями. Ну, это ничего страшного. Я даже фамилии игроков путаю, поэтому это вообще не стыдно. Теперь с вами, если можно. Давайте следующую формулировку. Вот что здесь написано? Как вы считаете, на свой взгляд? Как вы прочитаете? Пожалуйста. Давайте вы у нас уже коренной практически могилевец. Наверное, я сам пригожу, не жартуют. Жартуют. Вот, видите? И давайте третью нашу формулировку, чтобы вы уже бесплатный урок белорусского языка получили. Давайте теперь вместе попробуем. Поки
Да, если правильно, кольки коштує гостиниц, сколько стоит подарок или кто поможет нам с белорусским? Что здесь написано? Да? Сколько стоит подарок? О, еще чуть-чуть и нам пора будет паспорт получать. Белорусский. Ничего страшного, спасибо вам большое. Я знаю, что вы хотели. А, у вас жена белорусская. А, ну о чем вообще разговаривать? Похоже. Ваша дочка от жены белоруски говорит на русском и на белорусском. А вы зачем тогда? А, вы переводчик, я понял вас. Вообще супер. Это хорошо, когда вот действительно я впервые в Беларуси, мне нравится все, кроме одного. Здесь поймать машину ночью на улице практически невозможно. Нужно только вызывать службу такси. Понимаете? О, хорошо, что вы знаете эти все пароли, все слова. Яндекс Такси, да? Нет, а я вот просто стою и машу рукой, а мне никто не останавливается. Так, стоять. А ну-ка еще раз, вот скажите, что вы сейчас сказали. Моя бабушка еще опять. Вот, очень хорошо, что вы выучили. Теперь я тоже буду знать, чья бабушка права, да? Друзья, вы видите, что мне с моей фамилией всегда говорят, что куда я не приезжаю, всегда я зову за собой какие-то стихийные, легкие такие потрясения. Ну, бывает и такое, что поделать. И в этот раз два безумно жарких белорусских дня, минских белорусских дня были, не омрачены, а сопровождались безграничной жарой. Это, наверное, очень круто. Морской курорт Минск, он всегда должен быть с хорошим солнышком. А давайте мы немножко с вами вспомним, что же такое баскетбол 3х3. Напомню, что все дни соревнований по баскетболу 3х3 во времена вторых европейских игр будут сопровождаться особой билетной программой. Эта билетная программа будет состоять из двух частей. Первая часть – это до плей-офф, если я могу именно так назвать эту программу. И вторая часть – это финальные соревнования. Ну, что поделать, реклама, мерчендайзинг, маркетинг, он диктует свои условия. Мы их, естественно, принимаем, эти условия. Тем не менее, для тех, кто придет на вторую билетную программу, а мы уже договорились, что это мы все с вами вместе, они наверняка захотят узнать, что же такое баскетбол 3х3. История этого нового олимпийского вида спорта. И давайте мы все вместе, кто пришел впервые, а я видел, вот девушка со своим молодым человеком пришли и сели к нам впервые. Я очень бы хотел, чтобы мы все вместе еще раз посмотрели этот прекрасный ролик про историю молодого олимпийского вида спорта. Давайте внимание на экран. Уважаемые любители баскетбола, небольшая у нас задержка. Готовим площадку для того, чтобы максимально комфортно могли чувствовать себя игроки. Готовы мы к четвертьфиналам. Дайте нам немного времени. И мы вновь покажем баскетбол 3х3. Как только закончится подготовка площадки, сделаем небольшое пресс-шоу и приступим к четвертьфиналам.
Так, друзья, я попросил бы ко мне, у меня возникла одна, в моем воспаленном баскетбольно-тренировочном сознании возникла одна очень классная идея. Я бы очень просил сюда ко мне подойти всех представителей нашей группы поддержки. Если можно, вот сюда, вот на эту трибуну, у меня есть одна классная баскетбольная идея. Ну дайте, пожалуйста, мне возможность воплотить свои фантазии. Можно, девчонки, идите сюда. Ребят, идите сюда, пожалуйста, ко мне, буквально. Диджей, дай на 30 секунд музыку. Так, друзья, этот профессиональный непрофессионал по имени Лисенок Лесик, конечно, красава, Лесик. Но я думаю, что нужно... Чего ты меня хлопаешь? Нет, ты красава, я не очень, я тренируюсь. Вообще люблю тренироваться. Это не всегда приносит плоды, но точно это делается все не зря. И я точно знаю, что здесь у нас есть люди, которые точно и по праву могут считаться профессионалами. Я не просто так оттягивал время, потому что я хотел проверить, насколько артисты умеют ждать. Они умеют. Друзья, можно аплодисменты? У нас наши любимые айс программа Корни. Можно аплодисменты, ребят? Готовы мы к пресс-шоу. Ждем начала очередного матча, но для начала давайте немножко взбодримся и посмотрим, что же приготовили организаторы для всех гостей сегодняшнего турнира.
Друзья, хлопаем, если можно! Вот эти связки, о которых я говорил. Это нижний брейк пошел. Отлично! Точное попадание в цель, да? Стойка на руках. Бедуинское колесо. Отлично! Лесик, ты на экране, ты знаешь? Друзья, можно ваши аплодисменты? Это были Ice Действительно Girls, классные ваши- группа поддержки, которая сегодня поддерживает спортсменов и добавляет огня нашему мероприятию. Стойте, не уходите, подождите. Время познакомить вас с теми, кого мы увидим в первом четвертьфинале. Flying Goal. Так, у меня есть для вас еще такая просьба, точнее не просьба, а задание. Вот очень вот для вас всех, да? Конечно. Давай, смотрю, что правильно делал. Я знаю, кого вам не хватает. Я знаю, кого вам не хватает. Несколько памятных фотографий об этом событии сегодняшнем. Напомню, что мы ведем прямую трансляцию с чемпионата Беларуси. Первого чемпионата нашей страны по баскетболу 3 на 3 среди мужских команд. Вчера были девушки. Выиграли представительницы города Гродно. Но все-таки Африка во мне есть. И мне всегда говорят, Саня, ну, конечно, вот когда ты по тексту, ты всегда крутой, да? А говорят, а что делать, если нет текста? Что делать? Фристайл. О, красивое слово. Мне нравится слово фристайл. Его сказал не я, ты сам. Ты знаешь, что за это говорят, не платят. Небольшая техническая задержка была связана с тем, что мы готовили покрытие финальной части турнира. Можно у вас, вот вы, юноша, отойдите вправо. Стой, стой, стой. Ждут болельщики, когда же мы уже сможем начать сам турнир. Продам вам, Лесик, я тебя пробовал. Все, я тебя пробовал. Отлично. Значит, Саня, задача. Мы сейчас устроим легкий батл фристайл среди наших танцоров. Они говорят, что они готовы к любым изменениям в программе, да? Отлично. Давайте мы вас назовем так. Вы, команда
Отлично. Давайте мы начнем легкий фристайл, легкий баттл, а наши болельщики определят, кто из вас победитель. Предлагаю, кто начинает, рыжий или лисята? Сань, начинают рыжие. Дай для них любую композицию на твой манер, любую. Ну, поехали. Отвечаем. Что-то как-то однообразно, да? Это значит вы слабаки. Я понял этот намек. Пошел синхрон. От рыжих. Прогиб. Сейчас ребята ответят. Нет, 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 рано. Синхрон. Поехали, лисята. Сай, готовься менять. После этого раунда меняй. Вот это выдержка, да? Сай, давай меняем музыку. Лисята, лисята, вы. Лисята. Давайте, ваш выход. Со мной так нельзя делать. Это Панджаби МС, кто помнит. Червячок Лесик. Так, кто сейчас? Рыжики? А нет, мальчики. Только по моей команде. Давай, давай, девчонки, отвечайте. Сай, а теперь, я думаю, стоит немножко усложнить программу. А вот давайте посмотрим, как вы вывернетесь после этого трека. Включай, Сай. Подождите, сейчас для вас задание. А вы готовы?
'cause I'm happy. Так, Сай, остановись, пожалуйста, остановись. Это важно. Так, друзья, конечно, во-первых, можно аплодисменты всем, кто сейчас вытворял это классное безумие. Не уходите. Слышишь, Андрей Русак? Андрюх, ты там вытанцовывал, да? Не, а ну-ка спустись ко мне. Давай, Андрей Русак, иди сюда, я серьезно. Друзья, встречайте, игрок команды Mr. Magic, Андрей Русак. Для тех, кто знает или не знает, он умеет танцевать, но немножко в другом виде. Кто знает... Так, я попрошу, лисята, сделайте 4 шага назад. Андрюх, привет. Ты знаешь, что ты всегда мой партнер по всяким безобразиям. Но ты знаешь, что я сейчас тебя попрошу сделать, да? Друзья, для тех, кто не знает, Андрей Русак очень крутой. Все знают, да, Андрюх? Он очень крутой. Сделайте еще шажок назад. Андрюх, я очень тебя прошу, давай покажем, что баскетбол 3 на 3 это не просто броски издали. Мы можем даже использовать кого-то из наших танцоров в качестве реквизита. Придумывай, покомандуй нами. А может с руки, давай для начала с руки. С руки. Давай попробуем. Иди, он по команде. Друзья, Андрей Русак, я всегда, когда мы видимся на различных турнирах, я очень прошу его, чтобы он немножко оживил и показал, что прыгать это очень просто. Но это так звучит во всяком случае. Это очень просто и выглядит просто. Смотри, Андрюха, аккуратно, тебе еще играть, мы в тебя верим. Отлично! Скажу вам честно, что для Андрея это очень просто. Да, так называемый данк с руки ерунда. Давай немножко усложним. Слушай, мы можем не попасть. Давай возьмем кого-то, кто может это сделать лучше. Да. Веробей, Ромочка, иди сюда. Ром, давай иди сюда, давай. Давай, Ром, ну прибавь. Пока он идет, давай еще что-то. Ты можешь меня по старой памяти перепрыгнуть? Нет, просто отойти, да? Мельницу, да? Или что? Давай, пока идет Рома. Сейчас. Все будет нормально. Я знаю, что он может это делать с закрытыми ушами. Ну или так, конечно. Здесь важно рассчитать отскок, потому что покрытие специфическое, да? Ромочка, иди сюда, где ты есть? Я просто не хотел отдать плохой пас. Старый партнер Андрюхи, Рома Веробей, игрок команды Mr. Magic. Сейчас они еще что-то придумают, да? Поехали. Рома, если ты не знаешь, здесь щит. Попробуй выше, да, здесь щит, он мешает. А, он прозрачный, я понял, да, тогда ладно. Давай. Вот это реально было очень круто. Это называется оттяжка, да, когда мяч оттягивают и засаживают сверху. Это, тем более, обратите внимание, мастера делают с первого раза. Все 3 раза Андрюха сделал с первого раза, это очень круто. Это действительно показатель мастерства. Отлично. Это называется с отскоком от щита спиной к кольцу. Немножко координации, прыжочек, сейчас еще... вот это я знаю, я всегда помню этот момент. Так, друзья, сделайте в сторону столика. Сейчас я сделаю одно указание тебе. Ты понимаешь, что это один шанс из 1000, что ты сейчас это сделаешь.
Андрюх, ну смотри, я не против, я только по сложности практически это трюк Дэвида Копперфильда, потому что все должно быть воедино. Ромочка, давай. Не-не-не, очень... Друзья, действительно, это фантастически сложный эпизод. Я видел, как Андрюха это делает, но сразу говорю. Ай! Давай еще раз, Блинский. Да ладно, давай последний, хорошо, стой. Друзья, давайте поддержим, это действительно высший пилотаж. Это очень круто. Повторяюсь, это высший пилотаж. Пока я говорил, это была сложная попытка. Давай еще раз. Я даже не знаю, что круче, да? Ром, ты бы так в игре бросал. Я не знаю, Андрюх, еще есть парочка минут. Что-то сделаем, да? Он сверху? Да ты что, с ума сошел? Подожди, а помнишь мы в Смоленске на Росэнергоатоме? Ты с руки у меня валил или это был ты? Ну давай, я просто вспомнил, как мы начали вот эту вот всю импровизацию. Давай еще раз. О, вот это хорошо! Мяч был уже внизу, ниже кольца. Оттяжечка и туда. Чего вы еще придумаете? Скажите мне. Так, желательно бы мельницу увидеть, да? Есть! Это называется мельница, да? Когда прокручивает игрок мяч по амплитуде. Чего, еще что-то? Сам без помощи, давай. Сложно. Очень, да, я понимаю. Это очень координационно сложный элемент. Надо прогнуться и с обратной стороны кольца попробовать выловить этот мяч. Ай, зараза какая, да? Давай еще один раз это попробуй. Друзья, давайте поддержим, это сложный данк. Это очень сложный данк по исполнению. Я вам точно говорю. Нет. Слушай, а ты как-то из-под ноги валил или мне приснилось? Приснилось или валил? Ну это вообще страшно. Друзья, значит, сейчас я попросил, опять же, мое больное воображение просит, чтобы Рома Веробей сделал один из сложнейших данков вообще в баскетболе. Я даже не хочу говорить, получится или нет. Просто сама попытка, она будет заслуживать шквала аплодисментов. Ромка, давай. Да ладно. Вы видели это, да? Давай еще раз, Ром, аккуратно только, я тебя очень прошу. Не, сложно, Ром, давай оставим это на потом, это сложно. Давай последний раз оттуда и по одному данку, чтобы мы ушли с корта с забитым мячом. Давай последний раз отсюда, смотри аккуратно. Андрюха, это очень сложные вещи, я вообще переживаю, когда делают такие попытки. Давай. Давай, я верю. Еще раз. Точно последний. Ладно, давай, Ромка. А брось оттуда. Ну зачем так далеко? Оттуда навесь ему.
Не, с пасами у тебя похуже, чем с данкой. Давайте по разу забейте сверху, чтобы мы наше кольцо закрыли точными бросками. По разу простенько забейте на свое усмотрение. Тоже с пасами не очень. Вот это уровень! Да? Рассчитать пас, конечно, вот это очень круто. Ну что, твой ответ? И мы... да, давай последний, уже решай сам все, что... Главное забить. Вот это очень сложный момент был. Отлично! Супер амплитуда, супер оттяжка, супер данк. Друзья, можно бурю аплодисментов? Андрюха Русак и Рома Веробей. Ваши аплодисменты. Действительно, выйти, не готовясь, сделать все для вашего удовольствия, это очень круто. Прошу вас, мячик. А наши танцоры ушли, мы им еще хотели кучу... Только что увидели импровизированное шоу в исполнении игроков команды Mr. Magic. Друзья, я очень Посмотрим, прошу получится вас ли им воплотить всех, что-то похожее из давайте этих мы еще финтов раз во время своих матчей, потому что очень скоро ролик они по примут участие в правилам четвертьфинале. баскетбола. Почему Ну и, я друзья, очень считанные хочу, чтобы минуты отделяют нас от момента, лишнее когда мы и увидим несложно первый лишний четвертьфинал, в раз котором говорить, что значит команда вот этот Росэнергатом жест, сыграет с или командой вот это, Юго-Восток. и несложно. Но я очень хочу, Готовьтесь к чтобы включению. это время, которое мы тратим Скоро приступаем. с пользой, оно пошло еще вам на будущее. Я предлагаю посмотреть ролик про правила баскетбола 3 на 3 еще раз. Друзья, я очень уверен, что эти правила мы запомним раз и навсегда. В последнее время я вижу, что баскетбол 3 на 3 в Беларуси, всегда есть откуда начинать. И я вижу, что в последнее время активность этого вида спорта в Беларуси на весьма неплохом уровне. Я вам скажу, что неоднократно говорил, что Олимпиада по баскетболу 3 на 3 будет впервые представлена в тысячелетней истории олимпийского движения в Токио. Но я вам скажу честно, что когда я ехал сюда, то вторые европейские игры в Минске для меня были своей маленькой Олимпиадой. Я не скрывал, что я не из Беларуси, более того, я, наверное, даже не из России, и для меня приезд сюда очень большая честь, и это своего рода моя маленькая победа. Если можно, давайте мы еще раз посмотрим ролик, который посвященный тому всему спортивному празднику, ради которого, я уверен, много дней до 30 июня будет жить не только Минск, но и вся Беларусь. Прошу внимания на экран.
Друзья, давайте еще последнее приготовление у нас команд. И я все-таки решил, что я не буду до конца со всеми торговаться. У меня есть классный приз. Ну как у меня? У нас есть классный приз. Майка. О, не-не-не, дружок, у тебя немножко другая. Майка сборная Беларуси по баскетболу. Она большая, но это не самое главное. А я уверен, что она кому-то пригодится. Я ее отдам тому, кто первым забросит от желтой вот этой линии. Кто хочет получить эту майку, идите сюда, я не буду вас останавливать. Идите все ко мне, кто хочет забрать эту майку. Здрасте. А вы точно к нам? Вы к нам? За майкой? А есть кому? Себе? А вы умеете играть? Нет? Но майка нравится. Мне стыдно говорить, но она вам будет велика. Понял, подрастете. Отлично. Друзья, вы что делаете? Вы куда? Ладно, нет, на самом деле не очень просто. Майка сборной Беларуси, я уверен, что это очень ценно. Во всяком случае, я знаю, сколько она стоит в магазине, да? Я знаю, что классные вещи оригинальные, они стоят приличных денег. Давайте сделаем так. Давай один мяч, друг. И второй. Возьми, Лес. Возьмите. Я попрошу наших дорогих волонтеров, можно вас просить встать вот здесь, поподавать мячи. Только будьте любезны, не сбейте нашу камеру. Раз. Я вас очень прошу. Но... Ну, повернись. Повернись. Я думаю, ты можешь. Это не важно, с кем ты. Майку ты-то себе хочешь урвать, правильно? Это самое главное. Итак, значит, одно условие. Бросаете от желтой линии. Забьете, майка ваша. Минута рекламы вас и вашей славы ваша. Но, если не забьете, вот мне понравилась форма, как выглядит эта девушка, вы вот здесь вот станете и 5 раз присядете. Да, знаете, как в тренажерке приседаем? Не как в детстве там, а спокойно вот так вот. Договорились. Друзья, вы мне проассистируете, а я посмотрю на это безобразие, да? Лесик, а ты им мешаешь жить. Поехали! И все? Леди? Да ладно. Вот! Ай-яй-яй, чуть-чуть. А приседать, мужчина? А приседать? А приседать, ау! Конечно. Приседайте, приседайте, вы как хотели. Приседаем, приседаем, друзья. Приседаем. Все, девушка, вы сдались, да? Все закончилось, да? Вы уверены, что вы все пришли по адресу? Приседайте, все, кто промазал. Вот! Было очень близко, действительно, из-под кольца было похоже. Приседайте, юноша! Почему я повторяю по 100 раз?
Вот он. Ай, нет. Блинский. Ну, приз того стоит, друзья. Ну, ай, чуть-чуть сильнее. Приз очень ценный, во всяком случае, мне так кажется. Обладатель аккредитации, 5 раз присядьте. Тоже неплохо. Приседаем, приседаем. Отлично. Давайте еще бросков 15. Присядьте и еще раз бросьте, я не против. Мне просто кажется, что вы хотите, чтобы на вас обратили внимание. Девушка, приседайте 5 раз, пожалуйста. Вот, вот. Ай-яй-яй. Давай, давай, красава. Так, это у нас кто? Кружанская, ты тоже хочешь, нет? Нет. Итак, как только мы закончим разыгрывать футболку национальной нашей сборной по баскетболу, условия очень простые. Видите, все эти люди, которые на ваших экранах, они должны добросить. Почему добросить? Забросить даже в кольцо баскетбольный мяч. И мы дадим им футболку национальной сборной и увидим команды, которые начнут игру. Запланировано ровно на 15:45. Приносим свои извинения нашим зрителям за задержку. Нужно было достойно подготовить площадку, потому как от нее тоже много зависит. Мне очень бы не хотелось, чтобы в финальной части нашего чемпионата кто-то получил бы травму или каким-то образом плохое состояние площадки сказалось бы на результатах. Вот они попытки. Ну что, Сабира, парень или девушка все-таки выиграет майку? Кто добросит? Девушка, конечно. Да, ты уже посмотрел опытным взглядом, нашла кого-то из коллег по сборной, да? Напомню, друзья, сегодня вместе с вами смотрим и комментируем финал по баскетболу 3 на 3. Комментатор Павел Быков и моя коллега, девушка, которая играет за нашу сборную, профессиональный спортсмен Сабира Агаева. Давайте, ребятушки, забирайте уже футболку, освобождайте нашего ведущего от микрофона, и мы приступим к баскетболу. Собственно, тому, ради чего мы сегодня все здесь и собрались. Мне кажется, если так долго будет тянуться, кто-то из баскетболистов, кто уже хочет начать матч, выйдет, забросит, заберет себе майку и скажет: все, давайте начинать баскетбол. Ну, почти. Ну, уже все силы потратили для своего броска, наверное. Дождемся уже наконец-то этого победителя. А там мы ждем. Вот сейчас девочка будет пробовать. Она. Сейчас вот я вижу, ей дают передачу. Она, Катя Лужацкая, вчера играла в юниорской сборной до 18 лет. Вот почему ты, Надежда, как я и знал, слушай. Верим. Вот, за ней последний бросок. Смотрим, как она его реализует. Почти. Все надеялись, да, но она была очень близка. Итак, футболка белорусской сборной по баскетболу остается господину ведущему.
Итак, команды готовы к выходу на паркет. Прошу прощения, на корт наш баскетбольный, на половая арена. В первом матче четвертьфинала мы увидим игру команды Росэнергоатом и команды Юго-Восток. Очень приятно, что на нашу арену приходят зрители, болельщики, которые болеют за свою команду и верят в нее. У нас много представителей, и мы начинаем. Команда Росэнергоатом. Номер 21 Юрий Игнатьев. Номер 7 Геннадий Захар. Номер 4 Вацлав Бугаев. И номер 88 Александр Харкевич. И их соперники — команда Юго-Восток из Гомеля. Номер 15 на ваших экранах Егор Дудов. Евгений Рыбкин следующий. Девятка Тимофей Веревкин. И еще один 10-й номер Копачев Александр. Наши рефери. На ваших экранах составы команд с игроками и их имя с фамилиями. 2 минуты у нас небольшой разогрев игроков, прежде чем они приступят к четвертьфиналу. Был небольшой перерыв, было время остыть, поэтому сейчас они должны немножко разогреться. Мы готовили площадку скрупулезно. Спасибо организаторам за то, что так серьезно к этому отнеслись. По-другому быть и не может. Ну и извиняемся перед нашими зрителями, потому что, я думаю, многие уже хотели бы видеть сейчас полуфинальной стадии, но нужно было привести корт в порядок, чтобы никто из игроков не травмировался по вине неподготовленности площадки. Мы готовы. Мой любимый ракурс сейчас на ваших экранах. Камера, которая расположена специально за щитом. На некоторых повторах очень эффектно видно, как попадает туда мяч. Должны напомнить, что команда Росэнергоатом не имеет ни одного поражения в своем пуле. И команда также Гомель Юго-Восток также не имеет никаких поражений. Ну что ж, 2 непобежденные команды прямо сейчас здесь на корте. Одна из них, к огромному нашему сожалению, сегодня будет повержена и уступит путь своим оппонентам в первый полуфинал. Итак, звучит свисток рефери, и начинается жеребьевка. Команда Юго-Востока выбирает мяч и начинает первыми владение мяча на корте. Был на ваших экранах Тимофей Веревкин, главный шутер команды из города Гомеля. Отличный поставленный бросок у него, причем работает абсолютно на все дистанции. Отлично работает и под щитом, и не говоря уже, вы уже не раз видели, те, кто следит за нашей трансляцией с самого начала, как он бросает из-за дуги. Вот он, девятка. Итак, вот такой ракурс мы выбираем. И 10 минут, чтобы выявить сильнейшего. Встречи Росэнергоатом и Юго-Восток. Поехали. Вот в зоне я вижу уже плотный контакт Юры Игнатьева и Егора Дудова. Сейчас могут свистнуть 3 секунды, ее не свистят. Юра Игнатьев с мячом. Свистят первый фол для команды Юго-Восток. Виден плотный контакт в защите, и Гена Захар открывает первые очки для своей команды. Тимофей Веревкин сейчас против Александра Харкевича. Делает 2 шага и мимо мажет Саша Харкевич на подборе. Дает пас Гене Захару трехочковый. И Гена, уверенный в свой бросок, забивает 2 очка плюс для Росэнергоатома. 3-0. Аут. Аут для команды Юго-Восток и владение у Росэнергоатома.
Гена Захаров. Вацлав Бугаев. Очень хороший проход. Браво. Это легкое очко для команды. Отработал Вацлав в защите и при этом не остался мяч. И сам же выскочил из аута и создал ситуацию хорошую для своей команды. Гена Захар плюс 2 очка для Росэнергоатома. И включается Тимофей Веревкин и переносит 2 очка команде Юго-Восток. Вацлав Бугаев на подборе. И легкое очко для Гена Захара. И он приносит свой актив команды плюс очко. Егор Дудов показывает, признает свой фол Вацлав Бугаев. И это первый командный фол для Росэнергоатома. 5 очков уже разделяют команду, несмотря на то, что сыграно только 1,5 минуты. Росэнергоатом впереди 7-2. Очень плотно давит Вацлав в защите и очень активно работает, тем самым сохраняя мяч для команды Гомеля, но остается на атаку всего лишь 6 секунд у команды. И бросок из-за дуги. Как мы говорили, что Юра Игнатьев чистит весь щит, и вот как он активно работает. И вот энд-1 Юра Игнатьев. 1+1 штрафной бросок. Мажет Юра Игнатьев, но Гена Захар отбивается на подборе и сам энд-1 Гена Захар. Да, однако лихо начинает Росэнергоатом, и уже по прошествии меньше чем 2 минут, практически половина результата уже сделана, счет 9-2. Мяч считаем, говорит рефери, и играем дальше. 8:15 играть еще, и напомню, что счет 10-2 в пользу Росэнергоатома. Что-то мне подсказывает, не играть нам еще 8:12, судя по игре. Я думаю, мы закончим раньше. Саша Харкевич на линии трехочкового броска. И неточный пас и перехват команды Юго-Восток. Очень хорошо прессует Юра Игнатьев и в итоге опускает руку. И получается, что Егор Дудов отправляется на линию штрафного броска. 2-3 по фолам. Росэнергоатом 2, Юго-Восток 3. Реализует свой бросок, и, как обычно это бывает, Саша Харкевич хорошо очень выходит в угол. Вацлав отбивает мяч и сохраняет, не сохраняет Гена его, вылетает из рук, и мяч остается у Юго-Востока. Счет 10-4. Меняется Росэнергоатом. Видим хорошее взаимодействие, и мажет Тимофей из-под кольца. Ой, как Юра обыграл и промазал свой же бросок. Только что увидели 2 растранжиренных момента в исполнении одной, а потом и другой команды. Егор Дудов очень плотно там играл в зоне и увидел хороший пас, достаточно для своего сокомандника. И Вацлав Бугаев, вот вам +2. 12-5 в пользу Росэнергоатома. Очень хорошо Саша Харкевич отыграл, и все равно Тимофей смог его обыграть на последнем. Показывают рефери, что не вышли за трехочковую линию, двухочковую, прошу прощения, линию игроки, и мяч не засчитан, остается владение у Юго-Востока. С двойным запасом ведет Энергоатом 12-6. Эйрбол. Мажет Тимофей Веревкин свой бросок. Видно, что очень хорошая опека, и тяжело ему пока что дается это все. Будем смотреть дальше. 6:57 до конца игры. Саша Харкевич показал на бросок, и Юра Игнатьев реализует свои 2 очка. 14-6, и это плюс для Росэнергоатома. Быстрая замена происходит, и Юго-Восток играет. Ждем, когда количество наших зрителей перевалит за 100. Уже 95 человек сейчас вместе с нами в эфире. Ждем. Сбрасывайте друзьям, всем, кто любит баскетбол, отправляйте ссылки на трансляцию в YouTube и на трансляцию в социальной сети ВКонтакте.
группе Федерации баскетбола. Хорошо, Юра очень владеет в зоне мячом и своим телом, но вот чуть-чуть вылетает мяч, и вот все очень хорошо опекают Тимофея, видят, что он может забивать, и вот двойная опека и тяжелые броски. Вот, скажем так, в баскетболе 5 на 5 свистнули бы фол, но это 3 на 3, контакт более жесткий, поэтому никакого фола нет. Удается Росэнергоатому выключить главное орудие главного шутера гомельской команды Тимофея Веревкина. Гена Захар хорошо очень обманывает и зарабатывает бросковый фол. На линии штрафного броска Гена Захар. Сам бросил, сам подобрал и добавил 1 очко в актив команды. Очень хорошо было, и фол свистнули. Спровоцировал Тимофей фол на себе, и это 3-я команда для Росэнергоатома. Очень плотно, вот, если можно заметить, играют они с Тимофеем, и, в принципе, это оправдано. Бросковый фол свистят Саше Харкевичу, и 4-4 по фолам. 15-6 Росэнергоатом впереди. Подбор остается за Росэнергоатомом. 3-й подбор. Ну и, конечно, рано или поздно должно было это случиться. Встретились такие корзины и 2 очка от Юго-Востока. Тяжело с подбором команды Юго-Восток. Женя Рыбкин получает фол в нападении. И это 5-й фол для команды Юго-Востока. И мяч остается во владении Росэнергоатома. 16-9 в пользу команды Росэнергоатом. Практически половина игрового времени позади. 5 минут практически сыграно. Очень хороший был пас и реализация бросков. Вот. Очень хорошая у игроков Росэнергоатома. Они очень уверенно себя чувствуют на корте и на хорошей скорости играют и реализуют свое. Гена, прошу прощения, Юра Игнатьев и Гена перехват. И вот Юра, про которого мы говорили. Бесподобен на подборе. Нет ему равных в этой игре. Свистит фол, рефери попозже, правда, чем это нужно было. Но на линии штрафного броска Женя Рыбкин, и у него есть 2 броска. Удачи, Евгений. Первый мимо, и нужно реализовывать 2-й бросок, для того, чтобы хотя бы чуть-чуть помочь команде выйти. Вот я говорила про этот угол, и вот Саша Харкевич хорошо очень пользуется. Это забегание в угол, чтобы был быстрый бросок и без защитника. 19-10. Сложно придумать, что же может сейчас спасти команду Юго-Восток. Очень плотно, плотно играли, и очень хорошо оторвался Вацлав, и Юра уже видел, что он вбегает в зону, но чуть-чуть поторопился с пасом. Вот Тимофей Веревкин опекает очень близко Саша Харкевич, прямо не дает ему делать переводы, видно это очень хорошо, и борется. Вот такой бросок у Тимофея. Вот. И плюс 1 легкое очко в актив Росэнергоатома. Это было просто для Росэнергоатома.
Вацлав 20-11. просит заслон. И это победное очко для команды Росэнергатом. Поздравляем парней с победой и желаем удачи. Уверенно на одном дыхании смотрелась эта встреча. Я думаю, вы с нами согласитесь. К сожалению, команда Юго-Восток из Гомеля покидает наш турнир, а Росэнергатом становится первым полуфиналистом нашего турнира. Нельзя сказать, что возникли какие-то проблемы. Смотрелись они, конечно, предпочтительнее, чем команда Юго-Восток. Но, опять-таки, мы сами видели, как хорошо поработали над тем, чтобы выключить главного шутера команды. Не было оперативного простора, который так необходим для того, чтобы создавать и забивать. Выключили Тимофея Веревкина, и без него тяжеловато. Тяжеловато пришлось Юго-Востоку. К сожалению, адаптироваться, сместить акцент атаки на другого игрока не удалось. И поэтому на сегодняшний день вот видим, что Росэнергатом 21-11 выходит в полуфинал. Готовимся мы к тому, чтобы представить вторую пару четвертьфиналистов. Напомним, что команды, победившие в своих встречах, выходят в полуфиналы чемпионата Беларуси. Компанию Росэнергатом там составит победитель пары Беларусь-1 Гомель-Водоканал. И именно они сейчас и появятся на корте. Итак, небольшой перерыв. Ice Girls появляется в группе поддержки. Зажигательное шоу подготовили для всех болельщиков и любителей баскетбола 3 на 3. Ну а мы пока с вами посмотрим за нарезки моментов первого четвертьфинала.
экрана группа поддержки Ice Girls. Будем надеяться, что с такой группой поддержки в этом сезоне дела у хоккейного Минского «Динамо» пойдут куда лучше, чем в прошлом. Спасибо, девушки, спасибо, Ice Girls. Ждем вторую пару четвертьфиналистов. Итак, хочу отметить, что сегодня в команде Беларусь-1 находится человек в составе, у которого день рождения, и это Никита Мещеряков. Желаем ему крепкого здоровья и достижения всех поставленных жизненных целей, и пусть он будет счастлив в свой сегодня день рождения. А главное, пускай сегодня победит. Я думаю, что замечательным поводом, я очень постараюсь, чтобы в этот раз вы тоже увидели флеш-интервью от победителей, от того, кто выиграет. Было приятно, если бы это был тот самый именинник. Вдвойне приятно стать чемпионом в такой день. Итак, можно еще отметить, что сегодня отмечается свой день рождения тренер национальной женской сборной по баскетболу Трофимова Наталья Владимировна. Желаем ей крепкого здоровья, улыбок каждый день и хорошего настроения. Наталья Владимировна, пусть у вас будет все хорошо. Опять-таки вам побед. Я думаю, что, как никто другой, девушка, которая сидит возле меня, знает, что эти победы нужны нашей сборной. И, возможно, наверняка она еще в них поучаствует. Ну что ж, друзья, мы готовы. Ждем появления команды «Беларусь-1» и команды «Гомель-Водоканал» на корте. Розыгрыш памятных призов. Нужно отметить, что в этом году также проходит соревнования Евробас для нашей женской национальной сборной по баскетболу 5 на 5. И мы будем за них болеть. Наши девушки будут выступать в Сербии. И держим кулачки, болеем за. И, конечно же, покупаем валидол для нашей сборной Беларуси. Это на случай, если вдруг вы еще не купили, потому что я уже запасы на всякий случай. Вот на ваших экранах наши девушки-баскетболистки, ну уже нет, вот до вот этих двух джентльменов они были, наши юниорки. Небольшой интерактив от нашего ведущего, и мы возвращаемся в эфир для того, чтобы продолжить освещать первый белорусский чемпионат среди мужских команд по баскетболу 3 на 3.
1. Номер 7 Андрей Рогозенко. Номер 5 Сергей Выбищевич. Номер 2 Максим Лютыч. И номер 8 наш именинник сегодняшнего дня Никита Мещеряков. А теперь их соперник. Команда Гомель-Водоканал из города Гомеля. Номер 4 Артем Малявка появляется на корте. 14 Сергей Денисов. Антон Москалев, 11 на ваших экранах. И Кулак Руслан, номер 8. Ну что ж, пускай победит сильнейший. Напоминаем, у Никиты Мещерякова сегодня день рождения. Получится ли Никите преподнести самому себе подарок? И, конечно же, если постараются и смогут ли его партнеры по команде поздравить его таким необычным образом с днем рождения, вручив ему первые в истории нашей страны чемпионские медали по баскетболу 3×3. Увидим. Все покажет время. Перед вами сборная Беларуси и Гомель-Водоканал из города Гомеля. Поздравляет Никиту Федерация баскетбола белорусского и желает ему крепкого здоровья. Короткий разогрев, и ребята возьмутся за дело. У них будет 10 минут, чтобы выявить сильнейшего. Вспоминая, как команды шли по турниру, я все-таки склонен думать и считать фаворитом данной встречи команды Беларуси-1, но видели мы, что не все так просто. Все понимают, что в этот раз в случае проигрыша где-то с кем-то очки уже добрать не получится. Это игра на выбывание. Это плей-офф, второй четвертьфинал. Напомним, что команда Беларусь-1 не имеет ни одного поражения в своем пуле. Команда Гомель-Водоканал имеет одно поражение. Да, они проигрывали, насколько мы помним, команде Мистер Мэджик, которая тоже позже примет участие в четвертом четвертьфинале. Артем Малявка на ваших экранах. Рослый и интересный баскетболист. Сергей Выбищевич. Это тоже игрок нашей национальной сборной Беларусь-1. Кстати, пообщались мы с Сергеем. Я думаю, вы помните, был странный неприятный момент в первом матче, когда отмахнулся от него соперник, и были у Сергея проблемы с носом. Пообщались, пока не совсем понятно, перелом там или нет, но на самом деле сблизи выглядит, ну, видно, что немножко опухает его лицевая часть. Будем надеяться, что, конечно, перелома там нет. Но даже если вдруг, к несчастью, это имеется, то давайте дадим должное мужскому бойцовскому характеру этого человека, который, тем не менее, продолжает биться. Судьи уже готовы. Осталось совсем чуть-чуть до начала нашего матча. Команда уже на корте, и остается только шаг за судьями. Свисток. Так, все готовы, трибуны готовы. Давайте посмотрим. 88 нас человек сейчас смотрит. Но ждем. Я думаю, что до финала дойдем до сотни и, конечно, ее перешагнем. Напомню, что победитель этой пары встретится с Росэнергоатомом в полуфинале. Ну что ж, как сказал Юрий Гагарин, поехали. Андрей Рогозенко. Мимо. Темно играют, говорят судьи, и мы продолжаем игру. В защите играет Сергей Выбищевич, отыгрывается и забирает свой мяч. Смотрит на периметр, обыграл. Соскочил мяч с руки, и вытирает Сергей руку, и мяч уже у Артема, который открывает этот счет. И +1 очко у Гомель-Водоканал. Никита Мещеряков пытается сразу ответку, и не получается. Чуть-чуть у него не хватает. Андрей Рогозенко на перехвате, и Сергей Выбищевич уверенные 2 очка.
прессингуют они Артема, потому что он один из сильных игроков в команде Гомель-Водоканала. И Сергей Мещеряков, прошу прощения, Сергей Вабищевич, второй трехочковый, и пополняет актив команды до 4 очков. 4-1 в пользу Беларуси, 1. Андрей Рогозенко. Третья трёха подряд для команды Беларусь, 1. Счет 6-1. По фолам пока мы фолов не наблюдали в этой игре. 1,5 минуты сыграно. Отыгрывает Андрей Рогозенко и почти перехватывает свой мяч, но он вылетает в аут, и поэтому мяч остается во владении у Гомель-Водоканал. Артем выполняет очень тяжелый бросок на последних секундах и мажет мимо. Сергей Вабищевич плюс 1 очко в актив команды Беларусь-1. И Артем уже под кольцом пытается обыграть Никиту. Вот он приносит плюс 1 очко для своей команды. И сразу же в защите очень быстрый пас. И Максим Лютыч. Никита Мещеряков. Никита Мещеряков. Пытался Уходит сохранить мяч. в аут, да, Не получилось но он у очень Сергея. пытался. Счет 7-2. Ух. Очень легко получается сейчас забрать мяч и забить 1 очко. 8-2 в пользу Беларусь-1. Очень плотно играют ребята в защите, и нет шанса у Артема уже сделать какое-то движение. Навис над ним защитник, не давал ему никак распорядиться мячом. Ну и, как видим, 12 секунд истекают очень быстро. Намного быстрее, чем 24 в классическом баскетболе. И приводит это к тому, что вынужден был сделать бросок Артем Малявка. Плюс 2 очка для команды Беларусь-1. Андрей Рогозенко. Десять 2. Беларусь-1 ведет. Первый командный фол для команды Беларусь-1. Получает в посте Артем против маленького игрока. И очевидный фол. И отправляется Артем на линию штрафного броска. Сам себе набросил, так скажем. Вот и наблюдаем такую же картину, как Александр Харкевич. Он выходил в угол, и быстрый бросок был без опеки. Перехват. Бросок от Сергея Вабищевича и мимо. Никита Мещеряков. Андрей Рогозенко плюс 1 очко. Дают предупреждение команде Беларусь-1 про помеху в полукруге. Сергей Вабищевич получает предупреждение. Атаковал он там не по правилам, как гомельской команды. Хорошо отработал сейчас Никита Мещеряков, дал пас, и Максим Людович на подборе чистит щит, и вот такой хороший пас дает Андрею Рогозенко. Плюс 1 в актив Беларусь-1. Очень хороший был перевод и нечеткий пас, и Андрей Рогозенко остается близко к мячу. Максим Людович показывает и обыгрывает хорошо пас, и почти. Вот опять Макс почистил щит и отдал хороший пас. Тяжело сейчас с подборами у Гомель-Водоканала. Как правило, первые на подборе оказываются всегда игроки Беларуси-1.
Блокшот от Никиты Мещерякова, и остается 2-1 время. Никита Мещеряков на линии трехочкового броска, мимо. Антон Москалев с мячом, и Руслан добивает его мяч, и владение. Максим очень сильно перекинул. Вот именинник на ваших экранах. Антон с мячом против Никиты. Никита близко с рукой стоит в защите и оставляет все-таки одного, но мажет из-под кольца. И Сергей Вабищевич мимо. Отыгрывает в защите, потому что еще не вышел Руслан за линию, которая нужна, показывает судьи. И остается мяч у Синь. Тайм-аут берет команда Гомель-Водоканал. И 5:11 до конца игры. 12 в пользу Беларусь-1, 4 Гомель-Водоканал. Половина игрового времени позади. 12 очков Беларусь-1 ведет в этой встрече. Вот несколько повторов. Пока мы ждем минутный перерыв. Тайм-аут взятый командами. Нужно что-то менять, конечно, в игре гомельчанам. С такой игрой пройти дальше будет сложно. Хорошо показывает на пас, и очень хорошо вернулся Сергей, и осталось только забить такой хороший бросок. Быстрый пас в зону, и Максим очень хорошо ходит мяч в данный момент. И плюс 2 очка от Сергея Вабищевича. «14-4». Вот такой запас в 10 очков есть у Беларусь-1. Сейчас нужно успокоиться и довести до логического завершения эту игру, потому что дальше соперником их станет Росэнергоатом, который феерически идет по турниру. Тяжелый бросок был у Артема, и Никита Мещеряков сейчас нападение, Андрей Рогозенко, и плюс 2 очка в актив Беларусь-1. Очень легко набирают пока что очки наши парни, и подбор за Гомель-Водоканалом, и сразу треха мимо. Спас Сергей мяч и сам же бросил. Мимо. Андрей Рогозенко спасает тоже мяч. Никита Мещеряков, и мажет Сергей. Понимают ребята, что плюс 1 очко для Гомель-Водоканала. Понимают пока что ребята, что у них есть большой отрыв. И плюс 2 от Андрея Рогозенки. После небольшого тайм-аута чаще стали играть игроки Гомеля на Артема Малявка, давая ему бросать. И Андрей Рогозенко. однако, боюсь, при счете 26 мало что можно уже изменить. Вряд ли что-то глобально Очень изменится. хорошо обыгрывает Артем, но это не играет большой роли. И мимо. Это фол, конечно. Первый фол для команды Гомель-Водоканал. За 2/3 игрового времени Беларусь-1 решает практически без малого свою задачу выхода в следующий раунд. А вот там они встретятся с Росэнергоатомом. Антон выводит мяч, и бросок. Вербол выпускает, и мяч остается во владении Беларусь-1. Теряет мяч Никита, и следим за действиями Гомель-Водоканал. Не дается последние очки. Перехватывает Андрей, и пас на Никиту Мещерякова. И решает ли Вабик? Да. Решает эту игру. Вабищевич решил исход матча 22-7. Справились с задачей выхода в следующий раунд игроки сборной Беларуси.
третий четвертьфинал. Команда БРИКС. Номер 10 Денис Сивацкий. Номер 11 Кирилл Михайлов. Номер 7 Егор Соленик. И номер 16 Павел Вилькоцкий. Команда БРИКС из города Минска. Давайте же познакомимся с их оппонентами. Команда Кони Могилев. 13 номер. Вот он, Евгений Терехов. Номер 9 Павел Степанет. 14 Артем Мальков. И 34 Роман Кантанисов. Известны нам участники первого полуфинала. Это Росэнергоатом и Беларусь. Сейчас мы узнаем имя первого участника второго полуфинала. Небольшая разминка команд. Рефери уже здесь, готовы к старту игры. А на ваших экранах пока что повтор предыдущей игры лучших моментов. И показывают, как ребята... Упорно бился Гомель против сборной Беларуси, но, к сожалению, упорно биться — это еще не все. Это не все, что нужно для победы. Секунды до старта. Не забываем об обязательной процедуре жеребьевки. БРИКС против коней. Как ты думаешь, Сабира, кто в этой встрече для тебя? Если быть честной, то очень хорошо показали себя как Могилев команда, так и БРИКС. И это будет, я думаю, очень интересная игра, интригующая. Будем следить за ходом действий ребят и смотреть, кто действительно будет победителем этого Совершенно матча. с тобой согласен. Именно поэтому и спросил, потому что для меня тоже сложно выявить явного фаворита в этой паре. И БРИКС, и Могилев прекрасно себя показали. Я уверен, нас ждет и интереснейшие 10 минут баскетбола. Артем Мальков очень хорошо начинает и открывает этот счет. Время. Кирилл на подборе, и Паш Вилькоцкий получает мяч, обыгрывает. Хороший пас, и Кирилл реализует. Хорошо Егор отыгрывает в защите, и немножечко не хватает, чтобы забрать этот мяч. Отлично здесь действуют игроки БРИКС. Пас на периметр, и Денис Сивацкий мажет. Артем Мальков хорошо очень обыграл, сорвал дистанцию, и почти чуть не хватает, чтобы задавить мимо. Ну и сам же подобрал, и мажут ребята, пока что тяжело. Корзинка наша выплевывает эти мячи, почему-то не залетают пока у парней. Позади минуты игры, 3-1 счет в пользу команды БРИКС. Начинают кони.
Вот это проход. Отличное индивидуальное мастерство и владение мячом демонстрируют ребята из Брикс. И отличный проход завершает неплохую комбинацию, которая приносит очки. Хорошо было сейчас исполнение Егора Соленика. И отыгрывает он в защите. Счет 4-2 в пользу команды Брикс. 8:34 осталось играть. Наблюдаем явный фол. Да. Хорошо ворвался Паша Великоцкий, получил пас и немного был неаккуратный фол, тем самым привел Пашу на штрафную линию. Плюс очко в актив команды Брикс. Играют против Тёмы Малькова очень близко, потому что он хорошо и бросает, и обыгрывает, и поэтому его достаточно хорошо держит в защите. Еще один фол. Денис Севацкий хорошо ворвался в зону, тем самым получив мяч и стоит на линии штрафного броска. И смотрим. Мажет штрафной бросок и сразу же становится играть в защиту. Пропускает игрока и Фол со стороны команды Брикс. 1-2 по фолам. в углу стоял Кирилл, не заметил его Егор, и поэтому уже ищет взаимодействие двойки стандартные баскетбольные. И хорошо очень обыгрывает в контакте, но теряет мяч. И в ответ прилетает сразу треха от команды Кони. Кирилл с мячом. Стал с большим игроком, и его опекали, смещались уже. Артем тоже на него смещался, и хорошо было. Сейчас Артем с мячом разрывает дистанцию и в проход. Мажет. И номер, я думаю, синий, да, правильно все. Судьи показывают, что номер 34 сфалил. Так скажем, 3-3 нет номера, но команда Кони имеет третий командный фол. Паша Великоцкий обыгрывает. Пас на Егора Соленика. Денис Севацкий. Мимо трехочковый бросок. 5-4 счет. Брикс пока все еще впереди, но по фолам Кони впереди. Уже 3 командных фола имеет эта команда. Посмотрим, как будет дальше. Я думаю, что многие уже наверняка и помнят, и знают, после какой черты за каждый фол будут по 2 штрафных. Спасал мяч Паша и чуть-чуть коснулся мяч линии, поэтому не получилось оставить мяч у себя. И Конни владеет мячом, и смотрим, что будет дальше. Позади третьей игры, осталось 7 минут. Хорошее было взаимодействие, и подбирает Егор. Егор держит, цапает мяч, и Паша помогает ему с этим. И мажет трехочковый бросок, и сейчас тяжело пока что ребятам. Тёма Мальков вот пытается, записывает, а не пытается уже очков команды Кони. Очень... Вот хорошо, Егор ворвался в зону, ему прямо мяч в руки упал и реализовал свое очко для команды своей. Вот это да, это был... Кирилл отвечает. Равная игра, но все больше индивидуально пытаются работать в обыгрыш. Если мы видели более комбинационную игру на хорошей скорости с длинным пасом через всю площадку в исполнении и Росэнергат на Беларусь-1, здесь немного другой подход к баскетболу. Ребята часто идут в обыгрыш от индивидуального мастерства и бросают либо с короткой, либо со средней дистанции. Интересно будет, когда столкнутся два этих стиля. Когда Росэнергатом сыграет с Беларусь.
Ну и, соответственно, мы узнаем, кто же Брикс, Кони, Мистер Мэджик и Кирилл записывает 2 очка в актив команды Брикс. сыграют между собой в полуфиналах. Велика цена ошибки в таком матче, особенно когда команды равны по силам. Играет Денис Севацкий очень плотно в защите. Вот понимают, что сейчас каждое очко очень важно. И Егор отыгрывает. Почти забирает мяч, но чуть-чуть не получается. И мяч остается у Коней. Играют очень быстро, он пошел. Егор на подборе и Денис Севацкий обыгрывает в левую сторону. Мажет. Очень хорошо играет Егор в защите, и там встречают Пашу. Егор продолжает прессинговать своего игрока, и Паша бросает и тяжелый бросок сирены, и выходит мяч от Могилева, и остается у Брикс. Кирилл с мячом. Какой был пас! Это просто было очень красиво. Думаю, Артем Мальков мимо. Кирилл вырывает подбор и становится... Здесь не понял немножко Паша задумку своего коллеги. Хорошо врывался, и, как бы, я думаю, Денис ему давал больше на вход, и так получилось, что чуть-чуть не догадались, что друг от друга хотят. Паша обыгрывает Кирилла, уже почти падает, тяжелый бросок и мажет сразу же. Егор на подборе работает с Женей и мимо. Егор с мячом. Денис Севацкий на линии трехочкового броска получает. Фол. Фол дают команде Брикс. Тайм-аут взяла команда Брикс, чтобы, наверное, успокоиться, чуть-чуть отдохнуть, так как это уже достаточно... Игры на выносливость начинаются уже на... Тот момент, когда важно не только мастерство, но и физические кондиции игроков, потому что выдать хороший отрезок игры — это одно, а пройти равную дистанцию, тем более, когда соперник диктует тебе такие скорости и подобные комбинации игры, когда команды готовы к домашним каким-то определенным моментам, да, есть свои планы на игру, есть заготовки, тогда, конечно, Видим, становится что сложнее. происходят маленькие технические неполадки с кортом, начинается дождь и чуть-чуть капает крыша, и опять судьи заботятся о наших спортсменах, игроках, чтобы ничего не случилось, никто легко не травмировался. Вот такая непредсказуемая белорусская погода, а то он 2 недели солнца такое, что на улицу не выйти, то льет дождь такой, как будто октябрь месяц на дворе. Четыре минуты 33 секунды еще играть командам. 9-8 у Брикс и Коней. Очень равная игра. Я думаю, что очень скоро мы перейдем не только к игре на выносливость, но да, и к игре до первой череды ошибок. Не говори, что... Итак, продолжается подготовка площадки к тому, чтобы игроки максимально комфортно себя чувствовали и могли без вреда для здоровья продолжить.
Но пока вот они моменты игры, которые сейчас продолжатся очень скоро. Как только мы сможем гарантировать безопасность спортсменов на корте, отсутствие травмоопасной ситуации. Очень хорошо, что организаторы быстро эти моменты прекращают и закрывают, останавливают для того, чтобы ничего не случилось. Смотрим те самые опасные моменты в исполнении обеих команд. Счет равный, игра равная. Небольшой перерыв, заканчиваются технические моменты подготовки площадки. Очень скоро мы вернемся в эфир. И продолжится матч. 4:33 на сегодняшний момент. Брикс обыгрывают коней в четвертьфинале. Третьем уже по счету. Как только закончатся подготовительные работы по приведению площадки в нужное состояние, мы тут же вернемся в эфир и продолжим комментировать для вас матч между командами Брикс и Кони.
Все, хватит, а то вы еще отожмете у меня маечку. Присядьте 5 раз. Хватит, хватит. Чуть позже. У нас игра продолжается. Присядьте 5 раз. Чуть позже, друзья. Давайте продолжать игру. Майку хотите? Нет, еще я... Итак, мы возвращаемся в игру. Все технические неполадки устранены, и мы продолжаем. Владение мяча у команды Брикс. И Паша Великоцкий с мячом. Кирилл мимо свой бросок, и выходит мяч от команды Кони, и остается владение у наших ребят с команды Брикс. Паша Великоцкий просит заслон от Егора и сам врывается в зону. Хороший кат за спину и мажет мимо. Судьи свистят. Фол свистят. Я думаю, что, может быть, перерыв не пошел всем на пользу, да. Тем не менее, 9-8 Брикс. Понятное дело, что наступательный порыв сбит. Как сложится дальше, увидим. Паша Великоцкий мажет свой штрафной бросок, и счет по-прежнему остается 9-8 в пользу команды Брикс. Фиксирует судьи фол на ведении. И это 4-й фол командный фол для команды Брикс. Пятый командный фол для Брикс. Артем Мальков на линии штрафного броска попадает, тем самым равняет счет 9-9. На подборе Денис Сивацкий, и Кирилл обыгрывает и знает, что Егор стоит на 45, и бросок мимо мажет Сивацкий на подборе. Готовы продолжать. По 9. 4 минуты мы еще играем. На ваших экранах Денис Сивацкий, игрок команды Брикс. Играем дальше. Команда Конь во владении мячом. И Артем Мальков обыгрывает. И очень хорошо. Технично отправляет мяч в корзину. Егор закрутил Денис Сивацкий, и плюс 2 очка для команды Брикса от Дениса Сивацкого. Играет в защите очень плотно играют ребята. Выбивает Паша Великоцкий мяч и сам же его подбирает. Денис Сивацкий мажет, но при этом Паша Великоцкий борется и тяжело мисс-матч, и это нужный, скажем так, фол, но это уже 6-й фол для команды Брикс. Нужно быть гораздо осторожнее теперь. Держится Паша за живот, наверное, во время контакта как-то он получил. Плюс очко для команды Кони, и в углу Кирилл делает движение, мажет. Паша Великоцкий на подборе. Получает мяч и обыгрывает. Вылетает мяч с рук, и аут фиксирует судья.
Равный счет 11-11. 3 минуты до конца игры. 6 командных фолов у команды Брикс и 4 командных фола у команды Кони. Есть вероятность, что эти фолы Бриксов могут сыграть с ними очень злую шутку и сослужить медвежью службу. Играет Денис Сивацкий. Очень хороший пост занимает Егор. Разворот и мажет. Подумал и не пошел. Даже баскетбольный снаряд сегодня играет за с интригу. Семой Мальковым близко, потому что хорошо он забивает. В ауте уже почти игроки, и все равно продолжается игра. На подборе вот так вытягивает мяч, и плюс 1 очко для команды Кони. Плюс очко для команды Брикс. Рома стоит с мячом, с плотной опекой. Сивацкий перехватил и мажет Артем. И это 7-й фол для команды Брикс. Напоминаем, что после 7-го фола штрафные пробиваются дважды. И вот он, 7-й фол. 12-12. Плюс очко для команды Кони. Плюс очко для команды Кони. Мальков Артем. Хорошо делает все Денис Сивацкий. Плюс очко для команды Брикс. Разница в 1 очко. Минута 58 до конца игры. Очень плотно играют ребята. И 14-13 ведут Кони. Брикс допустили уже 7 фолов. За оставшиеся 2 минуты можно сделать игру просто за счет этих штрафных. Артем Мальков. Егор подбирает мяч, и Кирилл обыгрывает. Вылетает мяч из рук у ребят. Просто как горячая картошка. Они перекидывают его, и никто не может его схватить твердо. Чувствуется усталость, тяжело ребятам дается. Не забывайте, для победителя это еще не все. Ему еще играть полуфинал и финальную игру. Фиксирует судьи фол в нападении для команды Кони. Это 5-й фол. И минут 35 до конца игры. Паша Вилькоцкий мажет такой бросок в отклонении. И Кирилл прессует игрока в защите. И напомню, что и команде Брикс нужно играть без фола. Без фола. Но Зарабатывает еще 1 фол. 2 штрафных броска в исполнении Антона. Прошу прощения, не Антона, а Степанца Павла. Плюс 1. Ждем плюс 2. Отрыв составляет уже 2 очка. Нужно заметить, что наше число просматривающих наш эфир возросло до 105. Денис Сивацкий играет в чеке и фиксирует фол судьи. Это 6-й фол для команды Кони и 1-11 до конца игры. 15-13 в пользу команды Кони. Очень напряженная такая концовка этого матча, и ребята все хотят выиграть. Будем смотреть дальше. Драматическая концовка, Показывает которая потянула бы Егор даже на финал. Мажет. Свистят фолы. Это 2 броска. 2 броска. Ну что, Денис, можно сравнивать счет.
Теперь в случае фола у вас будут равные возможности с соперником. Добавляет в актив команды Брикс плюс 1 очко Денис Сивацкий. 15-14. 2 очка добавляет. И с рукой сразу бежит в защиту. Лучше одной. И там есть трехочковый. Предупреждают про нарушение полукруга и мяч владения у Брикс. 15-16 впереди Кони на 1 очко. 56 секунд и 4 миллисекунды до конца матча. Менее минуты до момента, когда мы узнаем победителя. Будет ли очередной овертайм? Найдут ли себе силы Брикс взвинтить темп игры несколькими домашними заготовками, выйти вперед для того, чтобы доиграть и остаться победителями? Или все-таки Кони удержит хрупкое преимущество в 1 очко? Кирилл. 2 очка для команды Брикс. Невероятная игра. 17-16 уже Брикс на 1 очко впереди. Хорошо. Плюс 2 очка играет Артем Мальков, обыгрывает. И что здесь? Рома на подборе и в ауте оказывается Рома. И мяч сейчас у Брикс. 23-3 до конца игры. Напомню, что счет в разнице 2 очка. 23 секунды до финиша. Брикс ведут 2 очка. Обыгрывает Егор и мажет свой бросок. Все очень близко играют с рукой. Пусть лучше забьет 1, чем 2. Правильно все делают ребята, чтобы не так. Артем Мальков мажет. Егор на подборе. И это плюс очко. Победа за командой Брикс. И они выходят в 1/4. 19-16. Поздравляем Брикс с выходом в полуфинал. Кони, к сожалению, нас покидают. Драматическая игра, достойная финала и лучших эпитетов в сторону игроков. Подарили настоящий праздник баскетбола. И это, друзья, только четвертьфинал. Я боюсь себе представить, какой драматический финал ждет нас в игре. Нам осталось узнать последнего полуфиналиста. Это будет либо команда Мистер Мэджик, либо команда Словечно. Команда Мистер Мэджик. Номер 1 Артем Мархин. Номер 4 Роман Веровин. Номер 3 Андрей Русак. И номер 2 Константин Сацук. Давайте познакомимся с командой Словечно. Номер 24 Антон Аскерка. 77 Андрей Стабровский. Алексей Крюков 6, Александр Дубицын номер 7. Андрей Стабровский несколько раз уже обращал на себя внимание и те, кто нас смотрит, и, конечно же, болельщиков. Интересно он смотрится на этом турнире. Мистер Мэджик против Словечно. Последний четвертьфинал. Давайте узнаем, кто же будет победителем в этой паре. Напомню, что победитель этой пары сыграет с командой, которая только что одержала верх. Это команда Брикс. Они обыграли Коней в 1/4. Ну а далее нас ждут 2 полуфинала, матч за 3-е место и, конечно же, финал. Главное событие первого чемпионата Республики Беларусь по баскетболу 3х3. Небольшая разминка для ребят. Судья готов к жеребьевке, приглашает представителей команд к себе. Состоялась жеребьевка. Мы готовы к старту. Мистер Мэджик против Словечно.
Обе команды представляют столицу Беларуси, город Минск. Но сейчас нам демонстрируют лучшие моменты прошедшей игры, в которой Брикс обыграли коней. На ваших экранах повтор предыдущего матча, как ребята вырывали, скажем так, зубами эту победу. И сейчас нас смотрит 108 человек и должны набирать актив. Давайте, ребята, смотрим, рассказываем своим друзьям. Мы наблюдаем за финалом первого в истории Беларуси чемпионата республики по баскетболу 3х3. Не забывайте, что если у вас проблемы с тем, чтобы посмотреть нас на YouTube, всякое бывает, мы ведем трансляцию и на социальной сети ВКонтакте в группе Белорусской Федерации баскетбола. Поехали! Андрей Стабровский, первый бросок, выполняет с дальней дистанции и мажет. Андрей Русак, хорошее взаимодействие с Ромой Воробьем. И первый фиксирует фол судьи и отправляют Рому на линию штрафного броска. Плюс очко в актив команды Мистер Мэджик. Открывает счет Мистер Мэджик 1-0. Андрей Стабровский открывает очко для своей команды. Андрей сам обыгрывает и очень вылетает мяч, словно просто об пружины бьется. И Костя Сацук мажет мимо. И Андрей Стабровский работает на подборе и обыгрывает ребят. И очень, я думаю, успешно. Да, плюс очко для команды Бессловечная. Рома Воробей мажет. Андрей просто вырывает этот подбор. И Саша Тупицын с мячом. И фолят на нем. Это очевидный фол. И происходит замена. Саша. Счет 2-1, мистер 2-2, простите. Счет 2-2. Продолжаем. Получает блокшот. И Неплохо чувствует себя команда Мистер Мэджик. Получается у них комбинации. Не все пока доходит до завершения финальной стадии, но... Крюков Леш на чеке сейчас просит заслон. И что будет делать Аскерка, посмотрим. Его очень жестко встречают. И играем дальше. 2-2. Счет все еще не изменился. Рома Воробей и шутер этой команды. Плюс 2 очка для Мистер Мэджик. Андрей Стабровский с мячом и почти реализует. И Костя Сацук очень быстро подобрал мяч. И быстро начали атаку, но промазали. Андрей Стабровский на подборе и Леша. Рома Воробей на подборе, забрал мяч и быстрый пас в зону Кости Сацуку. Очень скоростная, скажем так, игра началась сейчас у ребят, и нужно подметить 100%, что это очень удивительно для того, чтобы это уже 4-я по счету игра, и они имеют силы для того, чтобы друг с другом бороться. Причем демонстрируют именно такое не хаотичное движение, а осознанное понимание друг друга и взаимодействие на высоких скоростях, что необходимо отметить редкость, учитывая, какой уже путь пройден командами. Саша Тупицын промазал и сразу... Как заколдованная
корзин сегодня в этом матче. Вот после того, как мы сыграли практически треть времени, счет только 4-2 по фолам 1-1. Несмотря на то, что на хорошей скорости мы видим комбинации игроков, пока на завершающей стадии имеются определенные проблемы, которые не позволяют одной из команд. Андрей Стабровский с мячом и показывает, что он будет бросать и выполняет бросок. И результативный бросок для команды Словечной. Предупреждают про то, что полукруг. Не должен там быть защитник. Быстрый кат за спину. Это очень легкое очково для команды Мистер Мэджик. Очень кучно стоят ребята из команды Словечной. Немного друг друга, наверное, не понимают в этот момент. И получает Аскерка под кольцом. Фиксируют судьи фол блокировки. Да, это правильно. И это второй фол для команды Мистер Мэджик. Счет 5-3 в пользу команды Мистер Мэджик. Андреев играет чек, и нету такого кардинального размена маленький с большим, но он все равно реализует свои очки. Костя Сацук обыгрывает и в ответ забивает 1 очко. Очень быстрые атаки от Андрея Стабровского. По лицу бьют ребята. Достается, да. Главное, чтобы все было хорошо, потому что мы видели такой момент, когда ударили по лицу Сергея Вабищевича, и не очень приятные такие вмешательства были от медицинской помощи. Саша Тупицын с мячом обыгрывает и идет на 2 шага. Тем самым Андрей Стабровский с мячом. и 8 секунды на атаку для команды Словечна. Времени отнюдь немного. Счет 6-4 в сторону, простите, в пользу команды Мистер Мэджик. Показывают на наших экранах Костя Сацука и Илюшу. Андрей Стабровский очень активно начал обыгрывать и забивает, мажет, но получает при этом шанс реализоваться на линии штрафного броска. Реализует 1 очко в актив команды, и в ответ прилетает сразу же 2 очка от шутера команды Мистер Мэджик Артема Мархеля. Быстрый пас. Абу хорошо очень показал, и аут фиксирует судья. Все правильно. Веробей Ром показывает какое-то взаимодействие, наверное, среди своих ребят, и выводя этим самым Мархеля Артема на 3-очковый. Андрей Русак и мажет. На подборе борются ребята. Мархель подбирает, и Русак показывает, что бросит. И идет, конечно же, в проход, да, за легкими очками. 9-5 в пользу Мистер Мэджик. Андрей Стабровский с мячом. Показывает, что он и бросает на последних секундах. Сразу же опекает в защите Рому. И быстрый бросок от Артема Мархеля. И он мажет. И очень быстрая игра, пасы. И нужно следить за контактом, который происходит. Потерял Андрей Русак мяч на ведении. И мяч стоит во владении Словечной. Ровно 5 минут еще играть нам. 9-5. Мистер Мэджик впереди. Забивает Андрей Стабровский плюс 1 очко в актив команды Словечной. И 9-6. Счет в разнице 3 очка. И Рома Веробей добавляет 2 очка в актив команды Мистер Мэджик. Умело использует свои возможности после того, как забивает команда Мистер Мэджик.
Скидывает, ох, какой пас. Думает, должен быть топ моментов за наш чемпионат сегодняшнего дня. Рома Воробей пытает вторую удачу и мажет свой бросок. И, наверное, подустали ребята, уже меняются. Остается 4:21 до конца последней четвертьфинальной игры. И Мистер Мэджик 11 и Словечно 7 имеет в своем активе очков. Андрей Стабровский мажет свой бросок. Андрей Русак сразу же дает быстрый пас. Костя Сацук мажут ребята. И очень хороший контакт такой, скажем, имеет и Аскерка Антон. Показывает, что будет обыгрывать. Имеет +1 в свой актив и актив своей команды. Плотно, очень плотно играют. И не получается давать пасы вовремя. И перелетают ребят. Пасы 11-8. Да, уже как бы чувствует немного усталость. Нервы, друзья мои. Переживают, нервничают игроки. Играет Аскерка очень быстро и сразу лезет в проход. Вот таким образом бросает. И это 5-й фол для команды Мистер Мэджик. Напомним, что после 7 командных фолов пробивается по 2 штрафных броска. Попадает и +1 очко. И в ответ прилетает Мистер Мэджика. Мистер Мэджик постоянно, заметьте, делает. Шутер располагается слева, получает тут же пас. И уже 3-й или 4-й раз они, получая 1 в свою корзину, сразу отбиваются на 2. Задился Андрей Стабровский и уже не успел на последних самых секундах выпустить мяч, но выглядел весьма неплохо. Эйрбол выпускает Мархель и садится на лавочку передохнуть, и продолжается игра. И 3:17 до конца игры. Перевес в 4 балла у команды Мистер Мэджик. Мажет Саша Тупицын и Костя Стацук сразу же. Быстрые пасы и врывание в зону. Рома Воробей фиксирует фол. Это второй только фол для команды Словечно. И вывод будет с чека. Вывели Костю Стацука на бросок и мажет, выбивает, пытается выбить Андрей Русак мяч, и Андрей Стабровский выпускает, и +2 для команды Словечно, и тем самым он делает 13-1 счет. 11, прошу прощения. Перехватывает Леша, и Андрей Стабровский. Еще одна трёха, и он равняет счет 13-13. Творит Андрей. Тащит как может свою команду дальше в полуфинал. Очень теряет мяч Костя Сацук, и очень интригующе начинают играть ребята, и Словечно догонял, и в итоге догнал своего соперника. Изо всех сил тащит команду. Леша выбрасывает, мажет, и Аскерка на подборе борется с 3 уже почти ребятами. Мархель Артем, как всегда, в своем репертуаре. Стабровский в ответ от щита забивает Андрей Стабровский. Что творят? Это просто сумасшедший парень, который делает пока что очень сумасшедшие действия. Близко держит Мархеля и показывают. Заканчивается время на атаку. Это очень хорошая защита. Что-то со Аскеркой, с ногой. Он чувствует надеяться, что все нормально. Да. Тайм-аут. Что-то вот расхаживает, наверное, Гримен Стоп. Он что-то тяжело. Что сказать, 15-15, накал растет от матча к матчу. Вы видите, что уже вторую игру подряд команды идут буквально одна за одной. И посмотрите, какие феерические серии по 2 очка выдают. Слева один шутер, справа другой шутер. Накидывают постоянно, играют, забивают. Идет игра. Невероятно. А ведь это последний матч четвертьфинала. Дальше будет жарче. Итак, играем. Команда Словечно владеет мячом. Леша с мячом. Андрей Стабровский мажет и сам бежит на подбор.
Костя Сацук с мячом и бросок мажет. Очень спорный момент, выгорабкивается, бросает и бросковый фол. Костя отправляется на линию штрафного броска. И команда Словечная имеет только 3-й командный фол, что не особо грозит 2 бросками штрафными. Ну, мистер Мэджик, что вы нам продемонстрируете? Попадает и плюс 1 очко для команды мистер Мэджик. Очень плотный заслон. — 16-15, 1,5 минуты. Играет команда Словечно. Словечно играет, и ребята очень жестко начинают играть, не успевают сделать атаку, и мяч переходит в актив мистер Мэджик. Стандартная заготовка для команды мистер Мэджик. Очень плотно начинает защищаться, потому что знают, что Андрей Стабровский забивает Да как 2 так? Такой очка. сложный. Что творит Андрей? Минута до конца. И Костя Сацук мажет. Словечно Леша подбирает, и Костя выбивает мяч. 55 секунд до конца игры. 17-17. И Андрей Стабровский творит невероятное. Я уверен, что не ошибусь, даже если без подсчета скажу, что именно на счету Андрея большая часть забитых сейчас мячей. 100%. Андрей больше забил, чем практически вся команда, как по моим подсчетам. Написал кто-то нам про очко открывает для команды своей. И Отыгрывает. очко открывал Андрей. Да, и вот мы наблюдаем, что он, надеемся, что он и Но! закрывает. Да что творит Андрей? Боже, неужели такое последние залетает? очки для своей команды. Неужели такое залетает? Не может такого быть. 18-17. Неудержимо несется. 18-18. Что творят? Боже мой. Вот это четвертьфинал. Что же нас ждет в финале, если у нас такие четвертьфиналы идут? Ну, Мажет. нет. Андрей Стабровский выходит и будет, я думаю, обыгрывать. Тянет время правильно, для того, чтобы было мало времени. Хорошо. И быстро на Невероятно. трехочковый. Один бросок дают для команды мистер Мэджик, так как это был Счет 19-19. И 8,5 секунд. девятнадцать и остается мяч у владения мистера Мэджика, и держит они его, для Артема, и теряют мяч, и это овертайм. Ну что ж, мы видим овертайм. Еще один. 0,5 секунд остается до конца игры, показывают судьи. Мяч остается пока что команда Словечная. 0,5 секунд до финиша. Ноль 5 секунд выставили.
Он почти сделал это. забивает Андрей, и есть все время для овертайма. Ну что ж, мы видим овертайм. Впереди нас ждет 2 очка. Либо одна команда выиграет, либо другая. Всего лишь 19-19. Может, повезет, может прорвутся, не знаю, как это будет, но в ближайшие несколько мгновений мы увидим и узнаем имя еще одного полуфиналиста. Мистер Мэджик, словечно 19-19. Именно так заканчивается 10 минут игры команд. Ждем, ждем, ждем. Итак, начнет мистер Мэджик. Отыгрывают с рукой и мажет маркер Артем. И Мистер Мэджик! Как Андрей не тащил команду, мало этого, к сожалению, оказалось. Мистер Мэджик в драматическом четвертьфинале выходит в полуфинал, становится еще одной командой, которая поборется за право выхода в финал с командой Брикс. Итак, Первый полуфинал. команда Росэнерго. Номер 21 Юрий Игнатьев. Номер 4 Вацлав Бугаев. Номер 7 Геннадий Захар. И номер 88 Александр Харкевич. А теперь сборная Беларуси 1, номер 7 Андрей Рогозенко. Номер 5 Сергей Вабищевич. Номер 2 Максим Лютыч. И номер 8 Никита Мещеряков. Уже больше 120 человек смотрит нас на YouTube. Итак, это первый полуфинал. На мой взгляд, именно здесь сошлись две команды, которые, на мой взгляд, фавориты турнира. Это Росэнергоатом и сборная Беларуси. Пишите в комментариях, за кого болеете. Первый полуфинал. Беларусь 1 и Росэнергоатом. Второй полуфинал, который мы увидим, это Брикс и Мистер Мэджик. А пока что на ваших экранах это повтор предыдущего матча. Мистер Мэджик вместе со Словечным. Смотрим, как сложилась та игра. Ну а сами ждем начала. Готов рефери провести жеребьевку. Жеребьевка позади. Какие будут прогнозы? Что думаешь? На мой взгляд, это два фаворита, и мне сложно выделить кого-то одного. Я думаю, это будет один из интереснейших матчей сегодняшнего дня. Итак, мы готовы. Не хочу показаться человеком, который не придерживается спортивных правил, но все-таки, на мой взгляд, именно здесь мы увидим досрочный финал. Хотя, давайте понимать, что наверняка для добывания победы в этом матче либо одной, либо другой команде нужно приложить максимум усилий. И насколько они успеют восстановиться за время второго полуфинала, для меня большой вопрос. Да, будет матч за третье место, но это совсем другое. Здесь нужно выложиться очень сильно. Останется ли запал на финал? Большой вопрос. И играем. Начинают ребята с команды Беларусь 1.
Вот в такой они расстановке сразу стали. Готовьтесь наблюдать роскошный баскетбол. Поехали! Очень видно, что грубо. И первый фол для команды Беларусь-1. Одну секунду успели сыграть, и тут же рефери фиксирует фол. Легкое очко для команды Беларусь-1. И Это было просто. второй фол для команды Беларусь. Прошу прощения, первый фол. Очень плотно играют ребята. И Саша Харкевич бросает, мажет, и сам же подбирает свой мяч. Гена Захар обыгрывает. Юра Игнатьев. Очень плотно его встречает Андрей Рогозенко и не дает. Сергей Вабищевич получает для своей команды второй командный фол. И видно, что борьба будет очень напряженной и очень контактной. Хватаются ребята руками прямо. Хороший. Фол за фолом. За 30 секунд Беларусь успела набрать 3 фола и еще один фол от Роснэнергатома. Фол каждые 10 секунд. Мажет Гена Захар и аут фиксируют судьи. Счет 1-0 в пользу Беларусь-1. 9:21 осталось до конца игры. Очень плотно играют ребята. Сразу же входит вот в такой жесткий контакт. Юра Игнатьев забивает первое очко для команды Роснэнергатом. Вацлав подбирает мяч и видит, что Юра играет. Хорошо было. Нужно успокоиться. Правильно показывает Саша Харкевич. Главное не начинать нервничать и импульсивно играть. На импульсах нужно быть с холодной головой и принимать более правильные Да, точные учитывая решения. уровень соперников, я думаю, что любое какое-то нервное потрясение, да, любое выключение из игры хотя бы на несколько секунд тут же будет реализовано командой соперников в какой-то свой гандикап очков, которые они очень быстро наберут. Здесь права на ошибку команд здесь нет. Ни Роснэнергатом, ни Беларусь-1 явно не простит ошибок соперника. Очень плотно и близко, видимо, контакт. И почти перехват исполняет Саша Харкевич. Это будет трудная игра. 1-1. Атомчики-то тащат на плюс 4, нам говорят. Ну что ж, посмотрим на плюс 4 атомчики, так говорит Антон Антонов. Вот такое решение. Фолят команды, фолят друг на друге. Очень жестко играют ребята, и вероятность того, что они зафолятся на первых минутах, очень очевидна. 1-1, а по фолам уже 3-3. Андрей Рогозенко показал на бросок, бросает и попадает. Плюс одно очко. Получилось все у Андрея. Счет 3-1. Хорошо забивает Юра Игнатьев. Это
Это 4-й фол для команды Росэнергоатом. Фол абсолютно бесспорный. Это не будет спорить решением судьи. Три-два. Впереди Беларусь 1. Максим Лютыч с мячом, Сергей Вабищевич. Двойная опека и фиксирует фол рефери и через чак показывают, играют ребята, и 5 командных фолов для команды Росэнергоатом. Такой креативный пас под удар. Оправдывает себя. 2 очка. Плюс очко Максим Лютыч дополняет в актив команды Беларусь-1. И хорошо было. И Появилась Саша неточность в передачах, некая Харакевич, нервозность поведения Росэнергоатома. фиксирует судьи 2 штрафные броска. Ну-ка, 6-2. Мажет Саша Харакевич. Надо забивать и сокращать отрыв в счете. Два Нет. броска промазал Саша, и нужно... Забивает Лютыч такой тяжелый мяч, и Вацлав тоже мажет. И... Вот так они эмоционально, очень активно, агрессивно играют. И судьям, я думаю, очень красиво сейчас было. Быстро очень несут мяч ребята по площадке. Просто не то, что несут, а перебрасывают. И Вацлав показывает, что Росэнергоатом сфолил. Это уже Очень 6-й такой, фол. Да, спорный момент. Ждем. Андрей Рогозенко плюс 2 очка. 9-3. Очень эмоционально реагирует Сергей Вабищевич и поддерживает своих сокомандников. Юра Игнатьев. Бескомпромиссная Все играют, борьба, которую мы да. наблюдаем. 9-3 счет в пользу команды Беларусь-1. Удастся ли переломить ход встречи атомщикам? Очень хорошо сейчас закинул Вацлав. Пас Юрий. И добавили плюс очко в актив команды. Ребят. Очень эмоционально реагируют ребята. 2 7-й фол. штрафных броска. Правильно, да. 2 штрафа. Мажет Лютыч Максим. Разница в 5 очков. Технический фол синим. Видим, как проходит дисконнект между игроками и судьями. Напомню, что второй еще не пробивали. Вот на второй.
10-4. Попадает Максим Лютыч, штрафной бросок, и Саша Харкевич уже получил мяч. Вацлав сильно забросил, и Юра Игнатьев. Саша Харкевич. Почти очень. Мажет Юра Игнатьев и отрывается в угол для трехочкового броска. И попадает он этот бросок. 11-6. Ничего еще не ясно в этом матче. 6 минут до конца игры. 8 командных фолов имеет Росэнергоатом. Интересный Видим, пас придумали. Да, пикали очень сильно Никиту Мещерякова и дали достаточно неточный пас, и поэтому сложилась такая ситуация. Куда-то делась креативность Росэнергоатома. Подбирает Гена Захаров, на фол со спины. И это 5-й командный фол для команды Беларусь-1. Не хватает креатива. Предсказуемо действует Росэнергоатом. Их задумки становятся легкой добычей, раскусываются представителями команды Беларусь-1. В итоге ничего не получается. 6-й командный фол. Надо собраться. Саша Харкевич обыгрывает и мажет 2 очка и играет в защите. Сразу же плотно очень встречают и понимают, что у них 8 командных и фолить нельзя. Можно было сказать, что это пробежка. Ох, И прорвался таки. Вы посмотрите на него. Предупреждение, что он был в полукруге, и 2 команды имеют по предупреждению. 6-12. Счет тем временем. Как на тренировке. Хорошо встречал очень сильно в защите. И держит Гена мяч. Моментальный перехват. Вышел Рогозенко, и легкий бросок был. Он был без... Синий играет, показывают судьи. Такой тяжелый матч, очень агрессивный и контактный. Да, победитель будет выжат до нельзя по итогам этой встречи. В любом случае, успеет ли восстановиться до финальной игры — большой вопрос. Сыграно 5 минут и 5 секунд. Чуть меньше 5 минут осталось до того, как мы узнаем развязку этой игры. Если, конечно, команда не закончит до этого, давайте посмотрим нарезку моментов, которые уже имели место в этом матче. И вместе подумаем о том, за кем же все-таки останется этот матч. Поехали дальше. Закончили тайм-аут. Андрей Рогозенко добавляет 2 очка в актив команды Беларусь-1. Хорошо, это очень хорошо. Вылетает мяч, просто вылетает с кольца. И Андрей Рогозенко мажет. Семь 14. 4:30 играет до конца игры. Перехватил Гена и сам ворвался в зону. С валом мажет, но это 2 штрафных броска. Напомним, что после 7-го штрафного фола мы пробиваем по 2 штрафных броска. Вот вам и шанс сократить разрыв в счете.
Пока он составляет 7 очков. Плюс 1 очко для Росэнергатома. Уже 6. Забрал Гена мяч, просто чисто перехватил, и Саша Харкевич ждет пасы. О, это был хороший бросок, и отыгрывает Гена в защите. За счет личного мастерства исполнил этот бросок. 14-9. Лобищевич сразу пас на обострение вперед. Еще фол. 9-й фол для Росэнергатома, и Никита Мещеряков на линии штрафного броска. Первый попадает. Это 15-9 в пользу команды Беларусь-1. 16-9. Еще один. И ведение. Семнадцать 9. Восемнадцать 9. Боюсь, что очень сложно будет что-то придумать команде Росэнергоатом. Уверенно, команда Беларусь-1 движется к тому, чтобы все-таки завершить эту игру победой и выйти в финал. 10 фолов мы уже увидели в исполнении Росэнергоатома. Показывает Максим Лютыч, что пойдет аут. Фиксирует судья. Гена мажет, и сам понимаешь, что расстраивается. Какой обыгрыш! Юра Игнатьев мажет. Семь, 6, 5, 4. Какой пас, как мажет. Не получилось. Юра. 3 минуты ровно осталось. Демонстрируют свои лучшие игровые качества баскетболисты обеих команд. Харкевич вышел. Вацлав. Плюс очко. 10. Андрей Рогозенко с мячом и мажет и Вацлав с мячиком. Бросок и мажет тоже. И выбивает Юра мяч. 10-19. 2:27 играть до конца игры. 10 командных фолов у Росэнергоатома и 7 командных фолов у Беларусь-1.
Сергей Вабищевич с мячом, очень плотно играет. Закрывает Сережа вопрос. Не получилось пока. Гена Захар забивает очко и не вышел, а вышел, все правильно. Все. Сергей Вабищевич ставит точку в этом матче. Первый финалист. Команда «Беларусь-1». Наша национальная сборная уже в финале. Команда «Росэнергоатом» сразится за право занять 3-е место. И давайте узнаем именно тех, с кем сразятся игроки «Беларуси-1». Атомщики не вытащили, к сожалению, эту игру. Команда «Беларусь-1» уже в финале. Давайте выясним, кто составит им компанию. Либо Брикс, либо Мистер Мэджик. Команда Брикс. Номер 10 Денис Севацкий. Номер 11 Кирилл Михайлов. Номер 7 Егор Соленик. И номер 16 Павел Великоцкий. Теперь давайте об их соперниках. Команда Мистер Мэджик. Number 1, первый номер, Артем Мархель. Через мгновение он появится. Вот он. Четвертый Роман Веробей. Третий Андрей Русак. И номер 2 Константин Сацук. Вот они, команда Мистер Мэджик. Измотанный финалом команды «Беларусь-1». Выясним, кто из этих двух окажется на финишной ленточке и встретится со сборной Беларуси. Ну и, само собой, проигравший этого матча поборется за 3-е место с очень крепким орешком под названием «Росэнергоатом». Здравствуйте. Смотрим разминку команд. Ну а пока давайте еще раз глянем, как красиво Беларусь обыгрывала Росэнергоатом и прокладывала свой путь в финал. Как у нас дела? Мы играем, да? Команда готова к тому, чтобы начать игру. Мистер Мэджик и Брикс.
Нас ждет интересный баскетбол. Денис Сивацкий на чеке, и начинают ребята уже игру. Выходит Кирилл на трехочковый бросок, Егор под кольцом. Очень плотно и переносит первые очки для команды Брикс. Плюс 2 очка Мистер Мэджик. Вот Денис, плюс очко, молодец, это хороший был показ. И отыграл и перехватил. Вот вам бросок, но осталось забить. Егор Соленик подбирает и забивает. Ворвался в зону Андрей Русак и мажет из-под кольца. И тут Рома, не очень удачная попытка была. И мажут пока ребята. И Кирилл с мячом просит стандартную двойку и проходит двойной штрафной бросок. 3-2, Брикс впереди. Сыграна минута. Кирилл попадает в штрафной бросок и не выходит. Все, показывает судья, что вышел Костя Сацук. Обратный пас. И Андрей Русак дает пас Кости, мажет Кости, но никто ему не ставит спину, и он реализует свое попадание в кольцо. Паша Великоцкий пошел в лицевую и сделал такой баскетбольный маневр, как удар об ногу, чтобы мяч ушел от защитника в аут. Егор мажет и сразу же активно начинает работать в защите, потому что понимает, что Артем — это шутер команды Мистер Мэджик. Подобрал мяч Рома и сразу же дает пас Артему. Вот для такого броска. Кирилл с мячом в пост. Егор Соленик и свистят. Фол фиксируют судьи. Это будет бросковый. В активе команд у Брикс 0 командных фолов, у Мистера Мэджика 2. Попадает Егор Соленик и сразу же быстрая атака. Андрей Русак на трехочковой линии и мажет. Паша Великоцкий работает на подборе, и быстрый пас для Егора, ставит двойку и бросает. Егор мажет. Паша борется, чтобы зацепить мячик, и Артем попадает с дальней дистанции и приносит 2 очка в корзину. Денис Сивацкий почти забивает, и мяч просто бьется в дужке, вылетает. Мистер Мэджик в атаке. Ну, хорошо исполнено, я вам скажу. Попадает Андрей. Оба! Быстрый пас и хороший ход действий. Энд-1, Вот Егор это Соленик. да. Может. Как быстро развиваются события в матче. Долго запрягали, да быстро поехали. Уже 8-6. Мистер Мэджик впереди. Егор имеет возможность помочь команде. И помогает. Андрей Русак. Проход. Свободное 2 очко. Забивает для своей команды. Ох, как на личном Егор Соленик такой сделал. мастерстве обыграл. Да. Артем
2 очка. Нельзя оставлять Артема. Еще раз. Попадает Артем. И слева, и справа умел играть Артем. Может и там, и там. Денис Сивацкий попадает. 2 очка. 13-10. Мистер Мэджик пока лидирует. Надолго ли? Кат за спину и легкое очко в актив мистера Мэджика. Это было элементарно. Костя Сацук. Сам же на подборе. Артем. Ох, Сам же как Тёма. подобрал. Да. Сам себя исполнил неплохо. 15-10. Мистер Мэджик близки к выходу в финал. С рукой держать. И Ну-ка. легкие очки, да. 16-10. Хорошая динамичная игра. Это было грубо. Тайм-аут. 16-10. Большая часть игрового времени все еще впереди. 5 минут и 28 секунд нам еще играть. Но, мне кажется, не понадобится нам еще целых 5 минут, чтобы выявить победителя этой встречи. Кто же сыграет с белорусами? С командой Беларусь-1. А вот так вот. Да, высокий процент реализации мы наблюдаем у команды Мистер Мэджик. На подборе Костя Сацук. Взаимодействие и быстрый пас. Хорошая комбинация. 18-10. Не сбавляет темп Мистер Мэджик. Егор. Мимо вылетает мяч и добивает Рома. Красиво, ничего не скажешь. Такой блокшот. Ну, это просто сказка. 20-11. Денис Сивацкий. Плюс 2 очка в актив команды Брикс. 13-20. Ждем последний. А вот это может стоить вам игры, ребята. И так и есть. В финале мы увидим Мистер Мэджик. Ну что ж, Сабир, что скажешь по твоему ощущению насчет финала? Думаю, финал будет интересный, так как это два достаточно опытных соперников 3-3. И Мистер Мэджик — это сформировавшаяся команда. Поэтому я думаю, что, конечно же, Беларусь — это наша национальная команда по 3-3. И я думаю, что это будет очень интересное состязание. Легкой прогулки ожидать никому не приходится. Будет интересно, что покажет команды в матче за 3-е место. Напомню, что там встретятся Росэнергоатом и Брикс.
Уже через несколько минут здесь и сейчас игра за третье место. Но пока наш господин ведущий немного развлекает публику, а вы посмотрите моменты ушедшего матча. Встречаемся через несколько минут здесь в эфире на Половой арене для того, чтобы выявить обладателя третьего места, а потом, конечно же, и победителя. Первого чемпионата Республики Беларусь по баскетболу 3х3 среди мужских команд. И мы встречаем команда Росэнерго Мы готовы. Вот они. Росэнергоатом. Представляем команду. Номер 7 Геннадий Захар. Номер 21 Юрий Игнатьев. Номер 4 Вацлав Бугаев. И номер 88 Александр Харкевич. А вот команда Брикс. Вряд ли ребята успели отдохнуть. Но что-то, как хотите, надо было побеждать. Денис
Сивацкий, 10. Кирилл Михайлов, 11. Игорь Соленик, 7 команды. И Павел Великоцкий, номер 16. Ну что ж, посмотрим. Немножко отдохнули первые участники Росэнергоатом. Смотрим, удастся ли им подняться на пьедестал и оказаться на 3-м месте. Или все-таки не успевший еще остыть Брикс сейчас проведут эту игру под свою диктовку. Разминка для команд. Ну и ждем финал. Как мы уже успели убедиться, прогноз — дело неблагодарное, но все-таки здесь интересно будет посмотреть, как сложится судьба игры за 3-е место. Ну и финал. Напомню, в финале мы увидим команду Беларусь-1 и команду Мистер Мэджик. Судьи дают свисток на жеребьевку, чей мяч, чье владение. И пока что на наших экранах состав команды Росэнергоатом, и после будет состав команды Брикс. Вот они, Брикс. Предпоследняя игра нашего турнира. Первый чемпионат Республики Беларусь по баскетболу 3-на-3 среди мужских команд близится к своему логическому завершению. Прежде чем мы узнаем имена победителей, давайте узнаем имена тех, кто займет сегодня почетное 3-е место. Поехали. Атомщики или Брикс? Все как обычно. 3 игроков, 10 минут, 1 мяч, чтобы выяснить обстоятельства, отношения и узнать, кто лучше. Арбитр фиксирует фол для команды Брикс. Это первый фол. И второй фол фиксирует для команды Брикс. Лихо ребята взяли. Может, не нужно так сразу фолить-то? Юра Игнатьев получает блокшот от Егора Соленика. И Гена Захар подбирает после этого и реализует первые очки для команды Росэнергоатом. Не получилось. Отличный пас. Технично исполнено. И 2 очка забивает Юрий Игнатьев. Хорошее завершение атаки. 3-0. Кирилл в нападении пытается обострить, и арбитр фиксирует бросковый фол уже на последних шагах. Когда он выпускал мяч, Юра опустил руку, и арбитры зафиксировали фол. Бросает Денис Сивацкий. А, извините, нет, не 10-ка, 11 номер бросает. Это Кирилл. И быстрый пас на Сашу Харкевича. И мажет на 2-очковый бросок. И смотрим, что будет дальше. Паша Великоцкий с мячом. Вацлав его прессует в защите. И не получается пока что ничего. Кирилл бросок с дальней дистанции. Мажет. Денис Сивацкий подбирает. Паша Великоцкий. Ну же, Плюс есть. 2 очка в актив Брикс. По 3.
Вот так, развернулся, но И это бросковый фол для Юры Игнатьева. Юра Игнатьев плюс очко в копилку. уверенно забрасывает Юрий Игнатьев. Егор Соленик бросок, и Юра подбирает сразу же мяч, и быстрая атака. Гена Захар. Мимо. Дальняя дистанция пролетает, и арбитры фиксируют фол для команды Росэнергоатом. Это второй командный фол. Чуть-чуть не хватило, чтобы добраться до этой передачи. 4-3 впереди Росэнергоатом. Гена Захар с мячом. Пас. Перехват от Паши Великоцкого и быстрая атака. Мажет. Не совсем я понимал, зачем здесь Геннадий решил улучшать позицию. Мне кажется, мог и сам бросить. Вот так вот. Еще одно очко в актив команды Росэнергоатом. И видно, что уже грубо играют ребята. Арбитры показывают, что владение будет где чек и не будет никакого броскового фола. Михайлов Кирилл с мячом. Нет больше у него ведения. И Егор Соленик сейчас пытался обострить, но немного не получилось. Вот так ребята передают пасы друг другу и забивают в итоге. Чувствуется такое молчаливое взаимопонимание, которое не требует слов, понимают с полуслова, с полудвижения друг друга игроки Росэнергоатома, что и позволяет им пока лидировать 6-3. Будет этого достаточно для победы, сложно сказать, но посмотрим. Брикс первый на подборе. Шесть-3. Паша Великоцкий. And one. И попадает штрафной бросок, и Вацлав быструю передачу для Гены, и не реализуется дальний. Есть у меня ощущение, что немножко подсели Росэнергоатом, как они посвежее смотрелись, подинамичнее. Возможно, тот случай, о котором мы говорили, чтобы хватило сил. Потому что сейчас запалу команд не видно. Может быть, дело в том, что ребята не пробились в финал, из-за этого расстроились. Но есть игра, и прямо сейчас ты на поле, будь добр, соберись и выдай свой максимум. Третье место тоже результат. Егор Соленик отправляется на линию штрафного броска. А у нас тем временем 7-5. Егор может приблизиться вплотную. Не вышло, но он же на подборе. Отличный пас, зрячий. Получилось. Семь 6. Через руку тяжелый бросок. Мы видим, что сразу же мяч переходит в команду соперника. Егор Соленик с мячом разрывает дистанцию и
фиксирует арбитр полубросковый, 2 штрафных броска. При этом Росэнергатом имеет 7-й командный фол. Мне кажется, повторяют ошибки своего финала, да, полуфинала, в котором играли Росэнерго. Много фолили, в итоге не пошло в плюс команде подобное поведение на поле и тактика ведения игры. 7-7. Второй. Ну-ка, Егор. Да, и все-таки да. «7-8», пока Брикс впереди. Но играть еще больше 5 минут. Хорошая заготовка, счет был равный. Никого нет на подборе. Гена Захаров. Пробивной. 7-5 по фолам, 8-8 по счету. Больше половины еще играть. Исполнили штрафной. Геннадий Захаров выводит команду вперед. 9-8. Ох ты какой! От щита сбивает Кирилл Михайлов и тем самым выводит команду на 1 очко вперед. Но нельзя так оставлять, конечно же, игрока. Левый крюк, мажет, и еще один левый крюк, и попадает Денис Сивацкий. 11-11. Юра Игнатьев. Дали друг другу пас с Геной Захаровым и сразу забили. Ах, какое красивое обманное движение. 13-11. Ждем, смотрим, как дальше пойдет. Понадобится ли медицинская помощь Павлу? Вроде как нет. Итак, смотрим за тем, как продолжится игра. Росэнергатом 13-11 ведут в матче против Брикс. Напомню, это матч за 3-е место. Все еще может поменяться. Но сейчас команда Брикс пробивает штраф. На ваших экранах Павел Великоцкий. Нет. Первый бросок. Давай еще разок, Паша. Реализует второй бросок и смотрим, что получается дальше. Перехват за Егором Солеником. Осталось 4 минуты. 8 фолов у Росэнергатома. Не могу пока сказать, что успешно пользуются этими фолами соперники, команда Брикс. Вытягивает Егор такой тяжелый мяч и равняет счет. 14-13. Юра Игнатьев на линии трехочкового броска и Вацлав Лугаев тоже.
6-й командный фол для Брикс. Гена Захар. 1 очко. 15-13. Меняется Захар. Ах, не смог принять Сильный передачу. пас, да, не выловил Вацлав. Говорит, что лучше бы дал в пол, но это не страшно. Кирилл Михайлов и Вацлав отбирает мяч в защите. Пас Юрию Игнатьеву. Сверху забивает Юра Игнатьев. Укладывает. (16-14). Теряет мяч Росэнерго. Красивый, хороший матч за 3-е место. Нам останется увидеть только финал, в котором Беларусь-1 сыграет с командой Мистер Мэджик. Держит мяч Саша Хракевич и реализует попадание в кольцо. 17-14. Эх, Мажет Юра. И Гена забирает этот мяч и устали ребята из Брикс, а Росэнергоатом, наоборот, бежит в финальный штурм. Кольцо, что ли? 19-15. немного повернуто кольцо, если я не ошибаюсь. И пока что еще никто не остановил игру. И будем смотреть, что будет дальше. Видим, что ребята кидают в дужку, и не мешало бы вернуть обратно кольцо. Да, есть ощущение, что все-таки кольцо повернуто, так и есть. Неужели нет? Все правильно мы говорили. Также технически неполадки с кольцом, потому что когда Ген забивал сверху, немного его подвинул, и не ждем пока что поставить кольцо на место. Итак, несколько мгновений, пока приведут в порядок площадку. Немножко повернули кольцо. Сейчас мы вернем его в исходное положение и приступим к игре. Не так долго осталось, я думаю, нам наблюдать за этим матчем. И переключимся на финал. Вот они. Ну-ка. Легко так Гена забивается под кольца и сразу же прессует его в защите. Аут свистят и 20-15. Росэнергоатом в шаге от того, чтобы стать бронзовыми призерами этого турнира. И вот он, этот шаг. побеждает Росэнергоатом, становятся серебряными призерами первого чемпионата. Бронзовыми. Прошу прощения, бронзовыми призерами первого чемпионата Беларуси. Бронза уходит Росэнергоатому, а мы готовимся к финальному матчу. Ждем финал. Бронза остается за командой Росэнергоатома, а нам остается наблюдать и ждать, когда же начнется финал, в котором встретятся сборная Беларуси, команда Беларусь-1 и команда Мистер Мэджик.
мастеровитые команды с отличным подбором исполнителей, которые могут и в одиночку решить, и технично сыграть с партнером. И играем. Мы готовы к финалу. Ждем финиш. Вот на ваших экранах команда Росэнергоатом, бронзовые призеры. Дождемся церемонии награждения, которая будет немного позже. Конечно же, прежде чем начать награждать, нужно установить победителя сегодняшнего турнира, первого чемпионата Республики Беларусь по баскетболу 3 на 3. Вот они на ваших экранах бронзовые призеры. И скоро мы покажем вам финал. Ну что ж, вчера мы видели, что чемпионский титул уехал в Гродно. Сегодня мы уже точно можем быть убеждены в том, что чемпионами станут минчане. Поехали! Команда Беларусь-1. Номер 7. Рогозенко Андрей. Номер 5. Бабищевич Сергей. Номер 2. Лютич Максим. Номер 8. Мещеряков. А теперь их соперники. Команда Мистер Мэджик. Номер 1. Артем Мархель. Ждем вас, Артем. Четверка. Роман Веробей. Номер 3 Андрей Русак и номер 2 Константин Сацук. Вот они, финалисты. Напомним, что это финальная игра первого в истории чемпионата Беларуси по баскетболу среди команд, мужских команд 3 на 3. Разминаются команды, мы готовимся к тому, чтобы начать игру. 10 минут у них на все про все. Кто знает, может быть, мы дойдем и до овертайма и в этой игре, потому что соперники в оптимальных кондициях подошли к этому финалу. Разный у них путь к этому последнему матчу. Успели немного передохнуть за время матча до 3-го места. И очень скоро стартовая сирена возвестит миру о том, что через 10 минут мы узнаем имя первого победителя чемпионата Беларуси среди мужских команд. На старте было 12 команд со всей страны. Вот 2 из них дошли до финала. Обе команды представляют город Минск. Во вчерашнем финале среди команд женских было 8 команд-участниц. И чемпионский титул уехал в город Гродно. Готовы мы к тому, чтобы начать игру. И жеребьевка. На ваших экранах итоговая сетка была и финальная игра. Беларусь 1 и Мистер Мэджик. Отрабатывают броски команды.
Итак, вот он, финальный матч. Игроки занимают позиции на игровой площадке. Мы готовы к финалу. Всем удачи! Вот того, смогут ли эти 8 человек, которые сейчас на площадке, показать свой максимум, зависит итог матча и итог чемпионского титула нашей страны. Сборная команда Беларусь-1 и команда Мистер Мэджик. Андрей Русак с мячом. Артем, как обычно, выполняет дальний бросок. Как мы уже заметили, Артем один из шутеров команды Мистер Мэджик. Посмотрим, получится ли максимально выключить Артема из игры. Мы видим, что нередко Сергей Выбещевич оказывается возле Артема на первых минутах игры. Никита Мещеряков бросил, сам же подобрал, добил свой мяч. Видим, что жесткий контакт начинается, и все равно Андрей Русак забивает первые очки для своей команды. И Сергей Выбещевич уже просит двойку, и Никита Мещеряков делает хороший кат. Играя Андрей Рогозенко забивает тяжелый бросок и сразу же отыгрывает в защите. 1-2. Команда Беларусь-1 впереди. Сыграно чуть меньше 1 минуты. Искал счастье в броске. На 2 очка не вышло. А здесь была передача. Немножко не поняли друг друга Выбещевич и Мещеряков. Минута позади. 2-1. Беларусь выигрывает у Мистера Мэджика. Залетает мяч в кольцо с такой откидкой от дужки, и Максим Лютыч добивает в ответ. 3-3. Кости Сацук второй раз бросает с дальней дистанции, но не получается реализовать бросок. Никита Мещеряков на подборе, и Андрей Рогозенко начинает обострять с дальним броском. Борьба в воздухе. Мистер Мэджик. Хорошо, Багрыш выводит на позицию. Андрея попадает Андрей с дальней дистанции. И это 5-3 в пользу Мистера Мэджика. Под кольцом Лютыч под кольцом подчищает щит и добивает такие броски. Не вышли, показывают судьи, не вышли ребята, и обыгрывает Рогоз, и сильным пасом не ловит его Лютыч. Так скажем, не вылавливает мяч, и мяч переходит во владение Мистера Мэджика. Мистер Мэджик ведет в 1 очко, 5-4. Видим, что прессингует очень сильно Артема на дальней дистанции, и тяжело ему идти под кольцо, так как, скажем, он в данной игре он один из самых низких игроков. И еще и вездесущий назойливый Выбещевич не дает ни развернуться, ни пас отдать. Вот спокойно Мещеряков получает мяч и за счет антропометрических данных легко отправляет мяч в корзину. 5-5. Какая сеча. в зоне Максим Лютыч просит мяч и быстро разворот и забивает свое. 6-5. Показывает его сокомандник Андрей Рогозенко, что все было супер. И сейчас пытаются отбиться Мистер Мэджик. Чисто выбивает мяч, согласно с ведущим. 6-5. Очень шаткий перевес в 1 очко у команды Беларусь-1. Мистер Мэджик.
Не мудрствуя лукаво. Попытка сразу оформить 2 очка своей команде. Просит в зоне Максим Лютыч с маленьким игроком мяч и реализует из-под кольца бросок. Не совсем понимаю, почему оставляют вместе с Максимом Мархеля. Уже несколько раз видели мы, что Лютыч успешно переигрывает, не испытывает каких-то больших проблем под корзиной Мархеля, но, однако, почему-то именно они оказываются там вдвоем. Неплохо бы пересмотреть опеку Лютыча. Игра ногой показывает судьи. Андрей Русак вместе с Ромой пытались сделать скат за спину, но немного не получилось. Вот они хорошо, видите, выпускают на бросок Артема, но через руку Мещерякова гораздо тяжелее бросить, нежели чем через кого-то Андрея. Тяжело играть Артему, потому что сразу же появляется Мещеряков, высокий, с длинными руками, и сыграть против него довольно проблематично. В то же время, когда находится в обороне, Мархеля почему-то возле Лютыча, и ему тоже очень тяжело. Очень красивый элемент был от Андрея Рогозенко, и ему в ответ сразу прилетает бросок, но мимо. Видим, что перешли на такую импульсивную игру ребята. Видно, что всех переполняют эмоции. — 8-6. Беларусь 1 выигрывает у мистера Мэджика. Итак, есть шанс немножко отковитаться. Получается 8-7. Андрей Рогозенко с дальней дистанции. Очень далекий был бросок в исполнении Сергея, но он его реализовал. А 11-7. Пух, какая детская ошибка. Торопятся, нервничают. Вот этот мандраж не дает все-таки собраться. А, ребят, нельзя быть разобранными, когда против вас играет национальная сборная. Этого может дорого обойтись. Очень хороший был быстрый пас. И пролетает Рома. Предупреждение дают. 13-7. Сложно будет выправить эту игру в команде Мистер Мэджик. Говорят судьи, что это второй это технический фол, так как это было второе предупреждение. И поэтому будем наблюдать, я думаю, как они пробивают штрафной бросок. Тем временем видим, что у Сергея Вобищевича наливается синяк огромный. Да, все правильно, как мы и говорили, то, что это был технический фол. Мажет Артем. И владение остается все-таки мистер Мэджик. Очень плотно Никита играет с игроками на периметре. Тяжелые броски для Артема, и Максим Лютыч в преимуществе в росте. Андрей Рогозенко пас. Фиксирует судьи фол. Это первый командный фол для мистера Мэджик.
Мне кажется, измотались на самом деле ребята из Mr. Magic. Много не комбинировали. Возможно, нужно было сыграть проще, но надежнее. Очень круто все делает Андрей Рогозенко. И, наконец-то же, Мархель Артем выполняет свой бросок. 1+1. Это уверенный бросок был от Максима Людича. Тяжело очень Мархелю с Лютичем справиться. И тут же он и на подборе. Мажет из-под кольца, и Мархель мимо с дальней дистанции. Андрей Русак пытается обыграть, и руки скользкие, теряет мяч, сам же врывается в зону. Сергей Вапищевич бросает. Мажет, и легкие очки для Андрея Русака. А вот там именинничек исполняет. Хороший динамичный, да. Высокий бросок достаточно, поэтому его не так легко накрыть. Максим Лютыч еще плюс 1 очко в свой актив. И актив команды. Аут показывает судьи. И на табло 17-10 в пользу Беларуси, 1-0, 3:22 играть до конца игры. Напомним, что у команды Беларуси 1-3 командных фола, и у команды Mr. Magic 2. Еще 5 очков нужно команде Беларусь-1, чтобы одержать победу. А мистеру Мэджику нужно отгонять еще 10. Четвертый фол для команды Mr. Magic. Андрей Рогозенко. Фол в нападении. Счет по-прежнему 17-10. Еще 3 минуты. Хорошая динамика игры, плотная опека, не получился пас. 17-10. Чувствуется разлад в рядах команды Mr. Magic. Забивает Сергей Вапищевич, и остается 3 очка до конца игры для Беларусь-1. Недопонимание в рядах команды. Мне кажется, начинает потихонечку сыпаться команда Mr. Magic. И выходит не получается, сил вкладывается много, а результат, к сожалению, пока не радует. Выпускают Артем на трехочковый бросок. Видим, что его опекает Никита Мещеряков. И такой сильный пас. Даже не глядя. — 18-11. Сложно выправить ситуацию, которая сложилась в этой игре. Но Mr. Magic не сдается. Честь им и хвала за это. Не получился.
2:13 до конца игры. Выходит мяч на Марии Рогатенки в аут, и мистер Мэджик продолжает владение мяча. 10 секунд на атаку. 18-11. Артем мажет мимо, и Сергей Вабищевич Не залетает показывает, что как-то на в нем этой игре у фоля. Артема. Да. И Максим Людович под кольцом в посте против маленького. Бросает, не получается забить. Костя Сацук, пас в ход. И легкие очки. 18-12 становится счет. Фол фиксирует, и не пробивной, а начал. Тайм-аут берут команды Беларусь-1. Видим, что ребята из Мистер Мэджика не сдаются и продолжают навязывать свою борьбу. Демонстрируют хороший баскетбол. Был момент, когда мне казалось, что все, команда практически посыпалась. Однако нет, ребята собрались и все еще навязывают борьбу. Не сдают эту игру. Минута 40. Спасает мяч Максим Лютович. Пас на периметр, и Андрей Рогатенко мажет. Максим Лютович выходит, показывает Никита Мещеряков, что он Лютович пытается в соло решить вопрос. Получается забить, заработать 1 балл для своей команды. не остается одно очко для победы команды Беларусь-1 и до золотых медалей первого в истории чемпионата Республики Беларусь по 3-3. Здесь залетело все-таки у Маркеля. 20-14. Где один? Вот это победный бросок для Беларусь-1. Команда Беларусь-1 становится первым в нашей истории чемпионом по баскетболу 3-3. На втором месте команда Мистер Мэджик 21-14. Именно таков счет итоговой игры. Итак, напомним, как расположились места в нашей турнирной таблице. И первое место занимает команда Беларусь-1. Это национальная сборная Беларуси по 3-3. Второе место занимает команда Мистер Мэджик. Это сформированная баскетбольная команда по 3-3. И третье место занимает команда Росэнергоатом. Это также сформированная команда по 3-3. Ну что ж, друзья, поздравляем чемпионов. Очень постараемся показать вам церемонию награждения. Точнее, почему постараемся? Покажем, конечно же. Ну, а потом попробуем уговорить на флеш-интервью кого-нибудь из команд чемпионов. Сегодня вместе с вами комментировали этот турнир комментаторы Павел Быков и моя очаровательная коллега, игрок сборной Беларуси до 20 лет Сабира Агаева. Друзья, увидимся, играем дальше. Пока небольшая передышка, чтобы установить стенды и посмотреть церемонию награждения. Не переключайтесь, мы все покажем вам в прямом эфире. Спасибо, что были с нами. Ждем церемонию награждения. Это все? Ты молодец. Не слушай, не читай.
Вы видели, сколько сложностей было у нас в течение дня. Вы видели все. Непогоду, травмы легкие, нервы, крики, спортивные фолы, неспортивные, технические. Вы видели победные броски. Вы видели красивые слэмданки. Вы видели, безусловно, классные передачи. И самое главное, вы видели те эмоции, которые нельзя ни купить, ни тем более продать. Их сложно где-то найти. Но вы стали свидетелями этого прекрасного события. Финала первого чемпионата Республики Беларусь по баскетболу 3 на 3. Я уверен, что это было очень круто. И я уверен, что дальше будет еще круче. Как минимум в ближайшие 15 минут. Мы готовы к тому, чтобы назвать имена победителей. Чемпионат Беларуси. Баскетбол 3 на 3 завершен. Мы ждем награждения команд. Это уже знают вся... Итак, дамы и господа, церемония награждения, как и вчера. Мы готовы к тому, чтобы назвать имена победителей. Видим, выходят на наш корт представители нашей организации. Да. И появляются команды. Видим наших ребят, финалистов, победителей, призеров, так скажем. Мы готовы к тому, чтобы наградить наших ребят. Представляют нам участников церемонии награждения. Занимает бронзовое 3-е место. Номер 21 Юрий Игнатьев. Номер 7 Геннадий Захар. Номер 4 Вацлав Бугаев. И номер 88 Александр Харкевич награждаются медалями за 3-е место. 3-е место Роснэнергоатом. Мы, интересно, начинали турнир, и, по моему мнению, и по мнению баскетбольного эксперта, который сегодня работает вместе со мной, мы все-таки отдавали им предпочтение и хотели бы, чтобы команды встретились в финале. А когда они играли между собой в полуфинале, я обронил такую фразу, что все-таки, на мой взгляд, это досрочный финал. Так в итоге и оказалось. Да, конечно же, мистер Мэджик оказали достойное сопротивление, но этого оказалось мало для того, чтобы выиграть. И на первом месте оказывается сборная Республики Беларусь, команда «Беларусь-1». Видимо, церемонию награждения команды получают ее участники не только комплекты наград, но и почетные грамоты, конечно же, и специальные подарки. Вот они, Роснэнергоатом, 3-е место. Представляет нам команду мистер Мэджик, и зашли они на пьедестал. Повторим состав команды мистер Мэджик. Это номер 1 Мархель Артем, номер 4 Веробей Роман,
номер 3 Русак Андрей и номер 2 Сацу Константин. Обладатели серебряных медалей первого в истории чемпионата Республики Беларусь среди мужских команд по 3 на 3. Вот они, серебряные призеры. Видите вы церемонию награждения. А вот он, главный шутер Мархель под номером 1. Обнимаются ребята. Несколько памятных фото. Конечно же, приятно оказаться на пьедестале почета. Получают они свои грамоты. Получают серебряные медали. Тяжелый славный путь прошла команда за один день. Огромное количество матчей сыграно. Вот они, Мистер Мэджик. Ну и отдельное спасибо им за шоу, которое они сделали в перерыве. А вот и первое место. Команда Беларусь-1. Состав команды Беларусь-1. Номер 7 Андрей Рогозенко. Номер 5 Сергей Выбищевич. Номер 2 Максим Лютыч. Номер 8 Никита Мещеряков. Обладатели золотых медалей чемпионата Беларуси среди мужчин по баскетболу 3 на 3. Вот они перед вами. Вот церемония награждения. Отлично показала себя эта команда. Будем надеяться, что такой же комплект наград они примерят во время Европейских игр. Будем в это верить, болеть за наших ребят, которые сегодня в рамках подготовки, конечно же, выиграли и стали первыми. Видим мы, что вручают статуэтки и подарочные пакетики от Росэнергоатома. Это такие, думаю, памятные призы для сборной Беларуси. Призы для победителей. Вот они, люди, которые на сегодняшний день лучшие в баскетболе 3 на 3 в нашей стране. Вот эти четверо прошли славный путь и стали первыми. Шановне господарство, коли ласка, повіншуйте медалиста. Прозвучал гимн нашей страны, и время для совместных фото. Все ребята обнимаются и делают памятные фотографии. Спасибо организаторам, спасибо всем, кто принимал участие в этом спортивном празднике. 2 дня мы с вами жили и дышали баскетболом 3 на 3. Вчера девушки разыграли свой комплект наград. Сегодня лучших выявили наши парни. Желаем удачи тем, кто будет принимать участие в стартах вторых европейских игр в Минске, которые стартуют уже очень и очень скоро. Любите баскетбол, живите баскетболом. Мы надеемся, верим, что знаем точно. Многое у нас получится. Есть будущее у нашего баскетбола. И впереди намного большие высоты. Несмотря на то, что очень многое уже сделано для популяризации и развития как классического баскетбола, так и баскетбола 3 на 3 в нашей стране.
Всем спасибо, друзья. Спасибо, что были с нами, слушали нас, писали нам. С вами были комментатор Павел Быков и Сабира Агаева. До новых встреч. Ждите флеш-интервью. Не переключайтесь. Очень скоро мы сделаем небольшое флеш-интервью. С победителями. Друзья, ждите флеш-интервью, не переключайтесь. Очень скоро здесь обещаю, что кого-нибудь постараюсь выловить из чемпионов и немножко порассуждать, чтобы он рассказал, дал первое интервью в своей жизни в рамках и в звании чемпиона страны. Ждите новостей. Скоро интервью. Можно всех присутствующих, кто здесь остался, так и хочется сказать самых стойких, попросить всех поблагодарить наших бессменных и, можно сказать, железных волонтеров за сегодняшнюю работу и службу. Давайте поблагодарим волонтеров. Спасибо, без вас бы мы не справились, это точно. Но я уж, безусловно. Спасибо вам. Надеемся на то же самое. Всем спасибо, что вы сегодня были с нами. Нет конца фотографиям, пока нас не выгоняют. Не забывайте, что мы готовимся к следующему событию, которое наверняка должно быть не менее и трагичным немножко, и драматичным больше, и веселым еще больше, и счастливым бесконечно. Всем спасибо, кто эти 2 дня работал с нами. Мы благодарим вас за участие и в организацию финала первого чемпионата Республики Беларусь по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд. Всем большое, огромное спасибо, друзья. Без каждого из вас этого бы не было. Мне очень приятно было работать с вами эти 2 дня. Спасибо большое. Здравствуйте всем. Как мы и обещали, друзья, флеш-интервью. Вот здесь сидит со мной человек. Кстати, вы вчера его здесь же видели. Вчера вместе с Сергеем мы комментировали турнир женщин. И вчера он сидел здесь и переживал за свою супругу Ксению. И вот уже он здесь, но в новом качестве. Не комментатор, а, посмотрите внимательно, золотой призер. Чемпион нашей страны. Сергей, видели мы твою травму в первом же матче. Как состояние здоровья, как самочувствие? Как ты вообще, расскажи нам, столько матчей сыграно за день. Поведай болельщикам. Добрый день, дорогие друзья. Ну, самочувствие отличное, как бы, несмотря на синяки какие-то, где-то болит что-то, болит все. Но настроение очень... Пока эмоции берут вверх, так что болеть все будет завтра, мне кажется. Сегодня ничего не будет болеть. Скажи, пожалуйста, мы знаем, что в этом же, наверное, составе, надеемся, да, команда еще выступит. Ждать ли каких-то изменений или, в принципе, в рамках подготовки к европейским играм именно вот эта вот тройка-четверка наигрывалась, и вот эти комбинации наигрывались? Ждем ли мы это или что-то еще будет новое от сборной? Чем-то вы нас удивите в европейских играх? Ну, нет, наигрывалось у нас человек 8, а то и 10. Всякое бывает. Сами видите, очень травмоопасный вид спорта, так что... Есть замены. Я не тренер. Тренеры смотрят за результатом, кто подходит к команде, кто не подходит к команде. Как бы мы сами общаемся очень много. Как бы здесь коммуникация очень много дает, и чем лучше химия в команде, тем проще играть. И главный вопрос. Мы уже знаем, что вчера твоя очаровательная супруга Ксения стала бронзовым призером. Сегодня у нас есть золотой призер. Я так понимаю, что серебро ты оставил для дочери? Да, дочь обещала взять серебро, но после того, как выиграет бронзу и золото. Отлично. Друзья, с нами была спортивная семья. Вчера супруга этого человека выиграла бронзу. Сегодня Сергей Обещевич стал золотым призером чемпионата страны. Любите баскетбол. Спасибо большое, Сергей. Поздравляем Спасибо тебя. большое. Друзья, поздравляем нашу команду. Увидимся еще. Любите баскетбол, смотрите его. И обязательно ждите следующего года, следующего чемпионата. Болейте за нашу страну и за этих ребят, которые сегодня выложились не на 100, не на 150, а на все 200%. И я уверен, они покажут нам настоящий класс на европейских играх. С вами был комментатор Павел Быков. Спасибо компании Альтермедиа, которая ведет трансляцию, и Федерации футбола за этот праздник. Увидимся на новых стартах. Всем пока!